то, что я слышал последний раз. И потом они ударили по-моему, ну, По по братве. Иордании. Нет, ну они в Иордании тоже пультуны. И Иордания, и да, и, ну, и своим соседям-то. Как бы до вас мы не можем там добраться, а вот по этим вашим будем. Ну да. По Кувейту, по-моему, или по Катару тоже заехали. По Кувейту. По-моему, по Кувейту, да, в Кувейт. Ну, опять же, это точно не так, мимо, знаешь, уха. По-моему, Кувейт и, ну, в Иорданию тоже, как бы, в районе Иордании. Опять же, не знаю, может, ну, в нашу сторону, видишь, как бы, остерегаются, не хотят. Лишний раз не дергаются, да? Да. У тебя же F-35 как бы не взлетят, получается, с Иордании и так далее, там, из того же Кувейта. С Израиля могут. Даже по-другому, даже не то, что могут, а у нас это ждут, как бы, да. Чтобы американцы потом нам не рассказывали, как бы, что вот, мы что-то какие-то мирные переговоры ведем, как бы, и так далее. Похоронили своего этого старичка, этого маразматика. И все, вот сейчас, походу, вот. Так его сына и таки не видно, как бы. Его никто не видел до сих пор. Иди хрен пойми вообще, живой, не живой. Кого, не понял. Ну, это тоже за место него пришел, сын его. И они же выбрали, получается, его сына, Хаминей. А его с тех пор не видно, как бы. Шли слухи, то, что мы тоже его ликвидировали, как бы. И его ликвидировали, да, то, что Израиль его ликвидировал. Но не было той точной информации. Но с тех пор якобы он где-то, короче, там находится в каком-то подвале, там в бункере каком-то, да, и оттуда он руководит всей этой темой. Видеть его никто не видел до сих пор, с тех пор. Как бы мы не можем не подтвердить, как бы, и сказать, что такого не происходило. Ну, то, что он живой. Ну, там есть сыновья постарше у него. Они выбрали его, потому что он такой... Ну, я про него вот потом, когда мне стало уже интересно, я про него смотрел, там, читал. Он, чтобы ты понимал, самый кровожадный, как бы, из его детей. У него там дохрена их детей, там, по-моему, штук 5. Есть постарше, есть помладше, как бы. Ну, выбрали самого такого кровожадного. И после этого, как бы, Израиль там, по-моему, ну, опять же, мы не можем подтвердить. Вот сейчас непонятно, как бы, живой, не живой, но говорят, что он, как бы, живой, якобы, и он руководит этой темой все. Он принимает там решения и так далее. Видеть его с тех пор никто не видел. Как, вот как началась война, никто его не видел уже. Бункерные, не бункерные, видишь, Насралу тоже достали. А там хрен его знает, там метров, наверное, там 30 под землей, там в бункере сидел. Хотя бы бункерами они подстраховались. Другое не знаю, но бункеров они там, видимо, понаделали. Добрый день, товарищи. О, ПМС. Шалом, шалом. Шалом, шалом, шаббат шалом. Почему ты не добавишь в конце эту букву? Какую букву? Тулаева.
Поэтому... То есть, когда ты говоришь, что и они не имеют права выбирать все за исключением этого, то ты ограничиваешь как раз-таки демократию. Демократия – это свобода выбора. Сначала... У тебя частичная демократия, когда ты говоришь, ты имеешь право выбрать все, что ты хочешь, за исключением вот этого, вот этого, вот этого. Понимаешь, что? Слышно? Не, иди читать, иди читать. Смотри, сформулирую, постараюсь. Говорят, что вообще люди, вот сторонники шариата, они вот как говорят. Сначала надо демократическое государство создать, все там настроить, механизмы демократические, а потом потихоньку ввести шариатское правление. Вот это как бы, ну, хороший путь или как? Правильный. Шариат и демократия – это разные вещи. То есть они не могут противоречить друг другу абсолютно. Почему не могут противоречить друг другу? Потому что демократия – это волеизъявление народа. Меня слышно? Меня слышно здесь? Тебя слышно, но Да, ты да. перебиваешь меня в данном случае. Да, у меня просто, я не понимаю, микрофон включеной какой-то на этом устройстве. Ты включен. Я об этом и говорю, как ты мог подумать, Варго, вообще, как ты мог даже подумать, противопоставить демократию шариату? Смотри, это все равно, что примерно сравнить правила дорожного движения и способ выбора там директора какого-то дорожной службы. Совершенно разные вещи. Демократия не может противоречить шариату, и шариат не может противоречить демократии. Маша и Алла, Лазик, я случайно тебя выключил, хотел себя включить. Маша и Алла, смотрите, оказывается, как мы могли, оказывается, говорить о демократии. Ну да, почему бы нет? Демократия – это как раз-таки заложено. Изначально Бог вложил в человека свободу выбора. То есть он волен. Вот ты в данном случае против... Сейчас я тебе Это ты- таквир делаю со Какой своими... же- Ты Да, ставишь вот себя это, против что ты- ислама. Послушай. Ты пользуешься, например, тем, что тебе Бог даровал. Это возможность выбрать плохое, хорошее, что бы это ни было. Изначально в человеке заложено это. То есть Бог дал ему свободу выбора, даже отречься от самого Бога. Но это все временно. В этом мире человек не ограничен в свободе Мысль выбора. понятна. Смотри, вот мысль понятна. Не уходи на проповедь. Да, если демократия, смотри, если демократия и шариат это одно и то же, почему люди, сторонники шариата, говорят, сначала надо установить демократию, а потом шариат? Если Нет, это одинаковые вещи, это зачем? не одно и то же, это разные плоскости, понимаешь? Ты же сказал только что это одно и Я то же. сказал, что это разные плоскости, то есть они не могут противоречить друг другу. С вашего позволения, Например, можно один одно вопрос? отвечает на вопрос, какие должны быть правила. Причем Другой, здесь кто шариат? принимает решение, понимаешь? Это разные вещи. Вопрос тебе можно задать, с твоего позволения? Можно? Причем здесь исламский шариат, греческая демократия? Ты можешь мне объяснить? Как ты можешь пользоваться греческой демократией, при том, что Ну, тебе... исходя из твоего вопроса, я понял, то, что ты не- секундочку, я его до конца задам, я объясню, почему я его задаю. Как я знаю, что по шариату это законы Всевышнего, правильно это шариат? Законы и правила Всевышнего сказано вам, принес вам пророк ваш Мухаммад и так далее, правильно? Кто принес? Что ты говоришь? Что? Ну не знаю, шариат, что такое шариат? Это законы, откуда вы это берете? С Корана или с хадиса? Какие законы? Хорошо. Шариат нельзя, можно, нельзя. Ну вроде что, этого. например? Ну что, например, ну ты мне расскажи. Я знаю, что тебе, допустим, нельзя там проживать с кафиром в одной стране, допустим, если он там руководит той или иной страной. Тот кафир. По шариату ты должен... Ты не говоришь, где мне можно... Не, подожди, не играй словами. Еще раз, если ты собираешься мне задавать эти вопросы, то не получится, потому что эти вопросы задаю я тебе. Потому что ты должен проживать по шариату, я не должен проживать по шариату. Поэтому я задаю тебе этот вопрос, понимаешь? Разницу чувствуешь? Я живу по демократии, мне можно жить по демократии. Вот тебе нельзя, как я знал до сих пор. Поэтому задаю Что тебе эти нельзя? вопросы. Почему мне нельзя жить? Потому что харам у тебя получается. Кто получает? Изначально, я же тебе объясняю, Бог тебе говорит,
изначально дают тебе волю выбора. То есть ты имеешь право выбирать даже между верой и неверием. Нет, еще правильно. Слушай внимательно. Или быть кафиром, или быть мусульманином у тебя есть право. Слушай внимательно. Вот Даже то, что ты если выбираешь. Подслушай меня, не ставь Давай. эпитеты. Исходя из твоего вопроса, я понимаю, что ты абсолютно не разбираешься ни в определении демократии, ни в определении, что такое закон. Закон как раз-таки на арабском звучит как шариат. Закон – это то, что принимается этим людьми. А демократия – это кто принимает решения. Понимаешь? Это разные вещи, разные плоскости. В шариате, даже если ты противоречишь шариату, это не значит, что ты неверующий. Например, тебе запрещено пить водку там. Ты выпил, но ты не становишься из-за этого безбожником. Ты ослушался всего лишь. Это законы шариата, то, что ты говоришь. Что можно, что нельзя. И они очень ограничены. Их там штук 7 всего лишь. Они никак не противоречат демократии. Если человек захотел принять, например, уголовный кодекс, исходя из коранических текстов, то, пожалуйста, он выбирает, но он пользуется демократией, свободой выбора. А когда ты говоришь, ты не имеешь права выбирать вот такие законы, ты его ограничиваешь. Как раз таки ты сам отказываешься от демократии, за которой якобы ты и борешься. Ты все, закончил? Добрый день, господа. Здравствуйте, секундочку, можно с вашего позволения? Ты закончил, правильно, ПМ? Можешь сказать? Как я разбираюсь в демократии, как я разбираюсь в шариате. В шариате я вообще не разбираюсь, но вот я то, что знаю, я знаю. Давай лучше без арабской терминологии. Подожди секундочку. Я хочу просто ремарку сделать тебе, чтобы ты не говорил, не употреблял слово шариат. Говори, переведи это у тебя тема эфира шариат. на русский, переведи это слово на русский язык и говори, пожалуйста. Религиозные законы, правила. Нет, это не религиозные законы, это запрет, это законы. Шариат. Это запреты, которые тебе ты принес, получается, я не знаю, кто конкретно. Какая разница, кто их принес? Да, нет, подожди. Шариат. Какие вы конченые пидорасы, я ваш рот ебал, я вашу маму ебал, я вас все Я за тебя вот Ругаться за нельзя. тему отвечаю. Ругаться нельзя. Вот забегает, вот забежал шариатчик. Так, давайте Вот такая сначала вот. выясним, что такое шариат, а то мы не Давай, знаем. давай. Да, можно я продолжу? Мы не знаем, что такое предмет разговора, мы даже не знаем, о чем говорим. Правильно. Все, Шариат это можно я религия. пойму для себя? С вашего позволения хочу для себя понять, что такое шариат. Мусульманские религии. Опять же, нет, это в мусульманской религии, получается, как я знаю, и установлены какие-то правила и законы. И ты должен... А теперь это же не сегодня произошло, это произошло давно. И они пытаются проживать по тем законам, которые произошли тогда, когда, я не знаю, при пророке Мухаммаде, после, когда там начали уже прописывать какие-то хадисы и так далее, ваши ученые. Это было давным-давно. Демократия – это свобода слова и свобода голоса. Вот, допустим, у нас геи могут бегать как бы в демократической стране и устанавливать какие-то свои там бороться за свои права и так далее. У вас в шариате это можно так делать, да или нет? Можно сделать. Чтобы гей ходил, и вот гей у вас, допустим, он мусульманин, он хочет при этом оставаться мусульманином. И гей, значит, у него есть право голоса? Что значит геи ходили? В демократических странах у геев есть право голоса. Как ты говоришь, шариат? Приведи пример, что значит гей, он говорит, я гей или что? Ну, он хочет жить с мужиком, допустим, в Европе. Он живет себе с мужиком в Европе. Там, где ты живешь, кстати, по-моему. Ну да, это, Да. если принять Всё. такой закон, В шариате так можно? Слушай. Если народ принимает решение, что у нас будут вот такие законы, то, соответственно, это попадает как под запрет. Изъявлять... По демократию чувствуешь, шариат. Да, я понимаю, он спрашивает, вот это по шариату можно или нет, он говорит. Или нет? Повтори вопрос, пожалуйста. По шариату народ может что-то голосовать или что? Конечно, сначала народ принимает, какой у них будет... Вот давай сначала уголовный кодекс. определимся, что такое шариат. Шариат – это законы, которые исходят из запрета из Корана. Вот это и есть шариат. Все, религиозные. Хотя даже... Ребята, алло. Я не пойму вообще. Это шариат и христианство, это одно и то же. Я вам одну вещь скажу, и я уйду. Давай. Запомните навсегда. Запомните. Мы, где-то 50 лет, у кого-то 40, у кого-то 30 и так далее, и так далее. Запомните, вот этот сейчас разговор, который шариат и так далее, и так далее. Завтра
или послезавтра, а может быть через 10 лет, будет война христианская, мусульманская война, и все это идет к этому. Будет война. И кто-то останется, и кто-то А не Будда там, останется. Будда будет там. Не, ну Будет, это по какой точно причине будет. будет? Потому что, получается, приезжают Точно мусульмане, будет. мусульмане приезжают в Мусульманско-христианская Европу война и за кричат о шариате, дверями. пользуются демократией. Из-за этого За будет, правильно? дверями. Какая там демократия, Господи? Какая там демократия, Господи? Будет война Слушай сюда, нам. христианская и Добрый день. мусульманская. Подожди на минутку, на минутку. Причем шариат там христианство? Вот это скажи ты мне, пожалуйста. Ну, Где Господи, я вам шариат, а одну вещь скажу. христианство? Я вам одну вещь скажу. Вот один вопросик. Один вопросик. Вот я не знаю, вы кто по национальности? Я или христианин, я грузин. кто? Вот, с уважением. Вот я один вопросик я вам задам. Вот, допустим, вот сейчас мусульманский мир ненавидит христианов. Они говорят, что они харам, они свиньи, они это и так далее, и так далее, и Это так неправда. далее. Нет, Подождите, нет, дайте нет, вот это поправку. Подождите, Здесь шариат, дай я договорить, просто- дай договорить. Поправку дай договорить. дайте сделать поправку. Вот, Не- почему они... Нет, вот мусульманин сидит, у него нет ненависти к христианам. Он живет в Швеции, у него все хорошо. Почему Да, могу мусульмане подтвердить. рвутся? Смотри. Не надо Почему договаривать, мусульмане подожди. рвутся в христианский мир? Никто Почему не вьется. мусульмане Мира рвутся нету, ни в христианский христианского. мир? Послушай, мира Если нету. мы ни христи- такие харами, Подожди, если подожди. такие харами, мы Подожди. не такие хорошие. Подожди. А почему вот эти мусики рвутся к нам в христианский мир? Ты не- Война смотри, будет, нету ребята. христиан. Война Послушай. будет за горами. Пошел ты. Война за горами. Да пошел Война ты, за слышно, горами. война будет. За Послушай, горами война. Видишь, это террорист обычный. Наоборот, не Угроза. за горами. Какой террорист, блядь? Ты Дурак, террорист, блядь. ты угрожаешь людям войной, Да понимаешь? иди ты нахуй, блядь, придурок, блядь. Вот это вот Ладно, либо- хватит. Вот это и есть вот терроризм, понимаете? Вот Хватит, это, ну ты ПМ, послушай меня, вот это он, да, я, Посмотри, что ты Это говоришь. продукт демократии, это продукт демократии. не, это Да. не, да, это Кто продукт был? Это демократии. Кто да. был, который матерился вообще? Кто это? То ли грузин, то ли армянин, не знаю. Вот, его достали на это. Просто, да. Этого Зураб Приезжий. тоже здесь был. Зураб куда делся? Приезжие эти шариатчики. Так, в конце концов, вот ты вот сейчас, то, что ты сейчас говоришь, с тобой вот твои братья-мусульмане согласны, что это так, что по шариату, вот сейчас, допустим, приходит, ну вот Хаминеи, я знаю, что, ну, шиитов, это, да, получается, не знаю, кто-то суннит, шиит и так далее, как, не совсем имеет значение. Вот у них, допустим, да, вот они взяли, вот нельзя у них там, чтобы геи ходили, допустим. Дальше, что я уберу геев. И как тебе противно, так и мне противно. Но тебе меньше противно, если ты как шариатчик проживаешь Не, там, подожди, где они живут. абсолютно, это естественные вещи, которые могут произойти в жизни. Ты должен просто конкретно задать вопрос, когда ты говоришь, геи имеют право на что? Право на Демократия. жизнь, на собственность. Что такое демократия? Демократия. Демократия – это установка. волеизъявление народа. Все. И у тебя устанавливаются какие-то новые законы и новые правила, правильно? Да. У тебя получается, что люди идут в прогресс, как бы, вот да, вот это Да, видишь, да, что да. это ненормально, как бы, да, это не подходит, допустим, людям и так далее, приносит им какой-то вред, как бы, и они устанавливают какие-то Да, новые да, законы и правила в стране, правильно? В шариате так можно, да, или нет? Что можно? Ну Я- вот уходить... Можно, Подожди, смотри, подожди, в шариате подожди, можно. Я конкретно пример приведу. Тебе Сейчас. не задают вопрос, твое, Вот Нет, смотри, ну, у тебя в Поднимаю. башке творится, все уже знают, дорогой. берем Чеченскую республику, да, вот за основу. Мы же о ней говорим. Чеченская республика, ну, добилась там своей вот этой деоккупации, то есть признания мировой общественностью, что мы такие же люди, как и все остальные, можем там сосуществовать. Ну, например, нам дали какую-то поддержку там в виде протектората, там международные какие-то силы, которые не будут позволять ИГИЛу там, ну, чтобы создавали снова там ИГИЛы всякие, Эмираты и так далее. И вот проходят какие-то парламентские там, я не знаю, слушания, да? Давай них- более коротко, по существу. На них, Не да, блуждай, на них пожалуйста. говорят, что вот эти хиджабы, никабы, короче, они, например, в школах запрещены. И все вот в парламенте приняли это,
Все, теперь это взяли на, как бы, ну, в обиход, да, применили в государстве. Теперь твой шариат это позволяет? Слушай, слушай внимательно теперь. Самое важное, ты должен понимать. Шариат – это правила, которые должны принять люди. Если они их принимают, соответственно, они хотят жить по этим правилам. Если большинство людей это не примет, соответственно, они не будут жить по этим правилам. Шариат – это то, что ты можешь пользоваться, законы. Тебе Аллах, То, чем можешь, ты тебе обязан. Слушай. тебе Аллах предписал, например, одно, оно может быть тебе Объясняю. ненавистно, оно благо для тебя. И также наоборот, что-то может быть для тебя приятным, приемлемым, но оно для тебя зло. Аллах знает, ты не знаешь. Ты Ну, же знаешь, что ты чушь несешь всякую, балабол просто. Слушай, Не, ты Да, просто здесь нам по мозгам. чего даешь, смотри, демократия изначально... Веди себя нормально, а то вылетишь. Тут балабол, Да, я доскажу и все тогда. Хорошо. Изначально Бог дает право на выбор. Даже в отношении себя. Признать его или не признать. Понимаешь ты? Это заложено. То есть почему вот таких неблагодарных Богу людей много, подобных тебе? Потому что изначально Бог не ограничил их в выборе. Понимаешь ты? И это дано и обществу, и всему народу, и отдельному индивидууму. Никто не говорит. Но если они принимают, вот если определенное общество примет, что по их нормам шариат будет как бы законами уголовного кодекса, то никто не может сказать, что они против демократии, потому что вот этот народ их это выбирает. Если они выберут, например, то они будут жить по этим законам. То есть у них судебность будет по этим законам. Что ты вообще гонишь, брат? То я тебе конкретно говорю то, что есть. У тебя получается, если у тебя проживает, допустим, у тебя вот в Афганистане проживает, человек, и он не принимает шариат, он может проживать, как в демократической стране, получается, Смотри, да? даже где бы он ни жил, ты имеешь... Смотри, ты должен конкретно знать. Ты, когда говоришь, право имеет, на жизнь имеет, Что на ж на жизнь собственность имеет, слушай, Ну. в шариате, на судебную защиту даже, будучи неверующим, имеет. Угу. Или ты хочешь сказать, что этот шариат должен признать определенное Но поведение кто доступным? при этом, вот, Послушай, доступность определенного поведения – это тоже выбор человека. Если, например, в моей стране запрещена проституция по закону, то, например, как Франция, у нас не будет блядей. Например, в Швеции блядей нету на улице, потому что по закону демократии они приняли закон, что проституция запрещена. Покупать я проститутку не знаю, запрещено. что ты сейчас говоришь? А вот, например, в той же демократической, я тебе объясняю разницу. Что ты мне объясняешь? Не надо мне это объяснять. Что ты мне объясняешь? Послушай Ты меня еще раз. же спрашивал, дурачок. Если он проживает, если христианин проживает в Афганистане, и он христианин, пускай, иудей вообще не дай бог, куда, он там не может проживать, потому что он умрет на следующий день. Да. Ну хорошо, неважно. Христианин, допустим, и христианин то же самое, да, если уже так пойти. То ты хочешь сказать, что он может проживать по всем, все вот эти законы, то, что установлены, там, тебе полагается, и тебе полагается. Вот Конечно, он имеет, этому кафиру будет полагаться то же самое, ты хочешь сказать? Да, он имеет право на собственность. Его дом будет его домом, его жилье, машина, собственность, будет все его. Понимаешь? Но ты, если хочешь сказать, что одобрение со стороны народа какого-то определенного поведения, например, ходить... Сейчас будет вот так, он сейчас будет вот так балаболить. Ты вот Да. Балабол – это твой род, который не может тебя посадить. смотри. Это твой род, который не может тебя на жопу посадить. А Дурачок. я Чушь всякую несешь, дебил. Представь, вот посюлию, вот всем, кто там из моих родственников, близких, из моего рода, вот такую говнюшку, как ты, Сюли, которые слушают, хабьямах бацахте. Вот Хасан даял умеет, хабол мах бе бацахте. Вот даял дерьмо и Сюли кусок. Вопрос был задан неправильно. Нужно задавать вопрос про многобожников, потому что христиане, иудеи, они, будучи униженными, могут платить дань. Да, все правильно, да, я понял, да. Да, а вот про многобожников нужно сразу спрашивать, может ли он жить, многобожник,
у тебя в твоем исламском государстве? Нет, тут даже чуть по-другому, да, по-другому надо задавать вопрос. Сейчас до меня дошло. Надо по-другому. Если ты, как мусульманин, имеешь ли ты право на право голоса опровергнуть и не проживать так, как проживает, допустим, тот же мусульманин, который придерживается шариату? Это даже вот так вот надо вопрос задать. Кстати, у меня такой вопрос. Вот и демократия, допустим, может, вот, я как иудей, допустим, проживаю себя в Израиле, я могу быть человеком нерелигиозным. Но при этом я себя позиционирую как иудеем, допустим, да, евреем, придерживаюсь традициях и так далее. А вот если мусульманин проживает по шариату, ну, как в исламской стране, и там есть шариат, как бы, да, он может жить демократично. Вот так, как я проживаю у себя, как иудей в своей же стране. Здесь у меня живут люди религиозные, есть нерелигиозные, но при этом они себя определяют как евреи, иудеи и так далее. Вот и интересно, кстати, да, а мусульманин может так демократично жить по шариату, как бы, да, ну и при этом, где присутствует шариат у него в стране. Оставьте, да, кстати, христиане, иудеи, неважно. Вот как мусульманин, вот как, допустим, он сейчас ПМ зашел, и как он разговаривает демократично. Демократия, можешь так делать, не можешь так делать. А интересно, если бы он проживал бы, да? Он сам один из самых хитрых идеологов во всем этом игиле. Вот как раз он. Они вот такие, как он как бы переобувается в коронита на определенном этапе, да? Как бы хадисы я типа не признаю. Потом ты ему начинаешь про хадисы, откуда ты молишься тогда, намаз как ты делаешь. Он начинает прыгать туда-сюда, там типа это все знают, это все знали, там что-то вот такое нести там. То есть вот этот намаз, который делают, он как раз таки идет от Аль-Бурака, с седьмого неба. Оттуда, где из патрона Аллаха текут две реки на землю, Нил и Ефрат. Там берет свое начало намаз. И если ты в хадисы не веришь, то ты не знаешь вообще, как этот намаз делать и что это такое. В Коране только солят. Это то же самое, ты говоришь алейхи салату вассалям, когда пророка упоминают там. То есть, если это намаз, то пророку ты желаешь намазы. А это полная ложь, чушь. То есть, вот такой вот у нас пассажир, он прыгает туда-сюда и постоянно там по башке там тем едет. То есть, чтобы вот эту вот толпу, ее в заблуждение ввести, скажем так, на уровне коранизма. Вот такие какие-то от себя, там, демократия, это и есть шариат, шариат есть. Представь, они тут 20-25 лет мозги промывали, вот в Европе в частности. Говорили, что демократия, это, ну, голубизна, там, ЛГБТ, вот такое. А теперь вдруг заходит вот этот чувак и здесь там начинает говорить. Я чисто прикололся вначале и сказал, как ты можешь противопоставлять. То есть я же знаю, что у них там риторика, нарративы там сменились, то есть им дали там новая, скажем так, уже новая программа у них пошла в связи с вот этой вот темой. И они сейчас откатываются назад. Потому что и предъявлять начали, то, что, слышь, ты шариатчик, ты кричишь, там, призываешь к шариату, и при этом проживаешь там, в стране, где у тебя там демократия, где у тебя там и геи, и такие, и сякие, там, и разноцветные живут. Так это вот эта тема уже как бы получается, ну, якобы поумнели, как бы, тут начинает уже, пошла вот эта наша игра слов такая. Тут уже шариат, уже как шариат уже стал и демократией и так далее. А для такого бородатого, у которого нет тиктока, который проживает там, не знаю, в Афганистане, проживает там, тут он с тобой согласен, да, или нет? Как? ПМ вышел, да, вышел от ПМ или это что, выкинули? Или как? Добрый день. Я его спустил, или не я не знаю, я его, короче, глушил пару раз, микрофон ему. Потом он на личности переходит. Я знаю, что хотел узнать. Вот хорошо, вот там вот есть такое мнение, демократию установить там безболезненно, потом потихоньку перейти в шариатское правление. Окей, вот вы установите шариатское правление, все. И, допустим, что-то вот этому народу перестанет нравиться там.
И вот может ли этот народ выйти снова вот на референдум и проголосовать за другое что-то? Вообще будет возможность после установления шариата сказать что-то, вот слово народ сможет сказать или нет? Вот это у меня вопрос был. Этот вопрос риторический. Вот смотри, ты, находясь в европейской стране, вот то, что ты сейчас говоришь, да, просто ставя на повестку дня вот этот вопрос, ты можешь это с открытым забралом его задать? То есть этот вопрос, он же риторический. То есть у нас получается, что... Да, я хотел, чтобы они ответили, Ибрагим, мы-то понимаем. Просто я хочу, как они это ответят. Марго, демократия же была и в исламском халифате тоже. Вот там, где христиане и иудеи жили отдельно в своих городах, селениях, они могли проводить гей-парады и там все что угодно. Нет. В исламском халифате христиане могли проводить гей-парады в своих селениях, там, городах, где они жили. Когда они проводили эти гей-парады? Ну, они не проводили, но им можно было. Когда это было? Какие гей-парады? Когда это было? Нет, демократия была, они могли бы, если бы захотели. У них демократия получается только разногласия между их исламскими учеными. Вот это демократия называется. Разногласия там в тех или этих аятах, или в тех или иных хадисах. В этом может только происходить. Какая демократия? Внутренние дела христиан не вмешивались. Они как хотели, так и жили между собой. Я не думаю, что там ходили исламские гей-парады какие-то. Алло, 29-й. Митинг вообще запрещен в исламе. Нет, вообще, я говорю о халифате. Я не говорю о голубизну, всю голубизну в исламе скидывают сверху. Плюс 32, осуждаю, констатация факта. Нет, даже... То есть ну, за исключением там каких-то бачибазийских движений. Короче, голубизна, она скидывается туда, сверху вниз. Хорошо. За исключением халифа. Вот если халиф, он, короче, голубец, то против него уже ты не можешь восставать. И наоборот, должен на него дуа делать, чтобы он как бы поменьше этим занимался. Вот они все вопросы вот демократии сводят к этому. Давайте вот по-другому. Вот, допустим, в Европе установили шариат. Вот много мусульман, тут они хотят шариат, там вот хорошо, установили. Теперь вот Лазик, там, другие там, они платят жизнью, вот по шариату. Все окей, хорошо, они там такие, они счастливо живут, там, якобы, да, в кавычках. И потом Лазик и вот такие, которые платят жизнью в этой шариатской Европе будущей, да, они, допустим, могут ли они выйти на улицу и сказать, ну, мы вот как бы уже не хотим платить жизнью, можно мы не будем платить? Вот они могут проголосовать за это? Вот Гамбург, город есть Гамбург, мы оставляем этим Лазикам, они могут там проводить все, что угодно, гей-парады, все, что угодно. Это чисто христианский, иудо-христианский город будет. Хорошо? Согласны? Слушай, согласен, да. А зачем тогда приезжают в Европу, как бы, вот эти шариатчики, говорят, иншалла, мы здесь установим шариат. Там живут как бы христиане, это их страна и так далее. Лазик, мы приезжаем сюда, чтобы ваши еврейские общины защищать от местных там радикалов. Вы нам платили... Ты, Асват, не понял вопрос. Асват не понял вопрос. Благодарна. Дай Бог тебе здоровья, Асват, дай Бог. Спасибо. Во-первых, я не знал, почему в Израиле так хорошо, как бы. Оказывается, вы мне помогли. Да? Знаете, мы перед вами долгу, вы нам жизнью платили 13 веков, мы обязаны вас защищать еще 13 веков, понимаете? Поэтому я понял. Лазик, вообще благодарны. Я не благодарный, да. Я же сионист, как бы. Абаринан Хавори дет андал ведущий. Что, ругается, да? Дебил. Лазик, он тебя назвал пидорасом, этот человек. Ну, опять же, я же тебе говорю, вот нету как бы никаких разговоров, там, каких-то аргументов, посидеть, пообщаться нормально, да, и все такое. Надо зайти, вспомнить какие-то там мужские отношения, как бы, да, и все такое. И кто вы после этого?
чуть-чуть Ну, прокомментирую. мужские такие, знаешь, как Бача Бази, вот такой вот, как бы, да, вот эта вот шариатская тематика. Смотрите, комментарии по поводу эфира. Все вот эти извращенцы, которые здесь десятиэтажными матами, которых я не слышал даже, да, там обзываются. Все вот это вот еще от нас с дополнением десятикратно возвращается к вам амин обратно. Вот все, что вы там наговорили уже, который сейчас сюда заскакивал несколько раз. Что ты еще сейчас говоришь, говорил и будешь говорить, да, все вот это тебе отправляется амин обратно. Дальше можешь, мазохист, уже сам знаешь, что ты сам себе это все говоришь, можешь продолжать. Вот здесь заходит, пишет, да, внизу Ибраим, сионизм. Причем сионизм? Чего вы докопаетесь? Вот здесь сидят у вас на стриме, получается, да, тут основная масса здесь, как бы, ну, это чеченцы, кто мусульмане, кто не мусульмане и так далее. Чего вы нахрен суете свой сионизм, как бы, да, ну, начинаете меня обсуждать. Вот я один здесь сижу. И надо конкретно, вот тема эфира, шариат. Я помню, помнишь, да, Фарго, когда детей ты поставил? Всем похрену. Вот у тебя вопрос, шариат или демократия, вес, все, алло. Владик, Вот обсуждаем. мы против сионизма, потому что сионизм призывает не платить жизнью, а мы против этого, понимаешь? Ну, давайте, пускай подымутся, как бы, хотя бы какую-то дискуссию проведут. Вот обсудим. Не, я хочу понять, вот, я, знаешь, вот просто хочу, без сарказма хочу понять. Вот шариат, они говорят, это лучшее вот это вот, короче, состояние общества, да, вот, от Аллаха, все такое. Вот я хочу понять, вот Нужен, это... да, если демократия, то, что он сейчас говорил, то, что общество принимает, это и есть шарикат. Нафиг тогда нам то шарикат нужен. У нас демократия имеется, да, там все понимают, что только то, что народ выбрал, то это и должно быть, это все так и понимают. А чего вы тогда балаболите со своим шарикатом? Да, вот непонятно вообще. Вот. Европейское население, оно будет заменено мусульманами все равно. Поэтому нужен будет шариат. Но вот эти меньшинства, там христиане, иудеи, мы им оставим ихние эти города там. Ты кто такой, чтобы что-то оставить? Чтобы они могли свободно проводить свои гей-парады, там, свои ритуалы религиозные. Ты там падишах, ты там, подожди, ты там халиф будешь или что? Ты где-то там сидишь, спрятался во Франции или где ты там. Да не, Ибрагим, никогда в жизни тебя ни в какой шариат никуда не удастся оттуда вытащить с огнем. Никогда в жизни не Адам пугать тебя, ничего. Ты там присосался, где ты сидишь, там присосался и так будешь паразитировать себе. Я вообще не хочу, чтобы был шариат в Европе, но он неизбежно наступит со временем. Асвад, Почему ты не брат хочешь? мой. Почему ты не хочешь? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Киф Подожди, это тот самый, мол, этот имам наш или кто? Имам Валейкум или где? салам. Имам Карма Эль-Багдади. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, братья мусульмане. Азан можешь прочитать, спеть или как? Да, не, азан не время, азан не время, не время. Все передайте, мы ищем вот этого нашего имама. Это наш имам, его зовут Кемаль. Он так внезапно появился откуда-то, полностью осветил вот нас всех, какую-то искру, у него вот какая-то вот, что-то у него вот такое святое. Ибраим, у меня к тебе личная просьба. И у меня 1% сгорел, и все, он после этого исчез, и мы его не можем найти. Приведите этого. А он когда намаз читал, он на уши руки не поставил, шайтан залетел. Ибраим, ты слышишь меня? У меня к тебе личная маленькая просьба такая. Если ты этого внизу этого ЦУ-ЦВ не знаешь, выкинь его, пожалуйста. Я его знаю, хочу. Если выкинь. Выкинь тебя нахрен отсюда чмо, вонючее. Твою маму ебать, раз за эти слова. Я подожди, с учетом, я еще найду, подожди. Лазик, ты что с тобой? Это же твой племянник был, по-моему. Это не мой племянник, это никто, это говно, бля, конченое. Асвада, ты против джизи, я слышал, Асвад? Нет, я не против жизни, я за жизнь, потому что эта жизнь заставляет вас защищать.
каких-то внешних городов. Красавчик, красавчик. Я думал, ты против джизии, просто смотри, что получается. Вот мы мусульмане, да, вот мы, альхамдулилля, мусульмане, вот так перевернулось у нас как-то странно, что вот мы сейчас ягудам платим джизию. Вот ты сейчас сидишь в интернете, По очереди, телефоном по очереди. пользуешься. Сначала вы Вот, платите, потом мы, а потом снова вы. вот Вот так вот. не, ну смотри, вот как-то перевернулось, вот как-то мы, братья мусульмане, платим ягудам джизию, вот этим вот людям, которые все Мы должны им придумали. вернуть то, что они нам платили раньше. Это Скажи, а когда ты платишь джизию униженно, у тебя спина не болит или ты ее закачал в спортзале? я гордо плачу, гордо. Я не униженно, а гордо Не, плачу. ну как это Они гордо ты тоже, можешь платить? они тоже платили там римлянам, еще кому-то гордо. А пришли мусульмане, пришлось платить униженно, понимаешь? Да видишь, как изменилось. 2 миллиарда мусусликов вот так вот униженно платят. Вот это неуважение. Что с этим будем делать, Асват? Может, бросишь этот телефон в твой туалет? Тебе долго ждать не А придется. ты, может, бросишь в туалет сейчас телефон, колу выльешь, не знаю, там таблетки повыкидываешь, компьютер разобьешь. Не, подожди. Не, ну надо организовать, организацию надо вот создать, права мусульман там, униженных, там, такое, как там. Я думаю, Нет, ты, мы Фарго, гордо очень платим, прав. гордо платим. Почему унижены? Как, Почему? Откуда вы взяли? как гордо, ну посмотри на газоватых. Мы им там подачки даем бедолагам, а вы даже им не помогаете вообще, только вот тут в Лично ТикТоке. я гордо плачу все налоги. Гордо, вот. Да, понятно, что ты вообще не мусульманин же, альхамдулилля. Вернее, астафируллах. Ты же у нас в кафирской стране. Пророк сказал, Это сказано, пророк же сказал, что ты кафир, ты должен жить в Афганистане, там без шариат. Карма. Это А. для христиан и иудеев унижение платить мусульманам, а для меня не унижение платить иудеям и Ну, христианам. потому что понимаешь? ты униженный по жизни, значит, если тебе это норма. Да нет, зачем Вот смотри, когда иуды платили джизию, они с этим боролись, но как бы выбора не было, вас было Нет, они не большинство. боролись, А вы вот смотри, а вы вот сейчас вот так вот гордо стоите раками, платите евреям джизию, когда пользуетесь это знаешь, телефонами, почему было для них таблетками, книжками. Знаешь, почему это было унижением для них? Вот Ну, расскажи нам. римский прокуратор брал 10%, а мусульмане только 2%. Вот для них это унижение. Вот почему так мало? Не. Римский прокуратор то, что брал, это был налог обычный на свою империю. А то, что вы делали, то, что у вас прописали, когда пришли ваши болваны и начали говорить, а что мы будем делать, если людей Писания, да, мы будем уничтожать, а как мы будем зарабатывать? Мы же дебилы, мы же не понимаем, мы же не знаем ни торговать, ни читать, ни писать, ни что-то творить. Так он им спустил аят и говорит, да не бойтесь, вот будет джизью вам платить ягуды и христиане, а вы будете вот так вот лодырями. И то, что я говорю, и то, что вот получилось, что вы по жизни 2 миллиарда лодырей, которые ничего не производят, ничего не знают, да, кроме как побить свою жену, изнасиловать овцу, да, заниматься кто производит? Это наши мужики, это ваши, страхуют, и вы появляетесь. Ну, вот это уже, видишь, аргумент обиженного, потому что когда у тебя аргументов по факту нет, ты начинаешь переходить на вот это вот, ну, ты сам понимаешь. Карма, ты оскорбляешь миллиарды людей. Почему 2 миллиарда? Нет, я не понимаю. Секундочку. Да, вот ПМ. Мерзость, слушай. ПМ, мусульмане, которые воюют. Вот ПМ как раз заходит. Один момент. А в Дагестане, в Дербенте, 300 штук девственниц каждый год под халифа класть. Маленьких девочек. Вам, проституткам дагестанским, не стыдно было? Это было 3 миллиона девочек, не 300, а 3 миллиона. Алло, опущены. А я за есть, я пагал. А ПМ, шиши, сюли, как шеш, мадердо. Что кинел, что ты шец нах. А что Аллахан доктия, ПМ, 5 раз в день. Аллахан тия. Астафирулла. Видишь, Асфальт Так, я сбежал. всех спустил, давайте, и Вендетту спустил, и всех, давайте конструктивный разговор мы
Ни к Да, чему не брат. придем. Да, брат, да. Вот шариат, вот, давайте вот сейчас снова поднимемся, попробуем. Вот шариат, он вот, Вот, хорошо, можно ли будет в шариате как-то вот, я не знаю, ну вот, вот, допустим, шариат Чеченской Республики установит, независимая исламская шариатская. И вот в Европе, которые чеченцы живут, допустим, они поедут домой. И они, короче, ну, в гости, да, и там увидят, что-то им не нравится. Смогут ли они вот как-то проголосовать, что-то делать, инициативу проявлять, чтобы изменить вот этот строй на другой, который им нравится? Могут ли они право голоса иметь какое-то? Вот эти вот вопросы. То есть в будущем, если люди возникнут какие-то вопросы, они могут вообще право голоса иметь насчет чего угодно? Вот эти вот моменты мы хотим выяснить. Вот такой момент, кстати, маленький такой момент, да. Да, имеют. Можно ответить? ПМ. Да, ты же не Послушай, мусульманин. я добавлю маленький вопрос тебе. Можно маленький вопрос добавлю? Мусульманин, воюющий с мусульманином по тем или иным причинам, потому что он не согласен с ним в чем-то, да, и у них происходит какая-то война, когда вот у тебя одна мусульманская страна и вторая мусульманская страна, и происходит у них между ними война. Это можно, это нормально вообще? Это ненормально, но это случается. В шариате такое есть, как бы. При чем тут шариат? Ну почему? Ну, опять же, Шариат это законно. Этот говорит, я проживаю по шариату. Извини, Владик, я шнырей тут, короче, буду иногда опущенным делать. Вот насчет матерей ПМ, декладуа, Лазик, сейчас вы продолжите. А шнырять, дагестанская шнырь. Послушай, ваш пророк оставил вам шнырям 5973 Сахих Бухари, 90 Сахих Муслим. Поношение собственного родителя, глава есть. У посланника у вашего мудака спросили: о посланник Аллаха, допустимо ли, как ты считаешь, как это было? Представь, я вступление запал. О посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей? На что ваш посланник, подая файл, ответил: да. О посланник Аллаха, как это допустимо? Но это же один из тягчайших, страшных грехов после ширка, многобожия. То просто думайтесь. Тогда посланник Аллаха, подая файл, сказал: кто-то из нас возьмется оскорблять чужого отца, а тот будет в ответ оскорблять его отца. Кто-то из нас возьмется оскорблять чужую мать, а тот в ответ будет оскорблять его мать. Просто представляете, вот сейчас вот этот ПМ, вот этот мудак дагестанский, который под видом чеченца приехал в самую шарикатистую страну мира, Швецию, где 80% муджахидов, атеистов. Мудак конченый. Наплевав на 6 аятов в Коране и сахих хадис, в которых Аллах и пророк отрекаются от мусульман, которые живут среди кафиров многобожников. Вот он сейчас насчет матерей тут разошелся. Вы вот своего этого пророка опущенного, своего Аллаха, аяты, хадисы, хоть туда, куда ваш пророк камнями подпирался, вот этим местом хотя бы подпирайтесь этим. Понимаете? Вы вообще ни во что не ставите ни пророка, ни Аллаха, ни его Коран, ни вот эти хадисы. А нам вы хотите это навязать силой, террористическими, петушиными, гребаными угрозами. Вот вам, Ардушун. Нохче киравина, аж нохче уатайн, шугаш цамты дох, нохче велуру. Единственный ваш вариант — чеченца отправить на концерт Кобзона. Да. Вот единственный. Но страхами, петушиными угрозами, насилием, там, давлением вы не заставите чеченца принять это дерьмо ваше вонючее, которым вы, дагестанские, там, я не говорю, там есть народы, конечно, народов я не упоминаю. Дагестанец — это не народ, это как палестинец. Сброд, быдло, масса, завезенная империей для своих нужд. 24 гребаного, который там оставил, вот ваш этот гребаный исламский мир во времена, вот в 729 году, когда они туда зашли.
В Дербенте закопано 40 тушек асхабов. Генеральский состав, 40 генералов. Что они там, от поноса умерли, что ли? Нет, конечно. Вот сегодня вот евреям тоже, как и чеченцам, оставили подарок. Палестинцев. Как вот этих гребаных дагестанцев. Тоже вообще тютелька в тютельку. Гадалки не ходи, одно и то же. Аккуратно, аккуратно. Если кто с ним хочет, с этим мудаком поговорить, можно его поднять. Но у меня с этим мудаком разговор короткий будет. Ну, у вас там личная Иншаллах. какая-то тема, как бы, да. Я хотел просто до конца задать этот вопрос, потому что когда определили там, сколько там количество мусульман есть, там 2 миллиарда, говорят, 2,5, они же другу такфирят, как бы, а кто по-настоящему получается мусульмане? Вы меня слышите? Они-то, когда друг друга убивают, как Вы бы, меня они- слышите? оказывается, они убивают не мусульмане. Хоть тот кричит, Я как могу бы, сказать? что он мусульманин. Да, вы можете, секундочку. Да, И хоть подождите, тот, смотрите. секундочку, я попросил, да, минуточку, знаете, что давайте, чтобы у меня осталось времени. И в конце концов они же что говорят? Говорят, мы, говорит, убиваем, они, говорит, кафиры, говорит, и так далее. Но те, как бы, да, живут по суне пророка и так далее, как бы, да. Так сколько мусульмане есть, в конце концов? Вот мне хочется понять, ну, образно, скажем, да, пускай они говорят, там, миллиард и так далее. Ну, примерно, да, сколько? Почему вы друг друга тогда мочите направо и налево? И определять друга кафирами. А когда вам удобно, вы говорите, какая большая ума и так далее. У нас там 2 миллиарда, 2,5. Так по-хорошему вы сами говорите, что у вас не столько. И что вы делаете, когда вот вы хотите убивать, как бы, да, вы убиваете. Вы говорите, нет, ни хрена, они были не мусульмане якобы можно и так далее, они кафиры. Так сколько вас? 2,5 миллиарда или там хрен поменьше, чтобы, ну, просто интересно. Так, кто это хотел? Говорите, Машо, приходите свободными, кто новый зашел там. Шалом купить. Лазик, вопрос поставлен же неправильно. Лазик, салам, как дела? Шалом. Ну как неправильно? Ну вот смотри, шариат или демократия. Шариат – это вещь религиозная, а демократия – это же к религии отношения не имеет. Ну все, так и вопрос не я поставил, а ведущий поставил фаргу, как бы я согласен с этим. Давайте я полное Смотри. противоречие. Вот сейчас смотри, покажу. вот смотри. Смотрите, Я- смотрите, объясняю. Объясняю, смотрите. Вот, например, демократия, демоскратос, народовластие. Народ собирается, создает себе какую-то систему, создает, например, парламент, делегирует там депутатов, то есть проводит выборы. Каждое там общество, скажем так, в государстве, да, если речь идет о государстве, то голосует и продвигает, скажем так, каждый продвигает своего депутата, и у нас образуется парламент, да, этот парламент принимает в государстве какие-то вещи, да, что угодно, будь это запрет на, например, на какие-то религиозные дела, будет, например, запрет хиджабов, да? Ибрагим, я это понимаю, я это понимаю, Ибрагим, я не хочу, что тебе время... Мы входим в полное противостояние, то есть у нас получается шариат, это как раз таки закон, предписанный Аллахом, который неприкосновенно нужно выполнять. И у нас получается закон людей, которые сами как бы, ну, себе создают эти законы, да, то есть под себя подстраивают окружающую среду, мир, свои какие-то социальные отношения. Как это не может быть противоречием, когда это как раз-таки полностью входит вот в такую, в конфронтацию, да, полностью. Ибрагим, я с тобой согласен. Противоположность. Я понял, я тебе скажу, да. Демократия сколько лет существует? Такая современная демократия. Ну, современная,
Я не знаю вот Ну, историю. я да, тебе скажу, с появлением, ты правильно сказал, можно я скажу? Ну, я послушал. Да? Я отвечаю. Ну, Отвечаю, потом можете говорить. У меня нету там точных данных, да? Я не знаю, я знаю, что в нашем народе она всегда была. По сути, по преданиям, судя по нашему укладу, там, скажем так, по традициям, у нас видно, что она везде и повсюду присутствует, и она как бы в корне въелась и является фундаментом нашего самобытия. А если мы говорим о греческом вот этом, демос, кратос, народ, власть, то это вот на тот период, да, когда вот... Я хотел по-другому сказать, Ибраим, я понял, я хотел тебе по-другому сказать. Когда, если ты имеешь в виду, если здесь тема идет конкретно о чеченском народе, то я вообще здесь не в теме, это ваши внутренние дела. Здесь, если ты вообще про шариат и про демократию, шариат существует 1500 лет, сегодняшняя демократия существует 200-300 лет. После революции, после того, правильно ты говоришь, появились парламенты и все остальное. Но 1500 лет – это одна история. Потом насчет лазик. Вот ты говоришь, войны между мусульманами. Согласен, конечно. Войны были... Войны к религии. Ой, бля. Войны были всегда. Не надо здесь... Алло, мы здесь дискутируем. Лазик сейчас подождет. Сначала мы вот эту тему закроем. Демос кратос, народовластие. Если мы говорим о сегодняшней там вот это именно системе государств, да, государственная какая-то система, она появилась недавно. В исламском мире она так и не появилась. Там где-то на королевствах, где-то там зависли. И вообще понимание в исламском мире как государство современное, сегодняшнее, там вообще ни хрена такого нету. Это все пытаются подстроиться там под кефиров, да, и приходится вот так подгонять вот это все. А современные, да, вот государства, они выработаны с помощью демократии, да, когда народ потихоньку как бы сам преобразовывал, да, свой вот этот быт, где он живет. То есть люди себе постоянно какие-то ставили уставы, какие-то, скажем так, условия, да, там законы, запреты, и таким образом выработали вот сегодняшнюю существующую систему. А чтобы говорить, там 1500 лет существует, шарикат существует 1500 лет, у вас есть какой-то отрезок времени, чтобы вы за эти 1500 лет нам показали, где бы он существовал, где он работал и где он какую-то пользу людям приносил? Ну, даже сейчас твои цифры, которыми ты пользуешься, они тоже ведь арабские. Причем не с этого. Я про другое. Можно, Ибраим, я тебя послушал, или я выйду, просто я тебе скажу. Послушай, я понял, хорошо, все, ну ты знаешь, много что есть и еврейское, много что есть японское, китайское, еще раз, встречный вопрос. Арабское. Еще раз, встречный вопрос. Азербайджанское. Еще раз, встречный вопрос. Да, За 1500 лет вы можете показать где-то на деле, вот где шарикат какую-то пользу людям приносил? Ну, я тебе обыкновенный ответ. Ты знаешь, что после того, когда христианство появилось в первых веках, все вот эти научные труды, о которых ты говоришь, начиная от демократии, это все восстановил арабский халифат. Потому что первые христиане уничтожали все библиотеки. Не было ни одной книги. Восстановили все во время арабского халифата. И если тебе интересно посмотреть, что дал арабский халифат, то ты можешь это просто поинтересоваться в интернете. А если брать в общем, если брать в общем, то все, что ты сегодня видишь на Востоке, все эти дворцы, все эти крепости, все эти здания, все эти научные труды, которые дошли до сегодняшнего дня, это писали люди, это же не с неба упало. Но я про другое. Я людей. Включи людей здесь. Не про другое. Подожди. Как ислам может что-то там приносить, халифат какой-то или исламский мир, когда даже печатная машина, печатать книги было запрещено? Их переписывали вручную.
Астрономия, Я тебе это говорю. алгебра, астрономия. О чем ты говоришь? Это все оттуда пошло. Алгебра это арабское слово, понятное. Ну, А какое отношение оно к шарикату имеет? Это но ты же что, говоришь дети про исламские шариата? государства. Ну ты же говоришь, ну и куда больше, Не чем говорю, арабские. не говорю. Нет, если ты говоришь о каком-то наследии, там, скажем так, изобретении арабов по национальной, там, какой-то их этнической принадлежности, или изобретение из Индии, там, индийцев, индусов, там, или других, то есть мы не об этом говорим, мы говорим о том, что принес шарикат. Но Вопрос они же стоит жили во именно о времена шарикате. шариата. Так они жили во времена Насколько мы шариата. Но они же жили во времена шариката, шариата. например, вот этот Авиценна, да, у меня интернет глючит, Авиценна, например, преследовался, наоборот, во времена шариката. Нет, Ибн То есть Сина у него шарикат, был... наоборот, тормозил. О чем ты говоришь? У него в Исфахане университет был. Вообще не Авиценна, а Ибн Сина. И вообще вся медицина в Европу, вы если пойди в европейцам, они тебе скажут, что вся медицина... Это все уже, это мы 1000 раз слышали, давай вот это не будем, это опровергли уже. Что опровергли? Вся медицина пришла в Европу с Востока. Смотри, да. Это все неинтересно, это неинтересно сейчас. Послушайте, смотрите еще раз. Разговор, то, что я сказал, то, что вы мне пытались, задаете мне вопрос. Еще раз, шариат ко всему этому, шариат это чисто религиозная тематика. Все, что придумали арабы, все, что могли придумать, там, неважно, кто бы он ни был. Они это придумали, получается, не по религиозному. Это не было прописано, допустим, да, вот в Коране, и там у нас, допустим, да, у нас сейчас я к нам не лезу, как бы тут тематика шариата и демократии. Еще раз, это все, что вы говорите, Здравствуйте. вот, пожалуйста, но при этом это не религиозная тематика, понимаете, в чем дело? Когда Нет, так, Слазик, ты правильно говоришь, просто... Можно постановка- вмешаюсь? Он когда говорит, что по шариату не было... Ибн Сина, ты там говорил? Ибн Сине, Ибн Касир, такфир выносил. Ты о чем вообще? Подожди секундочку. Тен. Да. Разговор другой, как бы. Вот как шариат связан с демократией, потому что люди... Лазик, Сектантом считали его. Лазик, мой дорогой, я тебе так скажу. Давайте, Шариат это религиозный свод законов, образ жизни. Все, он может меняться. Он может меняться. Кто-то может прийти и принести туда Меня революцию. слышно? Как в демократии. Меня слышно? Лазик, извини, я не могу так, я не смогу тебе отвечать. Может быть, в другом Меня стриме. слышно? Фарго, слышишь? Да, слышно, Ибрагим. Да, слышно. Короче, я... Интернет. Я просто подкорректирую. У нас как бы встречные вопросы были с вот этим, который заходил. Я ему встречный вопрос задал. За 1500 лет что принес шарикат? Ты можешь показать какое-нибудь благо, пользу? Он начал рассказывать о том, что арабское слово алгебра или там алкоголь, короче. Он то, что рассказывает, это принесли и предки иранцев, персы это принесли, а не арабы. У персов и тогда, и так была мощнейшая наука на то время. Я слышно или я опять пропал? Да, слышно. Авиценна Ибн Сина, которого он там хочет привести в пример, как великого этого там, отца медицины, он как раз таки подвергался гонениям. И из-за того, что там халифов он на тот момент лечил, только поэтому его не загасили там. И Да, это, его считали сектантом. Ибн Касир ему выдвинул такфир, точнее, и под конец он вышел из религии вообще. Да, его там терпели, потому что он лечил вот этих людей, и они были как бы заложниками его вот этого дела. И он как раз таки, он наоборот, человек, который не мог в полной мере все, что он там, вот эти учения, медицину, это все практиковать, ему наоборот, из-за того, что из-за этих тормозов, вот так вот шариат, имеется в виду, наоборот, тормозил это все. И также книги нельзя было печатные машинки использовать, только от руки переписывали. Вот недавно, короче, я сейчас не помню, когда это.
разрешили. Даже вот этот микрофон, да, рупор, через который там вещают там на улице, там радио, что-то такое. Даже это было в исламском мире запрещено. Под это даже ходили там какие-то мусульмане читать Коран, говорили, что там джин разговаривает в этом микрофоне. И потом кто-то там додумался прогнать через этот громкоговоритель Коран, да, чтобы, ну, запись Корана. И вот так вот эти услышали, ну, или запись, или кто-то прочитать начал через это. И вот так вот они услышали, и это действительно полезное дело, и вот так разрешили. Кофе было запрещено там сколько? 500 лет, по-моему, вообще в исламе. Именно, я вот имею в виду, именно шарикатское движение, оно все затормозило. Почему? Потому что оно несостоятельное. То есть нету там ничего, что может отвечать там человеческим каким-то нуждам. Ибраим, смотри, вообще, как греки, когда вот придумали ту же самую демократию, да, демократия, она тогда была что-то вроде апартеида такого. Как бы право голоса у тебя, да, имелось, но ты не мог, допустим, если ты не грек, ты не мог сидеть в парламенте, как бы там быть какой-то там, иметь какую-то должность и так далее. Но эта демократия, она прогрессировала, как сегодня я вижу, как она вот сейчас сегодня происходит. Это чистая анархия, как бы, да. Почему? Потому что прям это дозволено прям все. Все дозволено и позволено. Шариат, религиозная, как бы. Я против такой демократии, кстати, да, вот я подчеркну, что я против такой демократии. Демократия должна быть где-то вот как греческая, как она изначально была создана, как бы, да. Опять же, ну, что показало время, что в конце концов это приводит к какой-то анархии, да, вот когда у тебя, допустим, есть вот своя страна, ты определил свои границы, и туда заходит в тот же парламент какой-то, короче, какая-то оппозиция, которая, она, допустим, каким-то религиозным смыслом и религиозной идеей, да, и вот посмотрите, что в Европе происходит, как бы, что творится. Что происходит сейчас в Нью-Йорке, когда стал этот мэр города, там вот этот брат-мусульманин, который сейчас приносит туда, как бы, да, приводит туда сейчас в эту мэрию этих антисемитов и так далее. И тут они касаются конкретно ислама, да, вот я говорю вообще. Тут это, получается, страна теряет свою идентичность. А вот шариат этого не позволяет. Почему это не позволяет? Потому что там конкретно религиозная тематика. И она с тех пор, как этот шариат появился, он не прогрессировал даже ни один маленький шаг. Там конкретно четко поставлены какие-то правила и законы. Нет нахрен там никакой демократии. Там ни прогресса, ни демократии. Лазик. Это вообще-то инструмент, да? Демократос, народа власти. Народа власть, да. Но все при этом-то был апартеид, когда они его только придумали, греки. Да. Он несовершенен, да? То есть у него нету, скажем так, ну, мы не застрахованы, да, при демократии, что люди что-то правильно выберут. Люди ошибаются, могут выбрать неправильно что-то, дальше всем большинством. Ну просто другого какого-то этого, да, механизма там не придумано до сегодняшний день, который заменял бы это. И вот демократия, это инструмент, я приветствую, я сейчас договорю. Да, сейчас, шалом, мистер. Вот этот инструмент, да, демократия, он его не допускает шариат. Потому что демос кратос, народа власти, оно полностью запрещено в исламе. В исламе только Аллахус кратус, то есть аллахская власть. И все то, что вот тебе предписано в Коране, в Сунне, и как это тебе будут интерпретировать потом вот эти вот балаболы, да, в халатах там этих всяких завернутых. Вот это вот и есть твой закон, по которому у тебя запрещена. Народ не участвует вот в этой всей системе. Участвуют какие-то люди, которые тебе цитируют вот эти всякие предписания. Но при этом пользуются демократией. Ну и что за демократия такая? Можно скажу, Лазик? Да.
Я вот с тобой полностью согласен, вот то, что ты до этого говорил про демократию, да. Но смотри, вот эта демократия сейчас в мире что? Сейчас в мире либерализм, да. А вот второе имя, это, ну, либерализм, это идет от бога либер. Ну, это типа свобода туда-сюда, да. А ты знаешь по-другому, как название бога либера? Его звали Вак. Вот это сейчас вот то, что ты говоришь, это, да, это вакханалия, да, что творится в мире. Вот полная вседозволенность. Это даже не анархия, это хуже. Понимаешь? Ну, ханалия, можно сказать, тоже такое. Да, да. И вот то, что касается демократии древнегреческой, да, там не только там грек, это не обязательно ты должен был Ну, там в именно быть основном сидели греком. греки. Там, да, я знаю, ты просто должен был быть гражданином именно того-то города, и при этой демократии допускалось рабовладельчество. А еще там был охлос, ну, охлократия, это толпа, народ, понимаешь? Просто эта демократия в то время, она именно была для, вот, так скажем, олигархов Для того избранных, времени. Да, для избранных. Ну, олигарх, да, именно вот для граждан, для избранных. Это не для всего народа было, понимаешь? Вот. Ну, со временем трансформировалось туда-сюда, да, вот, и Ну, превратилось и вот в мы вакханалию. пришли к тому, что мы пришли. Теперь заходят какие-то разные шариатчики, приезжают в какую-то страну, где это, пускай присутствует эта Ну, демократия, как бы, да. И они пользуются, им нельзя этим пользоваться, они даже жить вообще в другом нахрен месте. А вот если он ну хочет да. быть шариатчиком, он должен проживать как бы там, где живут только шариатчики, и он приезжает туда, где у тебя вот это, пускай будет таким словом сказано, другим словом, но где-то свобода слова, как бы, да, и он туда приезжает и навязывает как бы свой шариат. Ну, это Пользуясь чем ему нельзя пользоваться вообще нахрен. Ему просто нельзя этим согласен. пользоваться. Но Понимаете, в это чем в дело? любом, ну, смотри, вот это, знаешь, в любом этом ультрарелигиозном обществе такое есть. Ну, есть именно религиозные государства, где вот, да, ты прав, вот как ты, так и есть, да. Но в то же время, да, у христиан тоже так было, просто сейчас уже нет такого. И сейчас, ну, у мусульман есть именно исламские государства, где вот именно ислам в приоритете, да, та же, ну, Саудовская Аравия, да, туда-сюда вот. В любом религиозном обществе вот это именно вот эти ограничения там большие есть, понимаешь, для народа. Именно вот, что свободу ограничивает. И ты должен быть, там, обязательно ты должен верить в Бога. Как это, если я душой не верю, как ты меня заставишь верить в Бога? Вот. Ну, ты можешь верить кого хочешь, как бы, это такое, да. Кто Ну во что да. верит, да, это не важно. Ну тут получается, как бы, да, тут получается, что, еще раз, он обязан жить сегодня по шариату, или он может не жить по шариату, а идти просто нести миссионерство. Такое есть, Ибрагим, я просто не знаю. Как бы он может уйти от шариата на какое-то время, уехать в какую-то страну, пока и там проповедовать шариат. Такое есть, так работает. По-моему, он должен это делать. Он или Нет, сегодня он правильно должен жить по шариату? вообще ехать нельзя. Мусульманам нельзя ехать куда-то в кефирские страны. А тем более в статусе вот такого, ну, убежища. То есть, когда ты берешь в помощь, в покровительство друзья кефиров, то по этой теме 6 аятов, которые я знаю пока, которые тебе запрещают это делать. Не каким-то, не двусмысленно, не размыто, не как-то, непонятно. Четко. Вот в отличие, например, отношения бород, хиджабов, это вообще непонятно и размыто. Об этом четко не сказано. А вот о том, что нельзя брать помощь, покровительство, дружбу у неверных, у иудеев неверных, то вот это вот четко там определено. Но это вообще остается как бы вообще на свалке где-то выброшено. Но они это не практикуют, да, как бы, они это все равно, они весь Дубай построили вот европейцы, получается, да? Не, но эти-то живут, как бы, не по шариату живут, как бы, да. Но они отдыхают в свое удовольствие за эти деньги, как бы, европейские, все такое. Ну, Разговор же о других, даже не о арабах разговор. Разговор о тех русскоговорящих, которые, вот сейчас, с кем мы общаемся здесь, в ТикТоке. Разговор о них. Они же призывают к шариату. Я их слышу. Я не разговариваю на арабском, как бы, я не захожу в арабские стримы, которые там
Ну, я знаю, и этих тоже я знаю, как бы, но неважно. Я могу про них поговорить. Но я разговариваю, сейчас говорю конкретно о тех людях, которые сюда заходят с Кавказа, Таджикистан, там, Азия и так далее. И вот они тут прозывают какому-то нахрен шариату. И основная их масса, получается, с Кавказа, да, они проживают вообще в Европе, да. И они, 2 минуты, как бы, и все, аргументы заканчиваются. Ты твою маму, я твоего папу. Это в лучшем случае. А когда они переходят, как бы, да, я тебе то сделаю, я тебе это сделаю, там вообще не по шариату получается. Там не просто по шариату, он меня в постель к себе зовет. Ну, это уже гейские какие-то темы начинают происходить. Ну, это образно. Я не знаю, что такое образно. Ему образно нельзя. Ему нельзя образно. Если он говорит мне салам алейкум, не мне, а говорит своему брату салам алейкум, и при этом говорит хамдулилля, все хорошо, или когда там что-то закусывает, как бы, да, тоже читает какую-то там, ну, что там у них-то привычно, нельзя ему так разговаривать. Нет, надо его нахрен по шариату просто казнить. Осуждаю. Он же хочет шариат. Например, возьмем государство, да, ну, я как всегда на чеченском буду это примерять. В чеченском государстве парламент принимает законы, да, давать, например, гражданство или вид на жительство кефирам, иудеям, там, многобожникам. То есть в парламенте приняли, что вот такую или иную процедуру, если человек проходит, то ему можно выдать гражданство, и никакую там джизю и прочие какие-то вот эти, будучи униженными, платить, даже если об этом кто-то будет говорить и пропагандировать это, тот будет привлекаться, например, к уголовной ответственности. Вот парламент принял вот такое дело. Это же напрямую противоречит шариату. То есть это невозможно такое, чтобы демократия функционировала в шариате. В шариате нету абсолютно никакого демократус. Там есть только то, что предписано, и ты должен это исполнять. Все. Ну да, это не только в шариате, это в любом религиозном обществе. Любом. Это не только в шариате. Не в любом. В любом нету такого. Но я не знаю такого религиозного общества, где есть демократия. В любом раньше было. То есть, если раньше в христианском мире церковь там рулила, то сегодня церковь отделена от государства. И какие-то там церковные, я не знаю, там предписания, да, там христианские, никто не обязан их выполнять. Так, но это получается не религиозное общество, это получается светское общество. Я имею в виду религиозное общество, где вот страна, именно у них в Конституции прописана религия. Да, мы говорим сейчас как раз-таки о государственном образовании и государственной системе, то есть демократическая или шариатская. И у нас получается, что если в государстве даже прописана религия, да, она, как правило, у нее бывает своя какая-то роль в этой религии. То есть какие-то государственные религиозные праздники, либо, скажем так, я не знаю, что еще больше там бывает, помимо праздников. Ну, основной закон, допустим, в шариатском обществе основной закон это Коран, правило, да? я сейчас закончу. Как правило, вот религиозное, когда в государстве что-то бывает, оно основано на празднике, да? Когда вот праздничные дни там и так далее. Но в этих государствах религия, она не стоит над государством. Когда религия становится над государством, да, то есть уже религия начинает управлять государством, это государство превращается в Афганистан. Мы об одном и том же, я то же самое говорю. Просто разными путями это самое, да. Да, а когда религия, она уже под контролем государства, то там вообще никакой проблемы не бывает. То есть тебе главное закон государства не нарушать, если хочешь, хоть кувыркайся. Если
не запрещено в государстве кувыркаться, если нет такого закона прописано. Вот в государстве каждый гражданин государства не имеет права кувыркаться. А у тебя в религии сказано кувыркаться. Вот тогда ты уже начинаешь нарушать, и ты будешь привлекаться. Ну, это такой тупой пример, да, но все равно. И тогда, если ты будешь кувыркаться, то это ты будешь уже привлекаться к ответственности по закону. Если там это не прописано, то есть тебя не ограничивает, то ты ходишь и кувыркаешься, если тебе в религии это предписано. Но у нас тут проблема, что в шарикате как раз-таки предписано брать джизью у кафиров, будучи униженными там, отрубать конечности, осуждаю, плюс 32, всякие палки кому-то там избивать, то есть как бы надругаться, да, над человеком палками. Да. То есть над его Я знаю, а личностью. знаешь, что мне нравится в шариатском? Один закон есть, мне он нравится по душе. Вот это то, что нельзя давать деньги за проценты. Вот это мне нравится. Ну, это ростовщичеством нельзя заниматься. Вот это крутая тема. Она, ты вот, опять-таки же, если ты в государстве где-то живешь, ты же можешь не заниматься этим расточительством каким-то, если тебе по кайфу. Но государство, если запретит тебя, вот ты обязан, скажем так, брать в кредит там что-то или какие-то эти вот проценты, что-то, тогда это уже другой разговор. Но если вот это государство-народ, да, который эти законы издает, он для себя, наоборот, делает это все удобным, под себя подгоняет, не под какой-то 7 века вот эту движуху пытается подогнать, устройство, да, в котором ты живешь, которое вообще на деле не рабочее. Я поэтому же говорю, за 1500 лет покажите, где оно заработало, хоть одно место. Где оно пользу что-то приносило. Это то, что они говорят, да, Ибрагим. Я считаю, это чисто не исламская заслуга, вот это то, что вот эта культура поднялась, книги. Это чисто заслуга самих халифов, которые хотели сами образования. Тут шариат ни при чем в этом. Тут шариат ни при Если чем. какой-то хороший халиф попадался, да, там, не радикальный, то он мог, конечно, да, вводить какие-то антишариатские меры, и никто не мог им противодействовать, потому что там секир головка получил. Это исключительно заслуга человека, а не закона, а не шариатского закона. А когда извращенные халифы попадались, тогда начали вводить всякие хадисы про, короче, сношения с 9-летними там, и так далее. То есть это мое убежденное мнение, что на протяжении веков как раз-таки это все вот так вот и корректировалось. И чтобы люди, это не более, скажем так, утвердительно это было, непрекословно для выполнения. Оно Ну смотри, у нас... адресовалось, да, оно адресовалось пророкам и Аллаху. У нас тоже, да, в свое время такие репрессии были на, ну, того же Джордано Бруно, да, там это самое, его же на костре сожгли, да. У нас тоже так боролись против науки, против этого. Церковь боролась. Там, типа, у тебя болит зуб, иди иди в церковь, там, вот такое, да, пока вот это самое... Ну, веков 18. Было, да, было, да, в Средневековье, да, было такое. Но потом это, конечно, трансформировалось. Да. Потом все-таки упорядочили это. Поэтому такая себе тема. Ну, то, что сегодня это все-таки сумели упорядочить, за это огромный респект. Кто за этим стоял, кто это смог как бы преобразовать все. Говорят, это масоны. Говорят, это заслуга масонов. Масоны ли это или кальсоны, но сделано нормально. Приветствую всех. Хотел просто услышал тут насчет там кредита туда-сюда, что кому-то нравится шариатский закон о там, процентах, налогах. Мы должны понимать, что любое государство может вообще существовать только за банковские кредиты и вот эти вот всю вот эту банковскую систему. Дубай и все вот такие более-менее развитые арабские страны возникли и развились только за счет банковской системы, которую они занимали у таких стран, как Великобритания, Франция и Америка.
и постепенно их выплачивал за счет своих этих нефтяных доходов. Вот. А в Рияде прописан этот закон только потому, что в то время банковскими делами первыми занимались иудеи. Они давали людям деньги в рост, те занимались своими деньгами, и где вот эти бессовестные люди, которые не хотели их выплачивать обратно, были именно первые мусульмане. И поэтому ввели вот этот вот закон, чтобы не выплачивать эти деньги обратно. Без кредитной системы нету роста, как вы не понимаете. Нету роста. Если эти кредитные деньги даются только, допустим, если, я даю какую-то сумму в долг, допустим, 1000 евро даю какому-то человеку, он мне возвращает через 5 лет 1000 евро только. Ну, это же болото, это минус, это огромный минус. Если он мне через 5 лет возвратит 1100 евро, это уже рост, понимаете? Что за глупости тут говорите? Шариат ввели этот закон только потому, что первыми кредиторами были иудейские торговцы. Они людям давали деньги, чтобы они могли заниматься своим бизнесом. Потом какой-то процент рост получали обратно. Иначе они уходили бы в минус. Вообще-то вы ошибаетесь, это не иудейские торговцы первые были, это первые были тамплиеры, и после этого венецианцы были. Иудейские потом читал, к ним что были первые присоединились. торговцы Нет, вы иудейские, ошибаетесь. да. Нет, Вы ошибаетесь, нет. это не было, это не суть. Суть в этом именно вопросе кредитования. В идеале, может быть, да. Вот вы, ну, в идеале, да, я говорю о своем предпочтении, да, но как эта система будет работать, я не знаю, но в идеале я вот так представляю. А вот, да, сейчас-то ясно, что без банковской системы никак. Вот. Это просто о предпочтениях говорит, то, что мне нравится. Вот мне не нравится, когда тебе вот, ну, ты берешь и такое, это под, как бы говорят, да, такое слово есть, под кабалу попадаешь, вот никак не можешь выплатить долг. Вот в такой Именно ситуации тебя поэтому ты должен загоняют. брать ровно столько, сколько ты можешь выплачивать. Допустим, если ты какой-то там, я не знаю, там торгуешь петрушкой, ты не можешь брать $1 000 000 в долг, потому что ты, торгуя петрушкой, его выплатить не сможешь. Но ты сможешь для начала взять какую-то там 50 тысяч долларов, взять больше петрушки, открыть магазин и только потом брать 1 000 000, понимаешь? Это непонимание из-за того, что они не умеют пользоваться этим кредитованием. Они берут больше своих возможностей, потом не могут это выплачивать. А если человек с умом к этому подходит, грамотно, то он берет ровно столько, сколько он может осилить, растет, потом берет больше и так продолжает расти. Так продолжает расти все, где создана грамотная кредитная система. У меня в стране вот единственная система, которая состоялась, да, вот где я живу, это только банковская система, вот которая на 100% они поднимают баснословные деньги Можно я на... скажу? Можно я скажу? Алло? Можно я скажу? Вот этот вот тип, я по акценту понял, что он чеченец. Вот эти пидорасы Ты сам уехали туда, пидорас, блядь, понял, и пошел себя ты там нахуй, возомнили блядь. кого-то, я не Пиццер, знаю. блядь, дешевый, блядь. Я могу Слушай, тоже так говорить, понял? подожди, который зашел, кто это? Пущин, Смотри, ты, отдаю. который зашел, не петушись, а нормально зайди, не с ноги, да, там, зашел, нормально подискутировал, уехали, не уехали, а ты где там, у Путина в памперсе сидишь, что ли? Уехали. Ты кто такой? Уехали. От тебя, что ли, уехали? А я ладно вообще. Путин памперс, что, а что? Уехали. Ты кто такой? Уехать, не уехать вообще. От тебя ж? Уехали. Брат, они просто противно слышать от нас, от чеченцев и так далее. Все, кроме своего будалализма, понимаешь? Им противно это слышать, их это как бы Только страшно. будулачество. Кроме будулачеств, кроме хадисов долбанных и ихнего вонючего Корана. Ибраим и Цадь Ишкери, маршал душ, Лазик, шалом. Маршал. Анибал шалом, просто готовлю здесь, так я, слушай, всем шалом, шалом ко мне.
Это кто сейчас заходил? Вот этот, который внизу пишет, там, который коноплю поставил и ногти написал. Не оба, Леха, с голубым турболетик цветом был. всякий. Аватар с голубым цветом какой-то был. Ты там пишешь, да, там, они не уехали, они изгои. Вот сюда просто поднимитесь, нормально. Вот видите, разные национальности люди здесь. И еврей, и армянин, и там кто угодно, украинец, там с Америки. Причем армянин Русский. социалист. Да, вот разные люди сюда заходят, мы же нормально, ты просто не обезьянничай, нормально, что ты хочешь сказать. Через рот, который тебе Богом дан, через него выскажи, там, выдыхай правильно, и вот так вот этим том, короче, как бы, я не знаю, вырабатывай, чтобы какие-то слова, да, которые правильно у тебя будут вылетать, и мы поймем, что ты хочешь вообще. Кто ты вообще, воин? Ну, поднимайся, Ногчи, поднимайся, вот тебя Вон, приглашают. смотри, внизу пишут, вы такой же разговор, если смелости хватит в Чеченской Республике говорить. Да блин, ты кто такой, я не пойму. Тебя вот сегодня возьмут на бутылку там, посадят. Ты что, можешь ее вытащить, что ли, оттуда? Ты просто штаны поднимешь, да, и пойдешь с этой бутылкой максимум. У них, да, что проявляется сегодня смелость, Ибраим. Да, ты в Чеченской Республике скажешь, не скажешь. Конечно, в тюрьме никто ничего не может не сказать, не проявить. Ты тоже не скажешь. Вон, тебя куда-нибудь закинь в террористическую организацию куда-то. Вон, как игиловцы в клетку, посади тебя в бассейн, короче, туда вниз опусти. Ты там что-то скажешь, что ли? Скажешь, не скажешь. Ибраим, для них получается героизм это сдача, короче, сдача царю, да, вот и получается русскому царю, Не да. знаю, молчать под царем, короче, сидеть, и вот это вот героизм. А вы там что там говорите туда-сюда? Говорим, потому что у нас есть возможность. Ты если где-то там в Памперсе сидишь, сиди там и просто слушай. Извиняюсь, короче, уже задолбали. Кстати, вот и по поводу демократии, да, вот и в Чечне есть демократия? Вот Есть, в Конституции прописано. Не, а именно вот человек, проживающий там, у него есть право голоса, как бы, да, он может, да, не нравится ему, допустим, какой-то там приближенный Кадырова, не нравится ему приближенный Кадырова, приближенный, если ему не нравится, что с ним будет? С ним будет одно и то же, что и с остальными, которые скажут против чего-то, с чем не согласны. В Чеченской Республике официально российский закон. Российский закон это так считается официально демократией. То есть там написано в конституциях, в их там на этих бумажках, что это демократическая там система, но на самом деле она полная тоталитарная, диктатурная и, как бы сказать, и так далее. Ничего, демократии там и не пахнет, понимаешь? Не согласен, я не согласен. Я считаю, что русский человек, и те, и эти с русским паспортом ходят. Ибраим, извини. Смотри, чуть-чуть сбился я с мысли. Что ты сейчас сказал? Я считаю, что это немножко по-другому получается, да. Я считаю, что когда чеченец, проживающий в Чечне... О законах. Да, о законах Ичкерия говорил. Там как раз-таки, если точнее говорить, да, там работают не конституция какая-то, не это, а русские обычаи. То есть русские обычаи, я их так и называю, как есть. Вот эти русские обычаи, там на бутылке, не на бутылке, раньше это на кол было, потом на бутылке. У них как раз таки прописано одно на бумажке. Вот сейчас недавно был форум народных депутатов России. И там, короче, приехали какие-то закаевские джамаат, там вот этот Абдул Атаханов, короче, джамаатчики сидят. Приветствую, Машу.
И эти народные депутаты задают, депутатка народная русская задает вопрос, а что будет в Чечне, если там будет типа независимость туда-сюда. И тот начинает юлить, вилять. А потом эта дамочка перезадает уже вопрос, как бы подчеркивая, да. Ну, на документах же все что угодно бывает написано, говорит, типа, представь, вот в законах государства деле будет, она спрашивает. Просто я сейчас не о теме того, что тот отвечал, что он такие делал, а вот меня интересен был именно вопрос людей, которые на роль там новых русских каких-то там правителей и так далее выступают. Вот в корне, как она вопрос задает. Я сейчас не о том, что будет там написано в законах, а как это на самом деле будет, она говорит. То есть уже что у нее в голове, да, вот у русских, вот у них обычаи как раз-таки писать на бумаге одно, а вот рулят они, ну, в государстве управляют именно по своим обычаям. И для них там, как Лазик говорит, реально демократия. То есть вот русские, они себе реально выбирают Путина, выбирают вот такую жизнь. Хотя вот для других поджатых там народов, ну, для каких-то более есть демократия, для каких-то вообще ее нету, то есть за горло там держит. Вот такая вот у нас ситуация. Нет, там Поэтому, ситуация, Ибраим, Слободенцев, минуту, смотри, там нет определения точных, там демократия или не демократия, там все настолько размыто и непонятно, что местные живущие там, то есть насаженная власть, делает вид, что она там соблюдает российские законы и действует именно какими-то джунглевскими законами, там, выдавая их за исламские и так далее. Российская центр, то есть центр, Москва делает вид, что там демократия, но на самом деле позволяет этой верхушке совершать там какие-то свои бандитские законы над народом. Нет там определенных, нельзя там сказать, что там демократия или что еще. не свои Хорошо определил, да, правильно. русские обычаи там выполняют. То есть, Да, русские обычаи, которые там на зонах используют. Да, на бутылку. Я еще пацаном был, я помню, в 6-м отделе вот таких в ментовках каких-то. Там еще тогда я еще пацаном слышал, что на бутылке сажают людей. Это ничего нового. Вот сейчас они это там применяют. Это чисто русские обычаи. Но, да, вот прописано там у них, что демократия. Я вот первый раз за это видел, когда вот дагестанцы мне показали в Москве, как они своего кого-то поймали и вот так насильно посадили в лесу. Но я вот в жизни такого не видел. Вот первый раз я в 2008-м за это услышал. Так, я хотел один вопрос спросить у Прометея. Это правда, что в любом шариате должен быть курайшит правитель? Без него это не шариат. Прометей, видимо, не слышит. В общем, там-то система такая, что со своих вот этих вот каких-то бандюк, надзирателей, они просто проставили у власти и позволяют им там совершать вот эти вот всю систему надзоновскую, которая в любой зоне в Российской Федерации существует. Вот эту вот зоновскую систему они определили в Чеченской Республике. И делают вид, что там, короче говоря, якобы там российская власть, российские законы. И, конечно же, критикуют, что они там, в общем, там туда не соблюдают их законы, что там какие-то местные чеченские обычаи, начинает вот вся грязь сливаться на Чеченскую Республику, на весь народ. Хотя люди, их не полные марионетки, они каждую букву, каждый шаг исполняются только по приказу сверху, и вот такая вот налаженная система. А вот эта вот местная шушера, которая там власти делает вид, что она якобы соблюдает российские законы, перед народом там строит мечети, якобы там придерживаются чего-то там исламского, на самом деле там ничего исламского, ни демократического нету, там полностью типично российская зоновская система. Не, я почему это говорю, как бы вот есть такой вот хадис. Правители из курайшитов, это Сахих аль-Бухари, Муслим и Ахмади и в других сборниках, например, эта власть, халифат, остается у курайшитов, даже если останется только 2 из них.
Как бы, получается, в любом шариате нужно курайшита ставить, как бы. Сколько я Вот. знаю, так и есть. Только курашит может возглавлять халифат. Шариат же только при халифате же, да, работает? Оно же одно без другого не может же быть. Если называть Афганистан шариатским государством, то что Афганистан это не халифат, а отдельное государство, и там работает как бы шариат. Есть. Ну, так вот. В общем, у них там ничего определенного тоже нету. Чисто ничего не может быть. Это исламское государство по конституции. Исламское государство Афганистан. По конституции у них так. Оно не может быть То бишь, исламским. получается, шари. По Оно конституции не у может них так. быть исламским государством быть. Даже вот этот, как его звали-то, ну, исламское государство, которое хотел создать там, он же говорил, что вроде он потомок, короче, из курайшитов, если я не ошибаюсь. Все они, когда вот такое как бы берут бренд, они должны быть, короче, курайшитами, насколько я понимаю. Но это ты имеешь в виду халифа, общий их халиф. А вот в странах могут быть, наверное, в разных государствах, отдельных государствах. А все это, если в халифат, то да, наверное, там курайшит. Ну, вот этот Аль-Бакари, или как его звали этого? Абу-Бакр аль-Багдади. Да, Аль-Багдади, вот. Он же вроде говорил, что он там курайшонок. Ну, как если я правильно помню, он не курайшит был, он был из Ирака сам. Ну, оттуда, он не из Саудовской Аравии был. Так что курайшит, не курайшит, не знаю. Не, он как раз таки Аль-Курейши. А, курайшитом был, да? Ну, он говорил, что типа ведет что-то там родословно. Другое не может быть. Хрен его знает, кто он, но по-любому косил он под Курейшита. Тут Руслан пишет, я одно не пойму, какое отношение имеют чеченцы, курайшиты. Это же две разных культуры. Ну как какое отношение имеет? В какой-то момент, если страна пойдет дальше в истинный ислам, то нужно будет переливание крови делать курайшитской правителю. Уже сделали, если никто не в курсе. Да, что-то не прижилось. Это кровь, по-моему, Что-то он хворает, бедолага. Опух, аж опух. Среди нас тоже есть такие, у нас курашитская кровь, там дебилы всякие. Я не представляю, да, как наши кавказцы, они должны ходить в этих длинных этих арабских юбках. Когда это вижу, блин, черкеску менять на юбку, это просто... Смешно. Да. Как это смешно смотрится, когда я вижу вот этих бойцов, которые там одевают когда туда едут. Платья вот эти. Ну, у меня тоже есть. Я купил для прикола в Дубае, когда был, купил. Но это для прикола, но не надеваю его, короче. Как это национальное это, понял, да? Вот, ну, из их культуры что-то привез, да. Вот. Всякий случай прикупил.
Да, да, да. Тут Нохчи пишет, я вот хотел бы ему зачитать кое-что внизу. Так, сейчас. Аллах избрал кинатов из потомков Исмаила, избрал курайшитов из кинатов, избрал Бану Хашим из курайшитов и меня из Бану Хашим. Или лучшие люди арабы, лучшие из арабов курайшиты, лучшие из курайшитов Бану Хашим. Так, что тут еще? Вот тут такие сейчас. После смерти Мухаммеда все ранние халифы Рашидун, Амияды, Аббасиды были из курайшитов, и это считалось нормой. Так. А это аббасиды тоже курайшиты, да, были? Ну, тут пишется, да. Рашидун, Амияды, Аббасиды были курайшитами. Ага. Ага. А, Короче, курайшит – это элита среди арабов, арабы – это избранные среди других народов, а все остальные, короче, это шлак, можно сказать, который внизу находится. Хубал шалом. А кому ты это объясняешь? Когда рабу мешало, что он раб? Ну, вот тут внизу один защитник ислама Ну, сидит. конечно, Там. он же тебе не скажет никогда. Он не скажет, что мне это мешает. Он будет оправдываться, как бы, да, в своем рабстве, там, и тут. Он говорит, ну, вот так вот, по воле Аллаха скажет тебе. Он не скажет по воле Аллаха, как бы, но он даст понять тебе, да, то, что он человек верующий, религиозный. А я кафир, который ему это рассказывает, как бы, такой. Ну, ты в данном случае. Да, Лазик, они в этом случае на евреев переводят стрелки. Это евреи, говорит, написали. Все. А можно этого любителя травки вот поднять, этого Нохчи? Он веселый, я смотрю. Вот тут еще, короче, есть такой моментик интересный. И называется шубия. Движение шубия. Это важный культурно-политический феномен в раннеаббасидского периода, в основном 8-9 века, который напрямую связан с темой арабского курайшитского превосходства. Что такое шубия? Название происходит от коранического аята 49.13. Мы создали вас шубами, точнее народами, и кабаилами, племенами. Шубиты трактовали его как призыв к равенству народов в исламе, а не к превосходству арабов по крови. То есть, это говорит о том, что в 8-9 веке люди пронюхали про превосходство арабов. Движение было преимущество персидским, хотя участвовали другие неарабы. Оно выступало против привилегированного статуса арабов, арабизации культуры, пренебрежительного отношения к доисламскому персидскому наследию. Основные идеи проявления – культурное равенство или превосходство. Персы хвалили свою древнюю цивилизацию, сасаниды, ахемениды, административный гений, науку, поэзию и городскую культуру. В противовес этому арабов иногда изображали как кочевных дикарей, ящероедов или другими грубыми обычаями. Уже в 8-9 веке люди, короче, пронюхали их нацизм. Что тут как бы много чего интересного есть. Если вот читать такие исторические моменты. Ну, понятное Я дело. даже не думал об этом. Думал, мы это сейчас только в наше время. Оказывается, вон оно что, да? Ну, они рядом там с ними жили, они это все пронюхали быстрее, как бы. А к нам это, видите, как бы вот эти все штучки, они не дошли. Это сейчас мы узнаем обо всем этом.
Вопрос в другом. Тема эфира. Опять же, шариат или демократия? Ну, пускай подымутся, да, расскажут, что лучше, что дозволено, что не дозволено. Как вообще все это происходит. Вот мне лично интересно. Может, я захочу жить при шариате. Может, там лучше. Поеду в Афганистан себе, как бы, буду там жить, там, не знаю. Где там лучше что-то. Так я к этому веду, Лазик, то, что если они хотят шариат, там, халифа, то это обязательно должен быть курайшит или араб, как минимум. И если араб или курайшит будет, значит, будет население тоже арабское там жить в этом месте. И значит, этот нацизм будет там. Там будут их считать за дерьмо. Там 3-й, 4-й класс. Там, как бы это помягче. Ну, баб, понятно, не будут за них выдавать. Ну, короче, они будут отщепенцами в этом шариате или в халифате. Не, Вообще ну смысл... к рабу, кому как будут относиться как к рабу? Ко мне как иноверцу, другой веры, да? И вот если я буду идея, я буду раб, или он как мусульманин будет раб? О, ты вообще там как бы еще хуже у тебя будет. Потому что твой дом не может быть выше дома мусульманина. Короче, ты... Хрен с ним, найду себе соседа, мусульманина, у кого-то восьмиэтажка, как бы, да. Я там разберусь. Я евреем умею крутиться, как бы, да. Мне 7 этажей тоже хватит. Определенный тип одежды, чтобы тебя смогли там определить в толпе. Ну, буду одеваться по-европейски. Они пускай ходят в своих платьях там и такое, как бы, это их дело. И в чем еще как минус? Ну, в том, что Аллах же пишет в Коране, что те, кто не мусульмане, будут платить зимме, и они будут униженными. Хорошо, здесь тоже бизнесом буду заниматься. Я же еврей, займусь бизнесом, они будут на меня работать, как бы будут платить им жизнь. На арабке не сможешь жениться. Вот минус. В суде ты не сможешь свидетельствовать против мусульманина, даже если он будет неправ, насколько я знаю. Хорошо, я человек не скандальный, как бы, чем с ними ругаться, чтобы потом на суд идти, как бы, тогда сюда. Тоже ладно, хрен с ним. А вот мусульманин как будет проживать? Тот мусульманин, допустим, который не курашит. Вот, допустим, мусульманин Вино не сможешь бухать. Вино не сможешь бухать. Пиво не сможешь пить. Минус. Минус. У него больше минусов, если я буду проживать там, получается. Я-то смогу бухать, правильно? Не сможешь. Это для всех. Почему? Я-то не мусульманин. Ты в шариатском государстве живешь. Запрещено. А почему нет? Вот у вас Саудовская Аравия, пожалуйста, есть гостиницы специально отдельные, Арабские Эмираты. У вас чисто все для европейцев построено и так далее. Это кефирское. Это не сможешь. Так как получается закрытая зона такая, как бы, да, отдельно, это вот кафир там. Так же, нет? На арабке не сможешь жениться. Все, что по шариату можно или я не хочу на арабке жениться, могу погулять, как бы. А если влюбишься? Не влюблюсь, я не влюбчивый. Сердце не прикажешь, как говорят. Нет, как бы, еще раз погулять, как бы, нет проблем, но ни в коем случае, как бы, не жениться. Почему? Потому что у меня жена будет дома ждать, когда буду туда ездить. Я заранее женюсь. Это можно, да. Я просто вопрос к другому веду, да. Как тот мусульманин, который не араб, получается, в конце концов, будет там проживать. Про себя я все понял, короче, мы разберемся. Не там справлялись. А что с ними? Кахо был сейчас, все это объяснил. Получается, все равно хочешь не хочешь, допустим, у тебя получается, мусульмане строят, шариат по всему миру. В конце концов, они халифа даже привести с арабских имен, араба какого-то, да, и поклониться ему, получается, так, да? Я так понял? Будет не настоящий халифат, если не будет курайшонка, как бы. Либо араб. Либо как минимум араб, если курайшиты вымерли там, как вид.
Короче, они просто как эти, да, получается, строители, что-то такого, как бы. Построили дом, как бы, а в этом доме живет кто-то другой. Как-то так. Как я это Какое понял. твое ДНК есть, интересно, у этих пришитов? Мне тоже, кстати, интересно. Сейчас спрошу, какой у них там геном. Так, вот Халид мне пишет здесь, это как раз твое место. Что мое место? Объясни мне. Австрия, Европа, где я проживаю, среди кефиров, в Вене. Вот это мое место или где? Поподробнее объясни. Я тут пересекаюсь ежедневно, контактирую с христианами, иудеями, многобожниками, атеистами. По соседству живу, нормально общаюсь. У тебя не так, что ли? У вас как-то в халифате? Как у вас там? Какая погода у вас в халифате? Объясни. Это кому вопрос? Мне, что ли? Не, внизу комментарий. Не, там внизу пишет. Сейчас он напишет, обстановка по кайфу. Ну, сколько градусов у вас? Температура, что-нибудь такое расскажи, как там? Принимаете вы визы там, какие-то туристические? Можно вот к вам приехать, посетить ваш халифат, понаслаждаться? А то мы тут в кефирских вот этих каких-то трущобах как-то перебиваемся. Нет, тут как бы как это сказать, ну, халифаты сейчас только Бачу-Бази могут тебе там туристически предложить, как бы. Там, походу, вот одна эта Ссылочка, шведка спасибо. рассказывала там, бачи-базиста им, короче, сразу подарили, как они приехали. Потом они говорят, не нужен нам бачи-базист. Потом те, короче, они, если вы не примете бачи-базиста, это у них в культуре, как будто бы вы пренебрегли там. И им пришлось там, этого бачи-базиста где-то там в коридоре ему раскладушку что-то поставить, короче, чтобы полностью его прогнать. Это я, короче, смотрел, вот я не помню, какой-то этот журналистский канал был, либо Дольче Велли, или что это было, короче. Не помню, ну, короче, или BBC это было. Там рассказывали, что они что-то там в Афганистан, по-моему, там поехали, какое-то интервью брать. Их там заселили в гостиницу и оставили какого-то мальчика, короче, который зашел туда и уперся, короче, там спустил штаны, уперся там на кровать. Да, я просто подробности не рассказываю, я об этом случае показываю. Ой, мы, говорит, в шоке были, говорит, настолько, говорит, что вообще, не догоняли, что происходит, короче. Это, короче, такая фишка, уже они всем предлагают ее гостям. Поэтому там есть курортные свои моменты. Бача-Бази, что ли, предлагают? Ну, я не знаю, я не разбираюсь в этом как бы до конца. Это не надо. Да и не дай бог. Да, до конца не надо тебе ничего разбираться. Не надо. Все как бы, все пока показано, все видим, как бы, да, что там разбираться. Прикинь, а в Таиланд поедешь вообще. Ну вот как это перечить получается? Вот дружба получается России с этими талибами. Ну, как это вот у них это сходится, как бы, да? Это называется политика. цветочки, мистер. Таиланд цветочки. Там нету такого говна. Они для них сейчас получается, ну как иноагенты, это получается граждане России, правильно? Тут они не иноагенты, как бы, да, но они оскверняют, как бы, да,
всю их позицию, да, и вот то, как они смотрят вот этот православный мир России, да, на все окружающее. Это же неправильно. Не, ну заметьте, никто в Афганистан, в Ирак, там, в Сирию не едет, там как бы более такой чистенький ислам. Они едут все в Европу, в Америку, как бы. И если они на родине там не ходили там на пятничный джума, или как это называется, в мечеть, то в Америке... Рузбан, Да, по-моему. да, а в Америке они обязательно будут там как по часам, короче, я ж помню, там пацаны как, не дай бог, там любые дела там отложат и пойдут там какую-то проповедь там еще послушают. Вот тут Тумсо, допустим, я, по-моему, Вильдет это видел. Он выставлял там этот прикол. Тумсо, допустим, вот как стал шариатчиком, как бы он сразу побежал на море. Он разделся и пошел купаться. Молодец. Вот как только стал шариатчиком, там он, по-моему, был там что-то занимал какую-то должность, короче, там, ну, вот такое там, где он работал, в какой-то компании, там что-то такое, да. Его на бутылку посадили, он, получается, поехал в Европу, стал шариатчиком и побежал на море. На бутылку. Нет, ну по-хорошему как бы так, да. Ну его там якобы били, там каратисты, чеченский, Кстати, у меня вопрос, что с этим бедолагой в Чечне случилось, с этим молодым пацаном, которого, ну, вы поняли, короче, с бутылкой то, что связано было. Нету его больше. Нету его, нет. Вопрос, они его убрали, да, брали? А за что его? Без вести потеряли. Без вести. Телеграм-канал. На него скинули. Вообще это не он вел. Ну, он молодой слишком был, чтобы вести такой телеграм-канал такой был. Это, я знаю, ну, продвинутый как бы. Там, дети федерального судьи, они... Это они, да, замутили, да, Ибраим? Они замутили, они его слили, по всей видимости, потому что его вычислили, он где-то в российском городе был, туда поехали, его зацепили, и с ним это сделали, это дело. Потом специально с хорошими русскими связали с какой-то европейской, вот этой, ну, по-моему, кавказский узел, что-то такое. Есть такое, да. И там ему как бы интервью взяли, и он там озвучивает. У нас, говорит, у чеченцев, если матерился там на женщин туда-сюда, то либо, короче, гасят, либо на бутылку. Я вот типа выбрал на бутылку. То есть такой шах и мат нам сделали, да? Сначала вот этот русский обычай его на нас применили, и еще всему миру как бы преподнесли, что он наш. А как судью не взяли? Вот я не понимаю. Как забрали мать ихнюю, а вот его не взяли? Они же пришли, он был дома тоже. У него удостоверение было действующее с подписью Путина. По-моему, кино это, я думаю. Не, ну как кино, как? Ну показывают ее, как бы. Ну, взрослая женщина показывают, она там болеет и все такое, там по судам ее тащат туда-сюда, постоянно что-то на нее накидывают. Что они там не поделили, вот это непонятно до конца. Либо это, как вот говорят, сценарий, либо они что-то между собой там делят. Его он сразу улетел в Турцию, получается. Он на следующий день улетел в Турцию. Судья этот. Он улетел в Турцию, по-моему, как бы, да, и перебрался со своим сыновьям туда. А вот она вот до сих пор. Сколько уже прошло? Уже года 4, да, прошло, по-моему? Я не знаю, неплохо так хайпанули, эти два сына, которые в Европе живут. Один это такой толстый, бородатый, да, толстенький такой, и вот этот худой.
У них толстый, как шариатскую Да, а тот светский получается. сторону возглавляет, да, а тот светскую сторону. И там вот этот игиловский флаг уже начали пропихивать молодым людям. Только надпись, вот он точно такой же игиловский, только надпись там такая более печатная. И вот в оригинале она как бы, скажем так, письменная, да, а у них печатная, так, более угловатая, квадратная. Алло, бисмилlah, 29. Муджахид есть тут вообще? Жирный муджахид нужен. Я. Это я на немецком сказал. Я. Я говорю, да, есть, говорю, не. Не, ты Яхву не веришь. Ты не муджахид. Я на 71%. Мне 100% муджахид нужен, который придерживается Корана, Камасуты и Сахих хадисов, похотливых похождений нашего PDF-файла. Альхамдулилля. Видите, мои эти самые, мое течение более такое. Да, я уже подсоединился к Ибрагиму. Ты не один, уже несколько еще есть. Я пока, на коне, если что. Это Камаль. Один муджахид нужен, чтобы рядом стал. Я бы хотел всем христианам, иудеям, всем безбожникам, буддистам, кришнаитам джихад объявить. Просто двое нужно быть, джамаат нужен. Если будулаки всю нишу забили, да, корениты, хренониты, шмарониты, всякие, говнониты, нам тоже надо разбиться на 10%, на 11, 12, 71, 38, чтобы тоже почему, если там можно полностью все слои, людей затащить под свое дерьмо. Почему нам нельзя? Ничего себе. Значит, в конце концов, чем мы получаемся, Ибраим? Не мы получаемся, а мусульмане получаются, да? Но то, что получается, что ни хрена там нет демократии, ты не можешь быть ни 71%, не может быть ни 50%, даже процент не может быть. Тебе надо жить по шариату для того, чтобы быть мусульманином. Я так понимаю? Не совсем. По-моему, там можно просто намаз пятикратный делать и быть в строю. И как ты можешь быть в строю? У тебя это законы. Шариат – это законы и правила. Я имею в виду минимум. Чтобы быть мусульманином, ты 5 раз должен намаз сделать. Либо притворяться, что ты делаешь. Ну, а если ты проживаешь в том государстве, где присутствует шариат, они с этим согласны? Халиф это будет согласен с этим? Ой, я не знаю. Я что знаю, что 5 раз Харман, нужно. пускай ты ответь, да. Он заходит, час сидит, молчит, и потом включается. Вендетта. Аллаху. Я слушаю вашу проповедь. Питаю светом вашей мудрости. Я хочу быть шариатчиком, да, вот я задаюсь вопросом. О, Господи, Боже мой, тебя не хватало еще. Ну, давай говори. Ну, все, вопрос такой, Если есть в шариате есть какие-то правила и законы, правильно? Если я нарушаю какой-то из этих законов, и я приверженец шариата, получается, я мусульманин, да или нет? Если ты нарушаешь, да. Ну, ты грешник.
Короче, это не шариат уже, все. Меня можно наказать за это, правильно? Где шариат имеешь в виду, да, конечно. Смотря какой грех. Если прелюбодеяние, то секир башка, камнями забивают. Если украл, то руку отрубят. Если оставил намаз, пропустил, побьют камнями, палками. Не, я так поняла, что когда они ведут войну, вот война идет на поле боя, да? Бой на гибках. Ну, вот войско против войска стоит. Тут раз намаз отзвучал. Прикинь, они жопой кверху стали. И кто победил тогда? Вот загадка вообще. Ольга, здесь такие вопросы, как бы, прям просто серьезные. Не, ну... Оля, к вам скоро гости придут. А что, я не серьезно, что ли, задаю? Нет, если я в 5 том раз смысле, намаз сделать. Оля, к вам скоро гости. Аузубилля. Субхана Малик. Короче, если получать шариат с демократией вообще никак не может связаться, да? Они не могут перекреститься где-то там и помочь друг другу. Ну, если только средний путь между отрубанием голов и однополыми браками. Ой, ёпа мать. Да, есть такой закаевский шариат. Между отрубанием голов и однополыми браками он нашел средний шариат. Только я не знаю, какой у него, надо спросить подробности. Он у них есть, да, этот однополый брак? Да, здесь сейчас нету. ПМ, вот этот балабол, ПМ. Раньше ты, если бы зашел, представь, Убах, ну, вообще, демократ, как вы можете противопоставлять демократию шариату? Вот именно, если есть однополый брак, какой шариат? Да, модернистский. Модернистский ислам. Модернистский ислам ПМ. Что значит модернистский ислам? Нету модернистского ислама. Господи, либо Ольга, есть ислам, прекращайте, либо нет. пожалуйста, Не, есть Господи, такая допросы строят. Вы не понимаете. Вот именно я не понимаю. Либо есть, либо нет. Ольга, мы сегодня с вами утром общались. Не утром, Да, смотрели, да, вы устали. Лазик, Вы устали, Оля. Надо отдыхать, скоро гости придут. были. Есть такая... Лазик, вот, ты что, за мной ходишь? из советского фильма вот есть такое выражение. Есть такая профессия шариат защищать. Ольга, это они говорят, что есть. Мы-то не говорим. Я знаю. Я понимаю. Ну, я вот им вопрос задаю. Почему они утверждают это? Вот мы тоже это ими говорим. Я вот никак не... Я вообще не в адеквате как бы... Я не понимаю, есть или нет. Что значит есть и что значит нет. Когда пидорасы идут парадом, они радуются. Ибрагим, пожалуйста, Когда Ибрагим. пидорасы идут не парадом, они тоже радуются. А он Да или нет? Плюс 32 астагфируллах. Ой. Вот я спросил про, если в шариате спалят, короче, что может произойти, короче. Содомиты, если спалят. Вот, тут что пишется? Условия доказанности. Он не может полностью перед Аллахом покаяться и съездить в хадж, и там как бы искупаться. Полизать камень, да? Ну, вот тут как бы хорошая защита есть, я сейчас вот почитаю. Чтобы исламский суд мог применить установленные наказания хад, вина должна быть доказана одним из двух способов. Добровольное признание, человек должен сам, находясь в здравом уме, прийти к судье и 4 раза признаться в совершении акта. При этом в любой момент до исполнения наказания он может отказаться от своих слов, и дело будет закрыто. Свидетельские показания. Необходимо наличие 4 взрослых праведных свидетелей мусульман, которые воочию и одновременно видели непосредственно сам акт физического проникновения. На практике это условие считается практически невыполнимым, если только люди не совершают это публично.
Если кто-то, тут важный момент, если кто-то обвинит человека в содомии или прелюбодеянии, но не сможет привести 4 свидетелей, то судят самого обвинителя, короче. Это называется казус, клевета, за что предусмотрено наказание 80 ударов плетью, а показания этого человека больше никогда не принимаются в суде. Короче, хорошо их защитили, этих. Вот ебанутые, извиняюсь. Смотри, если ты вот проходишь где-то, да, там, в переулке, и стоят там, ну, двое, извиняюсь, короче, там, чем-то занимаются этим, да, и ты раз заметил твои действия, то есть ты как бы отворачиваешься и уходишь дальше. Не, ну если они пидорасией занимаются, это нормально. Нет, дальше потом с этим братом саламируешься на следующий день, там, целуешься, посульни же, нужно руки поцеловать. Знаешь, как у нас в Советском Союзе было в зоне? Дырку делали в ложке, значит, пидорас. Оля, Чоля. Ну, получается, как бы, ну, вопрос, я до этого им задавал такой же вопрос, да? Получается, говорю, если Чикатило принял шахаду, значит... Да, он шахид. Он шахид, да, получается? Насиловал всех. Это что за хрень вообще? Оля, не к этому был вопрос, неважно, вопрос был не к вам. Получается, когда они принимают какого-то там убийцу, какого-то маньяка, там, неважно, бывшего гомика, как кто-то рассказывает якобы, что он бывший, то для них он брат, получается, да? Да, потому что мусульманин, да? Оля, не к вам вопрос был задан, Олечка. Я искренне прошу прощения. Не, я понял. Зверева ты сейчас спроси здесь у любого из России. Вот Зверев, он какой, что-нибудь с ним не так есть? Я не знаю, ты видел или нет, мы здесь вот десятки раз пробивали, да, вот Зверев. Вы что, каких-то европейских, там, ЛГБТшников. У вас там под носом Зверев, тем более ему еще за 100 тысяч баксов там Кадыров подарил часы. Что вот с ним делаем? Назад часы как бы. Ну, подарил, дружит он с ним как бы. Ну, подарил, я могу понять. Они говорят, что... А я откуда знаю? Я его не проверял. Вот, блин, весь мир знает про Зверева, короче. Эти говорят, что они... То есть уже, видимо, Зверев, он шахаду произнес, я подозреваю. Ибрагим. А почему Зверев? У тебя есть Басков, Народная артист Чеченской Республики. Я тут больше интересной защиты еще нашел. Право на частную жизнь и запрет на самосуд. Как они защищают? Смотри. Исламское право категорически запрещает выискивать чужие грехи. Запрет на шпионаж, таджасус. В исламе запрещено следить за людьми, читать их переписки, подсматривать в окна или взламывать телефон, чтобы спалить их. Если грех совершается за закрытыми дверями, шариат предписывает оставить это между человеком и Богом. Поощрение, сокрытие, ситр. Религия приказывает верующим скрывать свои грехи и грехи других мусульман. Если человек отступился, ему предписано искренне покаяться, сделать таубу Всевышнему, а не идти с повинной в суд. Категорический запрет на самосуд. Ни родственники, ни толпа, ни обычные мусульмане не имеют права принимать физическое насилие или наказывать кого-либо. Выносить приговор и приводить его исполнение может только официальный государственный исламский суд после тщательного разбирательства. Самосуд в исламе сам по себе является тяжким преступлением. Обалдеть. Они что, совсем, что ли, куку поехали? Кукушка точно сдвинулась. Вот мне интересно, да, Хубал, получается. У меня вот у меня вот сейчас мозг начинает работать, как бы, да, вот то, что ты сказал. И получается то, что это какой-то человек. Вот я бы хотел бы тоже, допустим, да, так жить, да, вот я хотел бы вот жить не так, как они говорят, как бы, все законы эти там устанавливают. Вот мне что-то хочется, как бы, я беру, пишу, взял книжку, пишу, воровать можно только мне.
Убивать можно только мне. Ты понимаешь, да? Это тоже может только мне. И кто это сказал, получается, это Аллах сказал, как бы. И вот я вам это говорю, как бы, да, и если вы это оспорите, тебе жопа, тебе жопа и тебе жопа, как бы, да, вот это вроде такого, да, происходит все. Смотри, я бы к чему бы вот то, что зачитывал, вообще переформатировал. Да, Смотри, вот то, что ты прежде зачитывал, да? Например, если все, кто, короче, обвинял Кончиту в том, что он ЛДПРовец, их всех надо палкой, что ли, побивать, я не пойму. Они же 4 там, никого. Так в том-то и дело, я хотел это переформулировать, как бы, на мой взгляд, это идеальное место. Зря, как бы, ну, радужные не любят, как бы, ислам и там халифаты и все остальное. Это идеальное место, как бы, да, я так скажу. Это лучшей защиты ни одна демократическая страна даже не даст, наверное, лучшей защиты, как бы, от государства. Это как кино. Свидетели есть, а что случилось, да? Искать надо будет. Вот смотрите, в 2011 году туда итальянский такой камевояжер приехал такой за Палестину болеющий. И что они с ним сделали? Они его оттрахали и убили. Вот тебе и демократия. Кефир. Давно Я пора. немного спустил женщину. Я просто, как бы я говорил, ну, как намекал. Не, она прикольная, просто под настроением слегка. Ну, эмоции, наверное. Мы же не живем с этими. Там не эмоции, там немножко градуса, как бы, да, неважно. Опять же, в конце концов, что получается, да, Хубал? Что подстраивают кто-то построил все это под себя. Вот как он жил, как бы, да, и себя в чем-то еще отмазывал, да, вот меня можно еще в чем-то отмазать, как бы, и так далее. Лазик, это не кто-то, а это на протяжении веков вот эти халифы, они как раз таки один задний, другой там передний приводный, другой там с маленькими, третий еще что-то, вот так вот это. Там не за один этап это. Поэтому все вот эти противоречия там. Этот вот такой был, другой был. И каждый раз подстраивали под каждого. У Мухаммеда выбор был большой, И это что маленькие называется? мальчики И были, это называется и хадисы, рабыни правильно были. я так понимаю? Это все, Лазик. это хадисы. У Мухаммора же были и мальчики маленькие, рабы там, и были... Я не вхожу в мухоморы, братан, я не вхожу в мухомор, не в мухоморы. У тебя, получается, все, что они делали, как прописывали, трактовали как под себя. Не, я про это говорю. Была У него когда было основа, на как разный, бы, да. Смотри, у него на разный вкус были, как бы там 13 этих, или 11 там было, женщин разных, там были и рабыни, были там и беззубые, были там и дети там маленькие, там были, короче, все любой там, любая палитра, как бы, да, начиная с Мухомора, все там было у него на выбор. По всей, вот как я говорю, по всей видимости, на протяжении веков, как вот приходил каждый Бен Салман там какой-то, там каждый раз это подстраивалось. И один мальчиков любил, других девочек, другой еще что-то, верблюдов там. Вот так вот. Аккуратно. Ибрагим, ты этот слышал Костецкого, когда он зачитывает эти вопросы и отвечает на них? Там, короче, это давно было, я уже забыл, как, ну, смысл был такой, что ему какой-то написал, короче, говорит, меня, говорит, постоянно тянет, говорит, я не знаю, что с этим делать. Да, он это зачитывает.
Не, ему, кстати, такие самые мощные, самые такие, я не знаю, лобовые вопросы задают, и он их отвечает на них, прикинь? Да, да, иногда мне кажется, что искусственный интеллект, Ибрагим. Потому что нормальный человек, как бы, нормальный человек, не важно, кем бы там нахуй не был. Нормальный человек, как бы, не будет это зачитывать, как бы, вот эту херню нести то, что этот придурок несет. Не, он так с таким серьезным видом еще зачитывает это, типа, там... Не, ну со первого, мне кажется, там ну то, что там якобы там, если там тебе там, ну там ты нечаянно как бы там взял и в рот дал там своей супруге. Кстати, вот недавно смотрел эту тему. Халяльный, это не халяльный такой. Аккуратно, друзья. Он с таким серьезным лицом, типа, нужно, типа, там, я не помню, ну, смысл такой, что нужно шайтанщиков своих подавлять, короче, и надо этот, ну, что-то такое, короче, ответил. Ну а что, кстати, это признак того, что человек абсолютно как бы как есть, так и говорит, не стесняясь, не давая назад. Жалко, что вот как Вендетта здесь вот челлендж такой на вызов кидает, настоящим вот таким. Жалко, что вот мало такие попадается. И представьте себе, вот даже от него вот это настолько абсурдно как бы кажется, да? А представь себе, вот такие же темы, они в то время именно и обсуждались о месячных, там, я не знаю, ну, эти же хадисы, они же, их полно просто. И вот представьте себе, вот с таким умным лицом эти люди вот тогда все это обсуждали. Ну, это нормально вообще или ненормально, как бы вопрос такой. Ну вообще, да, что такое происходит с людьми, когда, что люди так живут, это нормально? Иншалла, машалла, и этот... И заходят как бы через черный ход. Все, короче, длинные какие-то вопросы, да, вот они к текстам залетают постоянно. Чисто по ним он как бы работать начинает. Вот такой серьезный сидит, как да, бы. Ольга, да, Ольга Машалла, пишет... Вот... Машалла, брат такой, и начинает отвечать, да, я сколько смотрел его, пипец вообще. У меня такой вопрос, Ольга мне на этот вопрос натолкнула. Если, например, такой мусульманин, там, салафит, его, например, вот то, что напишет, халяльный белок, у него этот белок халяльный получается, да? Вот я тоже об этом думаю. Халяльный или не халяльный? Ольга, что прошу, вы посоветуете? Нецензурную эту самую контролировать. Просьба. А что нецензурного? Я что, халяльный? Халяль это не цензура. Белок это тоже не цензура. Я говорю, халяльный белок это цензура? Мы не стопроцентные, поэтому у нас как бы халяльный. А вы же не евреи, правильно? А да я только еврей, когда я спрашиваю, халяльный или не халяльный, блин? Ее помать. Оля, я сионист. Я сионист. А я еще, Лазик, еще хуже тебя. Я тоже хуже меня в ТикТоке нет. Халяльное и все прочее. Кошерное и бадацное. Ольга, я мусульманин, сионист. Ой. Да, но это хуже, чем я. Это хуже, чем я. Да, Барух Хашем. Самое интересное, знаете что? Вот когда говоришь, я там соблюдаю кашру, там я соблюдаю бадац, самая высшая мерка у нас в Израиле, да, бадац? Нет у нас самой высшей мерки бадаться, не бадаться. Есть какие-то разные там, ну, кашрут, тот кушает такое, летает кушает, сфарадим кушает такое и так далее. Лазик, смотри, у меня... Доверяет, получается, своим раввинам, как бы, все такое. Да. Которые, смотрят за этим.
И тут вопрос возникает. Кому ты вообще доверяешь? А халяль белок. Халяль, белок. Все, Оля, доверяйте. Так потом здоровье. Если вам это белок, как бы, и халяль, и все нормально, как бы, да, продолжайте. Ой, ты, боже мой. Ой, сейчас умру от смеху. Не, ну, как бы, вот, честно скажу, сейчас здесь все мужчины сидят, понимаю, кавказские, восточные, там, то есть, вот. Между нами девочками говорят. Мы между нами девочками говорим. Вот кто там, типа, белок употреблял, сами, да поймите, что, типа, там говорят, для чего? Я говорю, как для чего? Для жизни. Ольга, это чисто исламский стрим, и вот я тоже сейчас хочу стать мусульманином, как бы, да. Я думаю, вам здесь не место, потому что вы любите белок халяльный. Нет, они тоже любят, как бы, но вы с другой стороны. Ой, ты, боже мой. Я имею в виду, как бы, да, вот именно вот, кто именно конкретно по шариату живет, как бы, есть такие, что очень сильно его любят, как бы, вот мы эту тему сейчас обсуждаем, но это обсуждаем между нами, мужчинами. А ты любишь конфеты цитрон? Мы тут это самое уже начали цензурить мочу верблюда, а вы вообще еще... Не, мы об этом вообще не говорили. Как вы, Халила, ты что? Вы уже на следующий уровень нас хотите перекинуть. Мы и так, короче, здесь. А вот есть такие шоколадные конфеты с цитроновой начинкой. Вы любите их? Да. Я вообще сладкое не люблю. А? Я сладкое не люблю, Оля. Почему? Ну, не люблю, так получилось. Вот, ты мой человек, я тоже не люблю. Не обязательно ваш человек, как бы, да. Не-не-не, я не в том смысле. Не любишь, так не любишь. Спасибо Вот большое. это птичье молоко, это какие птицы его дают? Голуби дают. Голуби летают над нашей крышей. Доят, что ли, их или что, как это? Не, у них там сиськи сами текут. Аккуратнее. Кстати, голуби считаются кошерными. Да, но мы их не кушаем. Давайте я Потому что у вам нас- лучше Владик, прочитаю потому что у про... нас их мало. Плюс план. Нормальные голуби у нас, как бы, мы просто их не кушаем. Ну, да. Ну, вообще кошерный. Ну, А если почему вдруг кролик не есть быть кошерный? нечего, Я как бы. никак не- Вот скажите мне, исламе кефир. почему кролик не кошерный? Один момент. В исламе кефир, он халяльный, если кто не знает. Да. Не, реально, если нет нечего есть, то можно кефира схавать. Давайте вам... Это кисломолочный продукт типа того, что ли? Да, так. Кисломолочный, самый натуральный. Ну, давайте я вам лучше про халяльный продукт этот прочитаю, который в рай, если ты как бы ты его употребишь, в рай попадаешь. Интересный такой эпизод. Ты здесь, Пармат? Да. Вот гадость Чтобы с какая. голоду не сдохнуть. Чтобы с голоду не сдохнуть. Кефира же можно схавать? Да, конечно. Жену даже можно, собственную жену даже можно съесть, чтобы выжить. Мусульманин, муджахиду. Ты серьезно, что ли? Конечно, Да. это имущество. Давайте, да, я на эту тему прочитаю про халяльный продукт. У пророка Мухаммеда была небольшая деревянная чаша, сосуд, который он держал под кроватью, чтобы справлять туда малую нужду по ночам. Однажды ночью Айман проснулась от сильной жажды, в темноте она ощущала этот сосуд под кроватью и, не разобравшись, что в нем находится, выпила содержимое.
Утром Мухаммед попросил Айман выплеснуть то, что было в чаше. Она призналась, что ночью испытывала сильную жажду и выпила все до дна. Согласно преданиям, пророк рассмеялся, в некоторых версиях просто улыбнулся, сказал ей: «Твой живот никогда не будет болеть». В других версиях огонь ада никогда не коснется твоего живота. Астафирулlah, астафирулlah. Осуждаем насилие ЛГБТшного плана. Осуждаем. Клиент созрел. Астафирулlah, астафирулlah. Извините, Он ол что дох что он эл дишли. Ничего не поняла. Можно вопрос задать? Sen hachan hala dokos. Hachan hala. Ele da ezduc. Milamu ya. Dealer dert zaten çıktı. Сказано, если если в хадисе сказано, что пророк ходил на горшок, Смотри, если в хадисе сказано, что пророк по ночам ходил в горшок, а потом женщины это выпивали после него. Пророк горшок, представь, аял умеет, что юче, Хасан газ мою, что представь, Büyüsün горшок чулился, кутаги вообще. Вообще хиячи, что юче. Само слово горшок. Тут прямо руки. Тут прямо из-за маешь бюсан горшок чищать. Юша, такое сайбош, да, тиши. Да, представь, рассказывают, там нам рассказывают про пророка, который на горшок ходит по ночам. Еще представь, это у чеченцев, если такую хренотень нам это рассказывают, он во дворе где-то туалет делают, да, даже в доме у нас туалеты редко бывают, чтобы подать. Играем. Это у нас как бы, вот даже в гости кто-то придет, там, ты не даешь знать, что ты там куда-то пошел, да, во двор, и даже ребенку кувшин там кто-то отдает, говорит, вон туда отнеси, чтобы люди не видели, как ты даже с кувшином туда идешь. А тут, блин, сыт, короче, в горшок, я извиняюсь, какой-то чувак, и его нам пророком делают. И потом еще выпили после этого его Да, и они еще... И какой-то говнюк заходит и говорит, короче, а ты не мужчина. А твое вот это дерьмо, которое там рассказывают, вот это не мужчина. Дебил. Они еще на кон поставили как бы по шариату, типа, начинает рассказывать и учить их, как 3 камнями пользоваться, чтобы жопу вытирать. Это вообще, это что-то. Это вообще, это, я не знаю даже, это как в 21 веке можно учить жопу камнем вытирать. Это халяльная история. Давайте я вам дочитаю комментарии по этой теме. Давай. Да. Это называется, исламский комментатор, это называют намеренный поиск благодати, табарух. Многие исламские комментаторы и проповедники обращают внимание на контекст. Этот деревянный сосуд находился под кроватью пророка и был хорошо знаком его домочадам.
Сторонники версии она знала, аргументируют это тем, что женщина не могла не понимать, из чего она пьет. Согласно этой трактовке, она делала это намеренно ради получения благословения бараката от пророка. То, что утром она не выказывала отвращения и спокойно призналась в содеянном, часто приводится как доказательство того, что был осознанный акт, продиктованный безграничной любовью и особым отношением к телесной чистоте пророка. Тут еще есть вторая тема с кровью. Очень часто этот эпизод в памяти верующих накладывается на другую похожую историю, где жидкость была выпита совершенно точно намеренно и осознанно. Речь идет о сподвижнике по имени Абдуллах ибн Аз-Зубайр. Когда пророку Мухаммеду сделали лечебное кровопускание, хиджаму, он передал сосуд со своей кровью юному Абдуллаху и велел унести и спрятать ее так, чтобы никто не нашел. Подразумевалось, что нужно закопать. Абдуллах ушел и намеренно выпил ее, желая, чтобы кровь пророка смешалась с его собственной, чтобы он курайшитом, видимо, стал. Когда он вернулся, Мухаммед спросил, где кровь. Абдуллах ответил: я поместил ее в самое скрытое и надежное место, где ее никто не найдет. Поняв, что произошло, пророк не стал его ругать, а произнес, согласно преданиям, что огонь ада не коснется того, чья кровь смешалась с его кровью. Вот идиоты, а. Подождите, это как, когда мешается? Вот у камер латиньо. Кровь, да, дамедж, кровь и мула, вообще, можешь быть там, что у них в черепах было. Как кровь может мешаться, если ты ее в желудок закинул? Алло, 29. Ну, это, я, насколько понимаю, халяльный способ курайшитом стать. Смотри, прочитай еще раз, можешь про горшок прочитать, вот, чтобы чеченцы услышали. Алло, там, просто включите вот это режим, я не знаю, какого-то анализатора, да? Проанализируйте вот этот вот хадис про горшок, ну, про сосуд, да? Просто послушайте и сами подумайте, вот, про кого там рассказывают в вашем понимании. Какой там режим, Ибрahim? Там нитка натянутая в башке. У пророка Мухаммеда была небольшая деревянная чаша. Включите. Да, у пророка Мухаммеда была деревянная чаша, сосуд, который он держал под кроватью, чтобы справлять туда малую нужду по ночам. Однажды ночью Айман проснулась от сильной жажды. В темноте она нащупала этот сосуд под кроватью и, не разобравшись, что в нем находится, выпила содержимое. Утром Мухаммед попросил Айман выплеснуть то, что... Она была то ли воспитательницей, то ли была... Она была его наложницей. Наложницей. Не, я расскажу. У него спит, там, нащупывает что-то. Сейчас мы дойдем, сейчас зачитаю. Утром Мухаммед попросил Айман выплеснуть то, что было в чаше. Она призналась, что ночью испытывала сильную жажду и выпила все до дна. Согласно преданиям, пророк рассмеялся. В некоторых версиях до десен рассмеялся, в некоторых просто улыбнулся и сказал, да, что у него десны вылезли, короче. И сказал ей, твой живот никогда не будет болеть. В некоторых версиях огонь ада никогда не коснется твоего живота. Смотрите, вот, просто подумайте, вот, чувак, да, ходит дома на горшок. Вот представь, у них какая вонь там стоит, да, в доме, где он живет. Потом женщина какая-то где-то щупает. Идет и пьет это все, фу, гадость. Да, горшок достает, его это пьет. Я не знаю, нормальный человек сдох бы от стыда, если взяла бы его, мочу выпила, блядь, как. Вообще не знала бы, что на горшок там ходит где-то. Вообще, это вот чмо, последнее, конченое, какое-то опущенное чмо здесь. Рассказывают, эти сидят, алла кёльчу. Мужчина яц, ты не мужчина, а он яц. Туда-сюда, дебилы.
Всех Ой, приветствую. Господи! Да, привет. Ибраим, так есть же еще хадис, в котором пророк Мухаммед также плевал в воду с сосудом, в котором была вода, и давал выпивать, как бы считалось, что его там слюна А мы сейчас к какая-то этому дойдем. Настя. божественно исцеляла, что когда к нему слепого человека привели, он ему в глаза плюнул, и тот начал видеть. Прозрел, да? Да, Да, он мы же дойдем. получается, Прозрел. он же Они, получается. Я они знаете, почему натирались. думаю, почему он прозрел питом? Потому что ему мочой в глаза Не-не-не, плюнули. там не о моче идет речь, там шла речь о слюне, то, что также были моменты, когда Да ему не давали важно. сосуд с водой. Какая разница? Не, ну как не важно, Да, как бы здесь идет я бы хотел бы... Давайте мы... Да, Плюнул Ибрагим... или описал? Какая Нет, разница? нет, а вот еще момент. Почему женщины ночью выходили исправлять свою нужду куда-то на улицу, там чуть не на кладбище какое-то, а пророк это делал дома в сосуд, и после этого его супруга нашла этот Это не сосуд. супруга, это не супруга. Это Я вот сейчас про это наложница хочу была. прочитать. Нет, Не это наложница, я очень сейчас прочитаю. Подождите, Да, это правильная тема. То есть я женщины... про это хочу. Женщины, да, должны были выходить. Я хочу про это Да, женщины же выходили, они же были как бы не покрыты тоже, и потом же тоже был спослан аят, чтобы женщины Да. покрывались. Кто покрытый, тот шалава. Почему Анастасия, женщины... давайте не прыгать с темы на тему. Мы сейчас дойдем до этих тем. Мы Всё, узнаем, хорошо, всё, да, слушаю. кем эта Хорошо, женщина была, хорошо. которая мочу этот халяльную выпила. Все, слушаю, Так. хорошо. Кем она была для Мухаммеда? Няня и вторая мать. Барака была эфиопской невольницей, доставшейся Мухаммеду в наследство от его отца Абдуллаха, который умер еще до рождения сына. Когда Мухаммеду было 6 лет, умерла его мать Амина. Именно Барака находилась рядом с мальчиком в момент смерти матери. Привезла его обратно в Мекку и взяла на себя всю заботу о нем. Свобода. Она была рядом с ним все его детство и юность. Когда Мухаммед женился на Хадидже, он даровал Айман свободу. Пророк испытывал к ней глубочайшую привязанность. Он часто говорил о ней: «Она моя мать». После моей матери, а также назвал ее остатком моей семьи. Она была единственным человеком, который знал его от самого рождения до самой смерти. Возраст и разница в годах. Точный год рождения Айман неизвестен, но историческая хронология позволяет понять разницу в возрасте между ней и пророком Изейдом. Разница с Мухаммедом, поскольку она была взрослой девушкой или женщиной, Около 30 лет. Да, прислуживая родителям пророка, на момент его рождения в 570 году она была старше Мухаммеда как минимум на 15-20 лет. Разница с Зейдом. Зейд ибн Хариса, ставший впоследствии приемным сыном пророка, родился примерно в 581 году, то есть он был младше Мухаммеда лет на 10. Разница между супругами. Таким образом, Айман была старше своего мужа Зейда примерно на 25-30 лет, возможно, даже больше. Моча тут сыграла большую роль, я насколько понял. Ко времени их брака она была уже пожилой женщиной в почтенном возрасте. Как состоялся ее брак с Зейдом ибн Харисой? До брака с Зейдом Айман уже была замужем за человеком по имени Убайд. В том браке она родила сына Аймана, отсюда ее кунья Айман, то есть мать Аймана. Когда ее первый муж погиб, она осталась вдовой. Их брак с Зейдом ибн Харисой устроил сам пророк Мухаммед. Призыв пророка. Однажды Мухаммед, желая устроить судьбу женщины, которая вырастила его, обратился к своим сподвижникам со словами: тот, кого обрадует женитьба на женщине из числа... Один момент. Сейчас это Махкнан тоже зовут Аймане. Совпадение? Не думаю. Так она с Зейдом? Да, я к этому веду. Да. Тот, кого обрадует женитьба на женщине из числа обитателей рая, пусть женится на Айман. Отклик Зейда. Зейд ибн Хариса, который сам в прошлом был рабом, был усыновлен Мухаммедом и безмерно любил его, сразу же откликнулся на этот призыв. Его совершенно не смутило, что Айман не отличалась красотой, имела другой цвет кожи, годилась ему в матери. Он женился на ней из глубокого уважения и любви к пророку, а также желая получить...
Это, думаю, Это, уже ложь. Это уже ну, придумали. я тоже так думаю. Ведь это же... вот это ты лучше расскажи, Прометей, как его развели сперва там, вот эту историю. А после этого, да, это же происходило? После его развода с сестрой Мухаммеда. Ну да, известно, что он ее выдал замуж за него. Но вот эти подробности, что типа он сам женился, я думаю, это ложь. Чтобы скрыть вот это, что сделал Мухаммед, отобрал у него жену, молодую себе взял, а за него выдал замуж свою бывшую няньку и служанку, которая выпила его мочу, блин. И чтобы как-то эту историю сгладить, придумали, что он сам женился на ней. И он что, придурком был каким-то? Непонятно. Армат лет на 40 старше же была, по-моему, или меньше? Ну, неизвестно, как минимум на 25. Как минимум. Потому что, когда Мухаммед родился, она была служанкой его родителей. То есть она не могла быть младше 15 лет. Это как надо было ненавидеть вот этого своего приемного сына? Зайда, да. А потом он его еще и на джихад отправил, где он сдох. Побыстрее, короче. Да, бедолага. Реально жалко парня. Да, вы врете, неправду говорите, обманываете вы людей. Хадисы это придуманная неправда. А Зайнеп это была красавица, Прометей? Вот эта сестра Мухаммеда, на которой... Наверное, да. Раз Мухаммеду понравилось там. Благословен Аллах, поворачивающий сердца. Я не согласен, что он недостоверный хадис. Запретная такая любовь, если еще и красавица. Да. Мухаммеду насчет этого пришел целый аят. Про намаз-то вообще ни одного аята нету в целом Коране, а про вот то, что как он насильно против воли вот той же Зейнаб выдал ее, 33 сура, 36 аят, в котором полностью тафсира разъясняется, что прямо Зейнаб говорила, что он не хочет за этого Аллаха выходить, который был рабом. То есть довольно опущенного. Он нет, этот из кармана аят достал, сказал, алло, 29-й, Аллах все уже там на небесах решил, на 7-м небе. Хлеборезку закрыла, давай, короче. А потом отобрал. 33-й сура, 37-й аят. Да. Он же не был курайшонком. Он же тем более не хашемитом. Она же была вроде хашемиткой, курайшиткой. Видимо... Он усыновил же его, как бы. Ну, как бы это же не кровь, не курайшитская же туда не переливается. Видишь, тут даже старались, там, я не знаю, кровь пили, прятали. Переливается, если выпить кровь Мухаммада. Если по версии Мухаммада же. Сейчас я открою тему с жидкостями мухомора. Тоже интересная тема. Я так понимаю, у нас официально, как это называется, нагба или когда проповедь зачитывают? Хутба. У нас же сейчас
Худба, вот, худба. После Рузбана обычно Гушбан намечался. Рус Даданович, Олуш Мечахет, всегда. Рус Даданович, Олуш Мечахет, там телефона не было. Точку, короче, вместо локации, короче, сразу перед Рузбаном, уже где Гушбан будет, уже сходку, короче, стрелку назначили. Вот так было. После Рузбана Гушбан. Да, я хотел бы рассказать про халяльную слюну. Есть хадис, где сам пророк смешивал свою слюну с пылью, землей. И что, сейчас, секундочку. Это И читал, пророк, да, пророк в сосуд, Не, где это готовить другое. еду, чтобы ее побольше сделать. Фу, плевать сейчас. Не, дай, подожди секунду. С Он, именем... знаешь, там несколько тысяч, там, не знаю, сколько сотен, там он их людей накормил, и говорит, всем хватило. Просто люди из-за боязни просто чутка кушали, а так они же видят, что он туда плюется. И всем хватило, короче. Конечно, хватит, это везде плевался, фу, сейчас это тоже, короче. И все это знали, что он плюется, поэтому не кушали. Да, я на худбе выступлю, секундочку. С именем Аллаха, земля нашей земли и слюна одного из нас исцелит нашего больного и по дозволению нашего Господа. Это получается, слюна – это халяльный продукт. С точки, да, с точки зрения ислама, его слюна и тело считались чистыми и благословенными, поэтому такие действия сподвижников не считалось чем-то странным и запретным. Сейчас, секундочку. Найду сейчас про другие жидкости. Пока вы ищете, можно кое-что Тормозную сказать? Да. жидкость что-нибудь есть? Чего вы меня сбрасываете? Про битву ничего нету там, про битву, про войн. Что-нибудь. Как он доблестно воевал, одевал 2 кольчуги. Ну и что, картошка помогла? Не, представь, вот эти труболеты, вот им рассказывают, слушают, заходят. Матагецо, анен хунядин, аден хунядин. Ну, вы не сюда должны материться, вон, соберите всю иджмоу, я тоже добавляюсь с вами туда, и коллективно им полностью папу, маму их, короче, пошлите там в одно место. Я тоже полностью свой голос, если надо, подпись, если надо, лично присутствовать там буду. Давайте, короче, какую-нибудь там демонстрацию, что-то сделайте и полностью весь этот исламский мир, да, за эти хадисы этого Албани, который там, албанец там какой-то, сказал, что это все достоверно, это все хренотень. Пожалуйста, я тоже присоединяюсь. От меня еще Интересно. 10-кратно, короче, всем им Ибраим, посылаю. им не предъявляет бедуинам, да, что интересно. Вот. Действительно, правильно ты говоришь. Не, самое интересное, они бегут оттуда, где был шариат. Вот самое интересное, почему они хотят в этой стране сделать тоже шариат? Оттуда, откуда они убежали. Что за хрень такая?
Я худбу продолжу. В исламской традиции... Худба честно. В исламской традиции, по хадисам и Сахих Бухари, и Сахих Муслим, слюна и пот пророка Мухаммеда действительно считались носителями бараката, благословения особой благодати от Аллаха. Сподвижники и близкие собирали их, натирали на лицо, кожу, смешивали с духами и использовали для исцеления или как источник благословения. Это часть практики табарука, поиск благодати через следы пророка, волосы, вода после омовения, одежда и так далее. Считал, что Аллах наделил тело пророка уникальной святостью, поэтому даже выделения из него несут пользу. Вот пророка. Да. Ты, который Бухари выкинул 600 тысяч вот этих хадисов, в них 100% мы бы нашли, как вот муджахиды дерутся за кал пророка, вот, за фугас, там друг друга зубы выбивают. Не, между прочим, вот которые эти выкинули, эти, может, и нормальные были, поэтому выкинули. Можно Они худбе вопрос задать? традиции свои там специально выкинули. Как сегодня у нас имена пропадают вот так. Чеченские Да. имена пропадают. Наш Человек закончит и задам. менталитет. Давай вы говорите. Да, вот у меня такой вопрос, короче, хутба. Как ты думаешь, почему вот ты европейскую карту, наверное, можешь представить, да, и можешь посмотреть, да, как бы и то, и другое. Вот на европейской карте ты увидишь, в общем, что в центре Европы по соседству с Италией, с Хорватией, со Словенией находятся 3 государства, которые абсолютно неразвитые, абсолютно не похожи на своих соседей. Это Албания, Босния и Косово. Почему именно эти 3 мусульманские страны не развиты и не дотягивают даже близко, короче, к своим соседям, хоть и находятся в центре Европы? Мы же читаем, что как бы на хутбе мы ищем причины, вот, касающиеся вот этих всех феноменов недоразвитости. Аузубля не хочу говорить дальше. Сейчас прочитаю лучше про другое. Самый известный пример — это Сахих Муслим 23:31, глава о благоухании пота пророка и табаруки через него. Анас ибн Малик передает: пророк приходил в их дом к Сулейм, ложился спать и сильно потел. Мать Анаса, Сулейм, приносила бутылочку и собирала пот в нее. Когда пророк проснулся и спросил: Сулейм, что ты делаешь? Она ответила примерно так: это твой пот. Мы смешиваем его с нашими духами, и он становится самым благоухающим и благовонием. В параллельных риваятах добавляется: мы ищем через него баракат для наших детей. Пророк одобрил: ты правильно делаешь. В других хадисах описывается, что пот пророка был похож на жемчужинные капли и пах лучше мускуса. Сподвижники говорили, что никогда не чувствовали более приятного аромата, чем его пот. Сулейм и по некоторым ревиятам другие собирали его специально для благовония и благословения. Слюна и мокрот флегмом. Сахих Бухари. В длинных хадисах о договоре Худайби через Урву ибн Масуда, наблюдателя Курайшита, который потом рассказывал своим. Урва, вернувшись к Курайшитам, сказал, примерный перевод: «Клянусь Аллахом,
Я не видел царя, чьи сподвижники так уважали бы его, как сподвижники Мухаммеда уважают его. Клянусь Алляхом, когда он сплевывает или Вы что, вы смеетесь? Вот надо, вот отхаркивает. нету этот, слышишь? Худбу, который делает, замечание делает, ты должен ее, чтобы человек слезу пустил с грустью, а вы здесь вот так там анекдоты превращаете, ее надо преподносить, нашить, ставить сзади, нашить, Да, чтобы ты прав. всё. Ты прав. Клянусь Аллахом, я не видел царя, чьи сподвижники так уважали бы его, как сподвижники Мухаммеда уважают его. Клянусь Аллахом, когда он сплевывает или отхаркивает, это попадает в ладонь одного из них. Блин, я не могу. Я тоже. Чё, ну-ка, повтори. Полнейший. Ой, сейчас, секунду, подождите. Блин. Давай. Он говорит, что клянусь Аллахом, когда он сплевывает или отхаркивает, это попадает в ладонь одного из них, и тот растирает слюну мокроту по своему лицу и коже. Если он отдает приказ, они спешат выполнить. Если он совершает омовение, они борются за остатки воды. Это хадис или что это? Да, это, короче, Бухари. Это в длинном хадисе о договоре в Худайбии через Урву ибн Масуда, короче. Наблюдателя Курайшита, который потом рассказывал своим. Вот. Короче... да? Сподвижники буквально ловили слюну мокроту и натирали ею лицо и тело из-за бараката. Они также дрались за воду после омовения пророка, чтобы натереть ею себя. Ботокс. Ботокс в современном мире ботокс называется. Да. Блин. Ой. Ёпа мать, а, господи. Я аж прослезился на этой худбе. Короче, больше никто. خطبه صدیق خدمت ها برگا خط ادام بالش صدیق Я не пойму, смотри. Вот это вот, то, что сейчас ты рассказал, никто больше своего царя вот так не уважал, да? Да, они дрались за его слюну мокроту. Не успевал он ее, короче, выпустить. Они сразу, короче, ловили это. Я могу перечитать. Сейчас, секундочку. Икса, не надо. Там противно все. Ой. Да, клянусь Аллахом, я не видел царя, чьи сподвижники так уважали бы его, как сподвижники Мухаммеда уважали его. Клянусь Аллахом, когда он сплевывает или отхаркивает, это попадает в ладонь одного из них, и тот растирает слюну мокроту по своему лицу и коже. Если он отдает приказ, они... Окей, понял. Да. Нормально. Да, тут... Думал, они это самое, когда проголодаются или жажда у них, вот тогда. А тут, оказывается, в знак уважения, ну тогда нормально. Да, это баракат. Не, я вообще не понимаю, как можно додуматься так вот писать. О чем он вообще думал? Гость, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Ну, чего? Комон? Приветствую. Да, мула. Нох чуй, кричат из зала. Да, мула. Алло, Хозяин. Как вы к Тимуру Муцураеву относитесь? Один момент, не перебивайте. Хашуну. Минимум
провокаторы, которые 100%, клянусь тебе, ненавидят ислам, ненавидят войнахов, работают на сионистов, 100% сидят. Минимум 3 человека. Вот эта собака, у которой уж рожа собаки, уж мусхан могу Ты кузать, просто, гадать не ты надо. просто, смотри, Вот оттуда тут не идет. просто Я ему работаешь написал, на сионистов. У тебя он интернет недопонял. Тут не Я его просто уже Не, помню. понял. Не, сионистов, ногти, тут сами ногти. сионисты. Алло. Подождите. Задайте ему вопрос. Кто Серега, такие сионисты? ты щербак, клянусь тебе, езби, блядь. Есть пидорасы, Блякать, уехали воде, туда, в блякать, Европу, алло, там алло, купили, залезли с этой модой блякать, собачьей. Мода собачья же, видишь? С этой блякать, модой воде, ох того, ох сагно. Кто такие сионисты? Задайте ему вопрос. Хрен ответит. Это провокатор на нашу хутбу залетел. Ваш брат Ахдычура, Кичуатсу. Худубаха, нормально, юк и кыш, лишь садиш, цакыш, хадица. Хуца, хил, хуца, жали, бетоса, ичмо. Само милор переводы гересу, эльчу. Хай Швейцар единственно блякать беш, ирсун, бехарду, цадар. Ну, хайла. Перевод есть, я тебе говорю. استغفر الله Куда? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أخي оранчу аяту скверное слово. Они сидят и провоцируют здесь. Против ислама, против войнахов. Одно сквернословие Аллах в Коране говорит, отдаляет на 70 лет от своего борделя с большегрудыми путанессами и мальчиками безволосыми, 1000 штук, которые вам будут подносить вино в вашем борделе. Почему вы слово Аллаха вот этим словом не подтираетесь там, где ваш пророк подтирался камнями хотя бы? Алло. Алло. Oran hoqshmadatsas, yo. Her şey Allah sana hoqshwa uyuş. Her şey peymer boşnir. Sana hoqshiyuş. Ne uyuş. Ne değişiyor boş. Сквернословие, хадис, пророк сказал 5973 поношение собственных родителей санхум дуэлла не наной даешь хаябар. Один из тягчайших грехов после ширка, многобожия. 5973 Буари душун 90 Сахih Муслим душун. Что вообще цатаг я еще дин ты хват ёшик. Цатаг гунца ёлшин ёа. Куз уже между кел хадилен. Хи уже такое ограничено. Тут шлухтига ламазыч между говорит. Я его вспомнил. Привет. Этот чувак мне писал ни с того ни с сего Free Palestine, короче, написал мне. Я вспомнил, да. Да, вот этот, который зашел, Агала, уй, ты ингуш? Агай швой, брат, хай швой, сохазем. Который сейчас говорил про сионистов. Ты ингуш, Агала, уй? Его Купер зовут, Ибрагим. Купер, Купер. Хазма Хазон, Сохази, ты слышишь меня? Это он пишет? يا الله ابن الله وعازب كيكشني نبو Да, он мне написал Free Palestine. Купер, вот смотри, ты ингуш, да? Тебе можно по-русски, под евреями жить в
в России, да, под русским халифом Путиным, ты вообще себя абсолютно прекрасно чувствуешь, прекрасным мусульманином. Почему палестинцы не могут жить точно так же, как ты, под кафирами, под ягудами, будучи внутренним делом Израиля? Зачем вы их подстрекаете, я не пойму. Или ты что, за независимость там, за какое-то ингушское государство тоже там борешься? Можешь объяснить, Куфер или Купер, кто ты там? Кефир. Сейчас с кураторами разговаривают, там 6 скорости, а лет он айч, хадиш, лежит, хуал бесаться. Когда вернется, дайте знать, чтобы просто поговорить с ним. ايش المسألة عتوش أين أروح شوية دايش قمع منتدت يا قدينا تكو طلع سونم جوش موي طلع حركنا الميكروفون إتعت كلكي تدون نرمالنا حالتي بيشتغل قالوا جو ابوي خمشيتن خوخي بايمر تسنلو شويه هذا خوخي بايمر تسنلو وي از بسوني تير он включил. Гость, ты меня поправил. Хорошо поправил. У меня микрофон был не включенный. Ты меня поправил. Вот эти здесь чуваки сидят, это явно прям видно, что они, как тебе сказать, они ненавидят ислам, ненавидят пророка, несут грязь. Их здесь, я тебе скажу, штуки 3-4 постоянно не тасуются. Вот это она самая первая. قال له الخارج دك بيتش وولشن Скорее всего, Купер, у меня вопрос. Я что-нибудь от себя добавил, когда читал? Я же читаю ваши хроники. Вашу религию читаю, как бы, очень интересно. Я от нее много, как бы, эмоций получаю, когда ее читаю. Я не знаю, что ли. Ты сам приехал из Чечни, сидишь в Европе, теперь пиздишь вашу религию. Собака, вот этот усатый ваш тоже друг, который все хает, блядь. وهنا شو سابردين كوبر سابردين Гость, свободец. Куфер, он, во-первых, не из Чечни уехал, он карачаевец, из Карачаева, там Черкесии. Смотри, ты ингуш, Купер. Алга уйо. Хозинс. Ащада, бля, интернету, фудет. Микрофон этот не умеет включать и выключать. Пользуясь случаем, Включи микрофон, включи Куфер. приветствую Бога. На чеченском. Маршал. Свободе, маршал. Давай. Куфер. Халател микрофон. рисковать Деандона кухе. Все, вроде включен. Брат, алга, мауи. Рисковать? С кем? С тобой, что ли? Нет, это ты рискуешь со мной, товарищ. У него все равно интернет какой-то глючиной. Там у вас в Мухосранске, если ты еще слышишь, да, я тебя опустил. Там у вас в Мухосранске, вот где ты живешь, ни интернета, ничего нету. Вы там сидите, это все хаваете полностью. Свой вот этот мухосранский интернет там, который глючиной, да, даже нормально там, интернет, ничего у вас нету. Приходится какие-то VPN вам включать, какие-то вот эти и танцы с бубнами устраивать там. Вы вот этим всем там сидите, занимаетесь, и при всем при этом он куда-то лезет, в Израиль, палестинцы какие-то, Free Palestine. На бутылке сами сидите, да, на русской водке вот это.
И сидите куда-то еще, и в Палестине, еще ты берешь, короче, отождествляешь, да, все, кто против мусульман и войнахов. То есть хочешь сказать, что если там про ислам кто-то говорит, значит это автоматом про войнахов. Алло, что просто леркшнуй в свои уши включите и чуть-чуть послушайте, вот что вам объясняют. Сейчас вот вам зачитали здесь кучу хадисов, да? Вот представь человек, которого вам называют пророком, которого у вас там, божественной какой-то святостью вам здесь под нос, да, его пихают. Просто посмотри, ночью на горшок ходит, да, потом у него служанка где-то у него под шконкой валяется там. Чё, не зуда елш, не калса гелш. Чужая женщина какая-то. Вы вот так спите, ингуши, чеченцы. У вас где-то под диваном, бля, женщина там лежит и горшок стоит, что ли. Вы что, долбанулись, что ли? Просто дай лашу квертан, дикячу, саду лашу. Шумачох кьерелла, чё вы все засали, я не пойму. Вы что, не слышите, что ли? Вам рассказывают сахих достоверные хадисы, предания пророка. Как он ходит на горшок дома ночью. Потом баба какая-то чужая еще под ним лежит, под диваном где-то. Это берет у него из-под дивана и выпивает. Вы что, долбанулись, что ли? Просто вы не можете анализ этому сделать всему. Да, им надо мокроту халяльную дать, чтобы они успокоились. Тут петушица у них вот это хватает, душка, петушиные угрозы делать террористические. А вот сказать, что вот это дерьмо, кишка тонка, понимаешь? Да, вот, балбос, это бусул, динца, я соблюдать даже. Да, там точка зашла на худбу. Да, в этом Мухасранске, там, под русскими, под кафирами. Куда-то лезут в пустыню, туда, куда-то, к арабам, к евреям. Фли Палестайн. Что вообще квертан, вы можете включить этот мозг хоть чуть-чуть? Просто хоть чуть-чуть, на 10% мозг, если, или что у вас там? Дерьмо, что ли, вместо мозга? Просто включи мозг. Ты живешь в Мухасранске, даже интернета у тебя там нету, да? Где-то тебя вон обсирают какие-то, у тебя наводнения, еще что-то, потом вообще клали на тебя, да, вот эти там государства образующие, вся вот эта система. Ты сидишь под этим, молчишь там, ровно дышишь, весь из себя мусульманин ты какой-то, и куда-то вы лезете вон туда, к евреям, в задницу. Free Palestine. Тебе нельзя, вам нельзя, вы, если мусульмане, вам под кафирами жить нельзя. Точно так же и палестинцам это предписано, только они там вы их драконите, вы там ваши всякие говнюки путинские, которые специалисты туда ездят, всякие ракеты им делают, в России туда перевозят, через Иран, через Северную Корею, через что угодно. Всякие туннели профессиональные делают там. Вы вот с этими, с вашими говнюками, которые российскими, русскими, хозяевами вашими, с ними вместе в унисон, просто их политику здесь гоните. Вообще дебил, шукшу, мозг халалатин. И мою цук афиршин, кела, аж мою шу, вы под кафирами живете. Вам нельзя, алло, куда вы в Палестину лезете? Если тебе можно под кафирами, оставь этих палестинцев. Не делайте так, чтобы их драконили и травили на евреев. Там маленькие дети, их драконят, и им вот так вот объясняют, что надо взрываться, надо там кого-то еще какие-то эти устраивать. Ты сам, если не устраиваешь там вот эти акции какие-то, да, там, вы сидите же, смирно там дышите, ровно. Вообще русские, там, ваши братья, Путин, он с Коранами вам приезжает, вы как бы полностью готовы под кафирским царем сидеть там и вообще не рыпаться.
Тут вы сидите, Палестайн, Малестайн, Палестайн, Малестайн. У вас что там вообще заело, что ли, в одном месте? У себя проблем, со своими проблемами разберитесь. Какой Палестайн? Поставьте этих Палестайн, они просто дебилы, объект для того, чтобы их использовали. Я вот лично, я жалею этих людей. Почему? Потому что с детского возраста им вкладывают вот это дерьмо в голову. Потом они идут, что-то там устраивают, потом 100%, вот когда 7 октября это было, 100%, вот то, что в ответку там произошло, лично я там дебил по Ближнему Востоку, который полный профан. Тем не менее, лично я вот это все предвидел, вот эту всю ответку. Почему? Потому что это нормальная реакция, когда тебе вот такое устраивают. Это абсолютно нормальная реакция. Зачистить там все и предотвратить в будущем, чтобы с тобой это не устраивали. Потом вы ходите, ноете Free Palestine, Free Palestine. Конечно, будет там Free Palestine и все будет, если там вот этими актами заниматься. Труболевочка, Free Palestine. У самих, Понимаешь, у них все культурами русскими где-то живут, вообще, если бы, Да. я не знаю, если бы как Израиль, эта русня была, оттуда бы даже никто не выходил, не пытался бы рыпаться. Вообще кончены. Мухосранск, где-то в этом Мухосранске живут там, да, и еще кафиры, маферы, там, ягуды, сионисты. Тебе нельзя под кафирами, труболет. Тебе нельзя, если ты про ислам говоришь, тебе нельзя жить под кафиром. 4,97, глаза, спички вставь в глаза, чтобы не закрывались. Открой хорошенько. Открой суру 4, 97 аят. 1000 раз перепрочитай ее. Ибраим, понимаешь, у них все хорошо, все благополучно устроено. Вот почему они не видят, они слепые, глухие. Вот что случается. Потом приводят людей и отталкивают чеченские. Просто стеснили всех, все чеченцев подвинули. Вот его землю отдай палестинцу, там всем. Всем раздают нашу землю нахрен. Как это так? Если ты откроешь эту подкладку ихнюю, пока у них все хорошо, да, пусть он будет работать, зарабатывать, у него все хорошо, прекрасно. Но подкладку мы же здесь показываем. Вот что вам подложили, ребята. Они этого не видят и не хотят. Нет, если ты чеченец, уйди с своей земли, отодвинься, давай, пусть тут будут жить, не знаю, русские, там, палестинцы, все национальности. Да куда вы вытесняете всех чеченцев из наших земель? Во-первых. Во-вторых, вам тут доказывают, показывают вашу подкладку. Почему? Потому что завтра же вас же то же самое будут использовать. И у вас же будут такие же законы, если ты не мусульманин, если ты не ислам. Тот же Палестиной ты будешь, тот же афганцем ты будешь, всем кем угодно. Это ваша подкладка. Тут вам... Путин, наш Владимир Владимирович, наш халиф, альхамдулилля, привез нам палестинцев. Вендетта, наш кофер зашел. Которые полностью спецоперацию провели в нападении, участвовали в нападении на Израиль, все подготовили. Они себастьянили оттуда и всех этих террористов привезли в Чечню и Ингушетию. Да, на весь мир. Видите, вот чеченцы и ингуши дебилы, террористов у себя приютили. Нет, Москву, Мухосранск.
не кто в серьезно, просто 2008 году? Кто в алло, 2008 году? целый городок Подожди, Киев, в 2008 году кто? целый городок Киев в Чечне, для них построили целый городок нахрен. Это целый городок, мебель, чуяка. Чеченцы сегодня скитаются по всему миру, по всей этой гребаной России, чтобы выжить. А этих мудаков притащили, этих террористов, на все готовые. شو يتسخوا اشدو شو نتسخع تسخع شو نعوني نزعوني تسخع تسخع ما تسخوش دك تسخعوا Оушдарцаром вот тут шлангом прикидываются. Куфер, зачем ты мне пишешь сообщение в личку? Мощный жихад делает, как зачем? Тахан, бесплатно же, дадут жила душ хотя бы. Кёрчо, хаец. Шон мэжик, что да. Это ну члача, он والله تنين هو كده وترجع تعرفين خشايا هون القوة من سبيع تاتوتك واتس والله هو قال إنسانيات يولش نخ بوشن تير شو قلت أول شاب ورشة تجيل شو قالش تار شون تير خشايا خن شون القوة مير بيتربو إنه نانو معي بيبو شو بايمر بو شنير وداش يتيو شي اوغر دوقنا شرك دادلج اوغر دوق دو بونه نانو دايش حيبر شو بروستيتوت شو يبوسل بيات ينوخيات يغلغيات ينخيات شو بيتوشكي شو قيتيو شو بايمري رود قريشي خوش ميت شو قص ابوستي نقشايش ابوشن رود دوق هنسون يتيو هايكن سو سكيرتا يكن سدايش قلبو شو دايلهم شو بو شو قريشي خوشمي شي تانتين دادل لغوكسو سو شو الله اخي دعباش شغوشن خيترشو شو نشت нравится вам не нравится شو خزر دوقا تومسو نادن لان بتوع بارق ذكر داشش نركمانش الكحولك شو دايلهم شو нравится ваша проблема اسين شو شاي شو بوق دايلهمش هر دوزه دوی شدین تی خوچگ صد ولا سواری دا شده ولا تعیل غمی بوقس هر مادر اورانچور ای چوچور دیرمو هر عدیش هر شاده قبل دیاشگ تگیت نوچیت شنیریو بوقس انت нравится вам не нравится это ваша проблема. Hebelu marshwar. Adel alkan noche mata oche nash deshi tzadi alert boy bazet yo. Shor arosh yak debil shor. Okan khudu yeshir derti di khudu yesh alert boy berti yo. Ар шныриш. Куфер, если ты отвечать не будешь, как бы, получается, ты не хочешь тут сидеть. Rauche marka ist Paimare Sonnate a traute fuga sylish, traute berchlos darum durchschütziger Sonntro traute алавер. Paimar son 148 hadis глава справление нужды домах он. Paimar Sonntro traut betuel shol hadis дух шо ist scho tsaga rauche marka durch. Sonntro traute betuel. Sonntro traute a betuel ist da khazrilq durchschütziger rauche marka. Paimar Sonnate a durchschütziger. Ауду Бухари ой hadis назил 148 hadis в Сахих Бухари, глава 13, по-моему, справление нужды в домах. Где
Деду, если ты приедешь, Ху приедешь. если ты Чумаков был мудак, я чуть приедешь, сега, дындольш. залезешь на Чумаков нашу был крышу, шнырик, там мы хата. тебе насрем прямо на голову. Чумаков с голой камик шейденек, халат бочен. Ума элереш сега, ауючу шнырель. А? Элереш таму. Хокам, петушица, да чувак энтима душу. Симаков, никогда в жизни качериатор, Чумаков, шныр юк. ФСБшная проститутка, дух Чумаков. ФСБшный проститутка, дух Чумаков. Голый комик, шейденек, халат боч. Мәждик чуаехам, абардин, аулаех, либереск, зазим зобардин. Чумаков, мәждик чуа, голый комик, шейденек, халат боч. Ума элереш, ауючу. Ауючу, шныр элереш, голый шарадөл. Соборди, сен посунни, язык шло, ажа, сен роз наштает, но ничего не. 13 роз. Нас оцерворит его. Поэмор, язык шло шелон, дуак даст долич. Язык шло, жмо отырворит его. Пророк сказал, если бы тебе... Bismillah olacak dersin dik daha işte valla hangi çoğu. Вамаз да шват вообще. شو عابر يحتاج تي حوني Et vama vinne sunt busu ba ever då så koma ho шват. Да, Чумаков уже весь так глупый. Чумаков кочер вачильho. Худинель. Шныр юк Чумаков, шамайр, натурально шныр. Как и любой мол. Из дня дек дадит. Ночи коми шаттаг ел чумадар дадит чуадек. Шо из ночи кому асан шо послать да со так вачун. И мор дадит ши поэмор ишадул аят хадиш. لاش قاتديش تا قوسر دوه چوماکو ملو چوماکو تامو حق تاق پیتوخیشش مایرو تا گیتشو چوماکو شنیر یوق از یو با چو حیالی است نو شنیریش گوید کن ایتا گیوتی از داگو حیالی او چو دین دویشو باشه چو قوتم شه مایرو چو عیول بوالاس وینده تعول باشه دبوش بوا دینیان از اپوش نتواس تا گوات کن از دین زنو چو حیالیش لبوی مول حیالی لبوی مول حیالی او چو لبوی شیخ لبوی وای انت عامنا وای نخات هاتمش حیالی وای عوضر دوشن وای دین تاگ واحد شیخ واحد يتردوي تاگ يش دين عدق تاع لاش قواش دق يتردوشن Чумаковди. Шнырью бока, что Чумаков. Так, давайте про мокроту я еще раз прочитаю. Халяльную. Сахих Бухари в длинном хадисе о договоре в договоре Худайби через Урву ибн Масуда, наблюдателя Курайшита, который потом рассказывал своим. Урва, вернувшись к Курайшитам, сказал примерный перевод. «Клянусь Аллахом, я не видел царя, чьи сподвижники так уважали бы его, как сподвижники Мухаммеда уважают его. Клянусь Аллахом, когда он сплевывает или отхаркивает, это попадает в ладонь одного из них, и тот растирает слюну мокроту по своему лицу и коже. Если он отдает приказ, они спешат выполнить. Знаешь, когда я буду плевать, если он совершает омовение, тебе они борются потом за попадет остатки тебе на воды. нос. Понял? Да, я тебе сейчас халяльную мокроту Иди дам. нахуй, Подожди. хуйню не неси, долбоёб, блин. О, тяжкий грех. Вендетта, что там по матам? По матам что там, ну, этот... Короче, этот какой-то Аллах шныр, какой-то шныр Аллах сказал в аяте, что это
70 лет отдалит от ее борделя просто. Это какой-то шныр, Аллах там. Да, ничего страшного, пускай говорит. Аллах же шныр у нас на троне сидит, какая-то шнырь. Куфер, ты на 70 лет, короче, отдалился от рая. Несколько раз. Да подумаешь, какой-то шныр там сказал Аллах, что это нельзя говорить. Тоже мне. Это Аллах для нас, не авторитет. Это какая-то шнырь на троне сидящая. Так, самый пропот пророка нужно повторить на нашей хутбе. Самый известный пример – это Сахих Муслим, 23:31, глава о благоухании пота пророка и табаруки через него. Анас ибн Малик передает, пророк приходил в их дом, Сулейм, ложился спать и сильно потел. Мать Анаса, Сулейм, приносила бутылочку и собирала пот в нее. Когда пророк проснулся и спросил, Сулейм, что ты делаешь? Она ответила примерно так. Это твой пот, мы смешиваем его с нашими духами, и он становится самым благоухающим благовением. Да, с духами. В параллельных риваятах добавляется, мы ищем через него баракат. Мы через этот пот, мы ищем через этот пот баракат Вот для эти наших детей. долбоебы. Кто у вас там был? Сколько раз он там уже от рая? Сколько раз он от рая отдалился? دقوار حلق وزمان استخل طبعا اشتحيهم بوبش طح مجدك شو تسديش دك دقوز حديش проверить день проверить день баду дать. Ты, короче, на 200, там, 10 лет где-то от рая отдалился еще раз. Что проверять? والله чумаков Дичдек баду дать. Просто والله чумаков был шныри, çünkü hadis ba'du dats ha. Шнырь, блядь. В исламской традиции. Человек. يلا ابوش قاعد احضر سؤال انك يلا يلا زوه. Так. В исламской традиции по хадисам и Сахих Бухари и Сахих Муслим слюна и пот пророка Мухаммада действительно считались носителями бараката, благословения особой благодати от Аллаха. Сподвижники и близкие собирали их, натирали на лицо, кожу, смешивали с духами, использовали для исцеления или как источник благословения. Это часть практики табарука, поиска благодати через следы пророка. Волосы, вода после омовения, одежда и так далее. Считалось, что Аллах наделил тело пророка уникальной святостью, поэтому даже выделения из него несут пользу и считаются халяльными. Я на самом деле не понимаю, почему вот особенно люди взрослые заходят, матерятся, кричат. Наоборот, я бы на их месте, наоборот, видел бы в этом большую возможность узнать о своей религии вот таком вот абсолютно бесплатно доступном образом. Наоборот, послушать. Вот человек спокойно читает те же аяты из твоей же книги. Вот этот момент для меня просто до сих пор необъяснимый. Почему такая критика, даже когда ты просто берешь и читаешь то, во что эти же люди верят. Вот я не знаю просто на каком уровне, кем надо быть этим. Я реально сейчас даже не знаю. Вот бывает же там злые люди, там злой человек, там недобрый, неуступчивый, там, я не знаю, вспыльчивый. Вот этих людей как назвать? Я вот не знаю, не могу придумать я слово. Как эту реакцию назвать вообще? Одноклеточные дебилы. Не, их тоже нельзя винить, потому что они посунные, понимаешь, там
Если взять, чтобы пример чистым быть, нету там ничего, не можем найти справедливого. Так, гость, И он же за 10 минут на 500 лет от рая отдалился. Вот успел зайти где-то на 500, он, там, если 600 будет лет. возможность и на 1000, ты что думаешь, они хотят в этот рай, туда же, прежде чем попасть, еще надо умереть, понимаешь? Они так любят эту жизнь. Нет бы, собрались, все поехали в Палестину, защищать Палестину. Здесь есть у нас уже контора, мы покупаем билеты, там приедут, им выдают и обмундирование, все, чтобы там им помогали. Только здесь они кукарекают, и все. Так, давайте мы прочитаем еще раз про халяльную мочу мухомора. Айман. Сейчас очень осторожно. Еще один муджахид опущенный. Да, мы ему про халяльную эту мочу сейчас прочитаем, чтобы он знал. Айман, Барака бин Саляба, эфиопка, абиссинка, рабыня-служанка, которая фактически воспитывала, ухаживала за маленьким Мухаммедом после смерти его матери Амины. Ее часто называли няней, кормилицей или приемной матерью. В широком смысле она была очень близка к пророку. Позже вышла замуж за Зейда ибн Харису, который приемный сын Мухаммеда. Бывший, Не вышла, а Мухаммед вообще женил, сама да, Зейнаб, поэтому в этом 33 суре, 36 это четко, ясно, Зейнаб прямо говорит пророку: эй, муха, ты заколебал, я за опущенного лоха, бывшего раба, выходить не хочу. Этот, из кармана аят достает, говорит: алло, 29, за тебя все Аллах решил, хлеборезку закрыла, давай, И, за Зейда его пихнул свой... Да, потом он развел и женился на ней. Да. Потом развел и женился, а потом на Зейда женил 30-летнюю старуху, эту приемную мать свою, на 30 лет, которая старше. Так, сама история, как передается в риваятах. В нескольких сборниках Мустадрак Аль-Хакима, Ат-Табарани, Абу Нуям и другие приводится примерно такой рассказ от Айман. Однажды ночью пророк встал, взял глиняный деревянный сосуд, кувшин, миску, чашу, варианты там, и помочился в него. Ночью Айман проснулась от жажды, нашла этот сосуд и выпила из него, не поняв или не обратив внимания, или зная, что там моча. Утром пророк попросил вылить содержимое сосуда. Она сказала: я выпила то, что было в нем. Тогда пророк сказал примерно следующее. Тут варианты формулировок. Твой живот защищен. Никогда больше не будет болеть твой живот. Или ты оградила себя от огня ада и высокой стеной. Или, твой живот будет в раю. В некоторых версиях добавляется, что она пила, не зная, что это. В других же, что это было сделано в состоянии жажды ночью. Есть еще другой вариант, что она знала и хотела благословения. И тут сейчас продолжение. Как отреагировал Мухаммед. Секундочку. Он рассмеялся, что были коренные зубы. Представь, напоил мочой своей, вообще женщину и прикалывается над ним. Дебил. Никогда не будет болеть живот, да? Да, сейчас я точный источник дам. Шалах муха. Ще дан даппа, дик гашиш вузы, ще приходу, шволелил, шалай скояня, мялоч.
Я охват, да. Сопаем Марушем Бож. Я пророк. Скажите, что я пророк Бож. Шайл дебил, я скояли, решил, что я юлили, Аллах шныр. Сейчас мы тебе дадим, Соломон, источники, чтобы ты сам мог прочитать. Так вот. Тут разные версии есть. В одной из них он улыбнулся и благословил ее, как бы, да, там, вот этими вариантами. В другой версии, что у него аж десны вылезли там от смеха его. Не, ну, конечно, десны вылезут. Аж коренные зубы видно. Да. Вообще, под гашишом, короче, чувак себе отдыхал, раз, бля. Вот баба говорит, бля, я все это выпил. Его пробило, короче, на смех от гашиша мощного. Не, он начал, раз посмотрел, где он, поставил ее, нету, а где она, где, что здесь, почему, где же это здесь находилось? А я выпила это. Не, он стопудово, он хотел стопудово это аккуратно, пока не выкинул. Не фартануло, короче, опоздал. Так, я даю всем правоверным источники, чтобы они сами могли изучить. Так. Да. Валь-Хаким Аль-Мустрадак из Сахи-Айн, том 4, страница 63-70, номер хадиса 69-12. Книга Марифа ас-Сахаба о сподвижников, раздел про Ум-Айман. От Табарани, Аль-Муджам Аль-Кабир, том 25, страница 89-90. Иногда указывают хадис 20740. Абу Нуаим Аль-Исфахани Хильят Аль-Авлия, том 2, страница 67-68. Дополнительный источник, где упоминается тот же риваят. Тут, короче, их очень много. Я что-то как бы перечислять их всех не буду. Ну, как бы все достоверно, все по канонам, все как положено. Поэтому моча – это не наджас, это халяль. Вы можете ее употреблять каждый день. Это будет благо, это лечение. У вас живот не будет болеть. Если вы будете представлять, как христиане, там, что это как бы моча, христиане представляют там хлеб, там это все по-другому, а вы можете представить это как халяльный мухаммедовский благословенный, короче, мочу. Может быть, это в рай попадете. Я буду совет давать такой. Лучше начинать с верблюжий, а потом переходить уже к Нет, ты знаешь, там есть такие, какие битвы они делали, он какие-то битвы делал, выигрывал там. Такие есть там хадисы, что-нибудь? Сейчас я... Они же говорят, вот все время он какие-то битвы проводил. На самом деле, мы-то знаем, он ночью нападал там на спящих, понимаешь? Или когда люди в поле. Больше он никуда не ходил. Шлагер тоже там прикидывался. Когда Абу Суфьян такие сделал, когда Мухаммед поставил лучников на эту гору, и сдал приказ, чтобы даже если они выиграют, проиграют, пока он не скажет, чтобы там никто не трогался с места. И Абу Суфьян, зная балаболов, дебилов, сделал так, что
внизу этой горы пробежали женщины, что были видны их голени. И муджаиды побежали, послал нахрен пророка и смотрящего там оставил, который: вот, добыча, добыча! Представляете? И этот Абу Суфьян замочил эти 72 лучников. И Мухаммед потерял 2 зуба, бедный, который дух Он, представь, он надевал 2 кольчуги, еще сзади кого-то сажал. Представь, как он защищенный был. На осле только ездил, да, на лошади он боялся вообще садиться. Когда крикнул после того, что как они закончили: если ты среди этих, там, короче, лежащих, вот этот шнырь, она же жива, этот пророк, так называемый, муха, этот кричит: не говорите ничего. Представь, знаешь, шлангом прикидывался. Получается, по вашей логике, этот дебил выебал весь ваш народ, да? Раком поставил. Да, не наш народ, а Мухаммед подожди, Мухаммед голубым был, да? Лохи. Не, Твой голубым дед был лох Мухаммед, и да? дебил, получается. Ну ты подтверждаешь, что он был голубым? Мухаммед был голубым, Нет, да? конечно. Это ты говоришь. Как ты же Я сейчас сказал, по сказал, твоей что целый тупорылой народ... логике он выебал твой народ, твоего деда и твою Алло, хлеборезку свою дагестанскую закрыл, опущенная гнида, рожденная по 4 суре 24 аята, опущенная мудачье дагестанская. Хлеборезку закрыл свою? Вот так, тут Муджаид пришел говорить, что Мухаммед был ЛДПРовцем. Для дагестанцев... Сейчас Бонни, алела, واخي يرقوا ابوشنا اي والله هتجيات حوسوي حوالا هو شو هم شازوش برستيتوت كسن عيش عقر مدى تحول ويستخل وحانتي خواتوينو نوخش دايشن تي خواتوينو يا بايمر بوش نيرتي خواتينو عليوليش تا تجي ايشو وجو بيتوشي تسداش هايوليش ديستخلوي وزع محمد خويو جويتشو نوخش مولشبو جويتشو هايوليش تاعتشاش تك بويرشايك زعيما عميلو جيرنا هايوليش تا гонцаёлш мио голубой шо паемарю хо язуашел чон хадаю хо ю боқтас хайвола аз гойтон хайва халела а паемар глок голубой حديش لوتر دون عيول عبايمريت ابو جبرائيل وبوش جبرائيلويتش واتشو انجل وبوش يوجر كوياني الخاص كان تاع عبايمر فيرزن ويجن على جوتشو العول حديش لوتر عليال شنير تاع تاكل عيول. Давай я про дагестанцев включу интересный видеоролик, короткий, секунд. Недвусмысленно в лоб. Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, с бородой. Иншалла, машалла, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных. При этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не... Будет иншалла, машалла, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками. Сегодня они закончены заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Ваша вистхола маршо. Саваш ал цемекбог ихудусон цаасон до палестинчи до бачи базияшо афган чушу вежри сомали чушу вежри цахую то квоталин цасуили юшу вежри
Nog zoals met ze met rond ze gaan samen luurschen toon luurschat deze squirt Ayala Onovchiyat, Opitu. Onovchiyat. Ayalo ayak yel apushin plastic kasuli bala gadama lena yelo lozwo Дактер сюли кует. Бля, монахетша, блядь. Хоять, блядь. Qoyo halo qoyo dayo dayo lozwo غلغ يوال هاي عطاء غلغيات يتقيات مارشالدو دوخ gezri çüyehken guşu hitta süli çüye şu nok izvaja tammo et süli çukum telik kar hitta süli çüye no vaş çiçen so to da so da tsanksun kum erdat und der çorsha iz süli erdat her gezri çüyek isra çüyek yolwal et çüel da çüyek sa du'li khuyat da tum dir do şu ba yatçınoş gazok çu ayazir bi Hiç oğul galak yok şu gezir şu miçayı. Şu arabe las vit şu miçü yemuni. Şu dolu khuyat şu ma dir dolum şu maya yazmir. Yat, veteran. Şu gezir şu yeri şu nakh mayat. Şu aşlil waş dolaş yaziyaş dolum şu hay şu nakh mayat. Şu han wahti yaş do hausiş. Şey nokçı gil qulq diten et arb şu wahti yaş. Terum ştelüç. Sigeyu al khicher çişmül şlir şul. Se zudri kuç maşteyu lir şulum şat şu nakh miçeriyor ha. Şu ye huyu hakırçı. شو ناخية تامة صغير شوير يزير يقشوك شو حكرتي يقشو شو ناخية تا نوخشوم دات شو تا وقشو عدوتك نوخشوم دو شو ميات نوخشي تاي تشولي نوخش تعملي شو تسمو ما تبختونك شو يه هويو مولي ها شو يه هويو ناخيوتومش Так что, иншалла, машалла, там в Дагестане происходит. Пришел здесь, что-то вас изнасиловали. Кого еще изнасиловали? Арабы, бля. Их изнасиловали. На сестрах женятся, как... Хую милюцо, что царбш язинум штешатиш лил шукуш. Царбш язинум шат цабеш арбой бат цабеш ди прибашот яин бу. Царицум штяху аттнiyочун нохчи мичерхиру. شينا يحتاجون تعرفش غمشكا يقطع بخاري دوسرد ازي عين يقطع ترمزي عين خلتان بو وتاع مسلم هو يوتوش الشيخ شن هو متكا يجب سانت يا اخو اتن سار دوتك دوش خيلي خيتش ولوم داتشي نوخشوم ديستن تون هو نوخشي خيرو تو هو كام يحكم بيربو حولي ميتشو خايتي يوم شو جاك وردينا ميتشو خايتي سورت جايتي هر جايتي وجا شينا شاش داخ يوتي خال ما يشو شو ميتشو شو ناخ ميتشريو شينا تغا شو شاش ناخ يوتي شو دول خويا تعاوم على هريلو ما يشو باغ يتر مدا تعمو ما حقرشي شو يو دايل عطلار شو متاع داس دان شو حتى ناخ كريم يتشقين غير شو يم شو ناخ تغلق قدوك شو داينا انا ايش بوارشو تمشقيني Ну, прям запомнилось. Иншалла, машалла, короче, в Дагестане. Ой. Они еще залезают сюда вместо того, чтобы... Же нашим дедам Да, говорили, не что вот знаю, это ислам. не, они чисто все преподносили по нашим айдол, да, свой. Все по этим традициям они смотрели, они тоже тогда знали, как... Но то справа ючек арби квачу аху. وجه تعربي تعمش ديش وجه واي سابر دل ولوك تنخشو يا نخ مبول تقيه تنبوش يح يحيوش شكل مبوك ازكلك ودواش دو با واج واي غلقش دادوش دو باخ واي موات نوجه دابوش واي عرب واي موات بيت دل دوخر دادل دويز ليه لو له موغلي لويز نخشي غلقش ديلو تديز لول خواشتا دويز ليه عرب واي غلقش مجمت سليلينا بوخاري سر باخ بوخشون افترات ياش دور دينخ
حلول خوشنس مو كلويز بخاري سيوحون ترمزي سيوح يوح كاستكسكي يقول Уже текст, شو مو كلويز سابر да, داش با نوخشي هنا واستي وين ايش بات وش ملش بو هوكا غلدوت ديز وين نوخشي غلق شولقش ويديت ديز اون مو واويز هو تي هو كليز اهولي الوديز اون هو يخش تاو بشي تا نوخشي تا دويش بوتش تا بريباش والي ازر شوالي تا ناخ بوك دوتش ونوخشي شو با سابر دل هر ورتسون ميجر بات با يوخ تا نوخشي شويو لي شو نوخشي دات با تا غاز شويو دوت سابر دي اهو حيات نوخشي نوخشي ام دوت نوخشي دي نوخشي ملرد ديز باغي و نوخشي دلا ويا ميالدون مخيتش اس لول خواشنا و نوخشي خيتر مدات لول و قمنشنا كيتش انا عبي كوتش بشويت ايوه سامو و نوخشي دو ايردات و اربو دو ايردو و نوخشي دو باغر كيتش و حال у вас чеченцев другая одежда была, Эрду. Вы не чеченцы. А вы сейчас в арабских платьях ходите. Это не чеченцы, Эрду. Соседи скажут так. И штаргезри чую. Чуху як шме чую, цаум яззи, цаум элбух, штаргезри ят. У вас вся жизнь так прожита. Цаум мах бат шу дахар. Кидам шу нах, дахам шу нах хирдош дат. شو ناخل ياخلو وش ما ياتشو حكرتشي ات عارفش وقتياش اس كديرون وقتياش كديرو غاسخش وقتياش عشان مدام خل هاوس يا ناخل هاوس خلدو يمخاون نو عشان هاوس خلدو ستان Если кто-то хочет сказать, что это не навязывается, кто не обязаловка там жениться на двоюродных сестрах, вы ошибаетесь. Сегодня это еще то, что не запрещено, то разрешено, это закон. Но факт, уже имена чеченские у нас пропали. Мне кажется, уже... На 97%. Ветеран, тхом нах яцер, хахо иш тагвела, хомилву, хохейну, хайну мирлон таквейн. أجاه جازة الصملو صمت أيوة لا فيديو برشين ياشين ميلو إتس حيولا هو جاز حيولا سكان عاشون فوق بركستراس سبشد هو جازي هو حيولا هو حيولا Запись елаш, кенти, твоичу адрес запись елаш. هو حيولا запись не говорю. О, запись я все мы кенти. Кенти запись я Хажда асон лишки чу я знал. Амри шемил болшил гази из сахаба макалу да чукусу. مجاهد شفتين بيدو عند حبول بوش запись я شويسي. نخ ماياتشو تيك توك چو آخين. يلا هي عديد عيو بدر يا زميري. يل بدر يا زميري. بدر صوبته هبل حاخد ايوال هر غلو يبو هر شنير حلمايا شو شو بشي حاخد ايوال بدر خد ايوال بوس اندغيت والله خصو лично. Голубой, шупаймар махала голубой. Голубой хадид. Шупаймар махала голубой. Хасан голубой хлмаю апаймар. Асид сайт знакомства это. Асид дает он сайт гей знакомства и сайт дает он. Дейтинг галлери, галитан все. Даю, что проститут. كلني هونسو كلني فوق بركستراسي سم 4 حولها هو حولا وتسوي احتاج واتسون حولا باونس وتسوي احتاج واتسون ساسورج فيديوش تشوك يستنيوش بوي فيديو برشينياش ياش اش وونسو وتسوي احتاج واتسون كده حولا وتسوي احتاج واتسون باوس هو حولا
تناخت بالوش دوي وش ميستي أصلا دوا يترواتون دير ويترواتك اس حوت قميل هو حملو خيس رادو قميل دير دوش واتو سويت اس قوة أورس دوتر دوشلون اس قوة دوتر جيخ دوتر دات اس قوة دوتر دون كيديو هاي قوة بويا سيشتا اس حيزات يشيت وردقاي قوة بويا دير دوتر دق حقاب دوي هاي تي قوة والله تنوخ دو بوش شو دي نه هو يحتاج واتسون حول اس دق نوسك شو عدوش ويدي برشين يشين ليتشكي سود ويش يتحيولها سو ميتشويت ما يت حيولها اش حالدو سيسورت سيغو ليتشكي شوالي حوالي شو ميالدوك سويك بانشكا يا شو ميالدوك جيزري رخاش شو جيزري ريتس ها كوتش شي قالت ميتشرو يوح جايتت شي قالت ميتشرو هر كديروسكي كازو هر دو ميتشوالي دو تابوچير تسيوخ شبورش تسيوخ كيتشر تسيوخ شديول لير شوار جيزري اس نيريو ايتريون حيولهم بس اس نيريو ايتريو هدو تابوچير كوتشي هر شوش جيزري يت شنيرش نوخشيو بوش يول لير شميشو كاكوي نوخشيو شوال نوخشي تبيخ ينكش كاتش يادات يحتاج بيشرو هر وحا ميشرو حديث اسو هاي صورت حديث وكشكوا سو ميشرو اتسو ديت باكو هو بيشرو ويتاس قنو هر ايدل خيت دج دو هر غاز غويجون هر ايدل يوح كايل نقش قومن دول نقش قومن دول يال هر شدير يشن بوخ يتر ما يشش قوتش يا اخي يزر ما يشش نير شوي اش قومن يعدينك دوي يحتاج يتر ده تعال نخ يوم ياتو كانش اشتا نخ يوم ياتش ده ديريات شو نخ وسو نخشي قوم قلد على كدو شو نخ يوتمش دوك ياجنك وين يوقع دوك ياجنك شو يا دوك هروم شو وين يوقع يوش دير دوك نو هو تكلات جيزني هم دين تجمعات تكل كل تعيش هايش هو دينير هايش واخر دوش تكل تعم دين هم خير ما يات تعم يات إتان كوتشو وانا اشتاچك بلا تكل يا والو ترمواتو تام تشكين يا والو ترمواتو هو جوا تاويتن ليل ملي لروا اس هو تاوريك جاز اس بس ادرس ديس دك حولان بس حولان ديس ناو سي ادرس حولان تو تكوا نو حوارا ويش مقميل دير دات هوك شو عدين دول قميل ويش نخير دات صحويت قميل دات اس كو دو تردوس اوسديون ات يو حوز ادي اشدو اتشوا يلما يلشو بلاد ساعة تقيات شو بلاد بطوني دين بلاد يوروبيا تا نوخشيو بوش ليلش تا نوخشيوم داتقاق كانم نوخشيو يزات ويزي نوخشي هم دوتش وغوري غير قوق دوتش وكان ويزا متسويز نوخشي كان ويزي لا مايا تو كان نوخشل ديتنا وش اربع خيل غيرتش دابيولخش بوت تسبل السلام جاوش يتاغاز يري خيورتر يا اربع كواتشوخ اربع تاخيت ابو جابر الو ملو لي اربع مش دوتش اتياش اتزاش ازت بيت توحتون بيت تو الوك برولك كوز ديوز بيت تو الوك بر الوك يو يت ايه انا شين توح نقل اشتت خطاب بولشو يقر دعوة لويزركس ايش تعيل هو جازر يتشوق يا حرسن تير تورسي دايك نير تورسي ليلو اشياء عارفش تورسي تسل يليون دو غمرش كحدا دو اللي حاتر دو تاني هو اشتغلتك ليل لورك تخلتك اوقل يو حاتر شدوي تورسي دايك كان اربو كواتشو وي بالي يلي ايش تعيل هورهم اللي كنتو الله اكبر هو يوتو الله اكبر ويه يتعملوا يا ترشوني اشتي شو نهرم شات شي نوخشوم ديتن ول تقوي تنختقو مالش نوخشو مالش غمش كردو تا تيردش تياخ واتنا سا اربو خيل غيرش ول تن نوخشي خير موات تن دوزل خير وات
Her hok شوية شنم دانا نخش خيل إنه هر تخيل هون ده أشر عربي تورنش يعيل وكون دانا نم عربو تورنش تخا أرسن إنه هر جزري وانشتو إيديولوجي تو ويجر نخشل دايقشو يو تاجاش شو يو تانوخش خيرو غيرتك هو خيرو غيرتك ملو موني خايم شو هدوش دو يبشي نخشيم لرد غيرت شوي هو لرد غيرت شو عين هدو ملدو توش دو تانا يازين تا عربي تورنش دو تا مولني يتن اتون تياخوتن داوت شو هو اوه تاني تياخوتن دوالخش دا توي دق لرد غيرت دو نو كنش دا هون اش بيزر بات هو يو غيرز بيزر دا تسيوت يو غيرزا تكرون تكون خس غيتر دو او يو غيرش جمعنا أروير وشوشون ساسحتك سنتري أخير وشوشون И что, ветеран, модиться лишний. Не стоит они этого. شدوكوا بس ветеран именно اشتها بقر داق دات угрош قيش شيوخ شماية همانش بيتا أوجه خوش مدوع فيديو شيخ نحو خامخاز يعني إيشا وزميل وكاج دراج خشكل أسكواتر دات حميتر ويوشيتر وفيتا باس تانا دو هرقوش ما يوارد عميل شيتر ودو وحميل شيتر ويويت ساعتو ليتا وتقوله سميتر وخواتا هرقوش ما يوارد جزري هرميادو لركابنش نتير كابنش كوزير كابنش داتوك شو يوخشر كابنش دو ويش مدر إيردو كابنش ويت السائل الحلق نو كار يزياش دوتش دولم شدو وين سين يزياشوم استول دل كابنا شدو باخ Ну, так тердо bien ветеран именно он sabоham ba чубох бо луква бес петя уже хош дуцан нелдек лишний раз ханеруш хоунде вы хабагар дах петя шей да язина та гулил да цахаош тахан нормально адмал вило бо на батиош. Гость, давайте на хутбе Ибн Тамию затронем. Там кое-что я прочитаю. Позиция Ибн Таймии относительно арабов и неарабов аджам подробно изложена в его известном теологическом труде Иктида ас-Сират аль-Мустаким, Мусхалифат асхаб аль-Джахим. Следование прямому пути и отличие от обитателей ада. Родовое превосходство арабов. Ибн Таймия прямо утверждал, что арабы, как народ, превосходят все остальные народы. Он заявлял, что это является консенсусом иджма ученых Ахлю Сунна валь Джама. Его тезисы звучат следующим образом. Превосходство вида. Ибн Тамия пишет, тот, кто придерживается сунны, убежден, что род арабов, джинс аль-араб, лучше рода неарабов, джинс аль-аджам, будь то персы, римляне, евреи, сирийцы, копты или любые другие народы. Иерархия превосходства. Он выстраивает четкую генеалогическую иерархию. Арабы превосходят неарабов. Племя Курайш превосходит остальных арабов. Род Бану Хашим превосходит остальных курайшитов. А пророк Мухаммед лучший из рода Бану Хашим и лучший из людей. Причина превосходства. Ибн Таймия утверждает, что это превосходство является врожденным и сущностным, а не только потому, что пророк был арабом. Он писал, что арабы изначально обладали превосходством в разуме, характере, языке
и природе, что сделало их наиболее достойным сосудом для принятия последнего откровения и несения ислама другим народам. Он также жестко критиковал движение Шубия, политическое и литературное движение раннего Средневековья, отстаивающее равенство неарабов с арабами или превосходство персов над арабами, называя их взгляды нововведением бида и проявлением лицемерия, нифак. Короче, он еще критиковал движение Шубия, которые за равенство в исламе выступали. Ибн Тамия, любимый ваххабитов персонаж. Он, как я понимаю, авторитетный, да, Хубал этот Таймия? Конечно, ты чё, он, можно сказать, он же шейхуль ислам, это считается, ну, может, король ислама, по сути, самый такой строгий, признанный всеми ваххабит, можно сказать. Это отец этих ваххабитов, от кого они черпали свое вдохновение. Абдуль-Вахаб, там Хулейш, вот этот, которого недавно посадили. Все они из одного тариката этого ваххабистского, салафистского. Так что курайшитики, они самые лучшие. Всем нашим мусульманам срочно нужно купить в Европу или куда-то к арабам слетать, купить кровь, как бы перелить себе нужно в срочном порядке, чтобы истинными мусульманами Они не быть. признают это, Хубал. Сколько я не встречал, не признают это. Вот что удивительно. Люцифер на 3 буквы. Я же говорю, в 9-10 веке было движение персов, или кто там, короче, кто Шубия называлось, которые выступали за равенство в исламе. Их Ибн Тамия критиковал, нововведенцами назвал. Этот Куфер мне пишет Собака, ты постоянно. все живая? Куфер, что тебе надо? Скажи, ты мне пишешь постоянно в личку. Я тебе еще Слышно меня? напишу, ты даже не думаешь, что не напишу. Слышно меня? Я тебя не оставлю. Кого тебя? Впервые здесь говорю, меня Оба? слышно? Кого? Оба слышу, кто там еще? Слышно, да? Да, тебя Слышно, да. слышно. Я хотел Куфера не слышно. по поводу сказанного сказать. Вот среди моих друзей чеченцев и раньше такое бытовало мнение такое бытовало, что арабам был прислан Мухаммед, потому что, мы когда общались, говорили, насколько арабы грязный народ, и мои друзья чеченцы говорили, что, именно поэтому, потому что арабы погрязли в этой грязи и были грязным народом, поэтому якобы Бог именно этому народу прислал Мухаммеда, чтобы якобы там порядок навести. Но после того, что ты сказал, выходит противоречие, так как они якобы изначально были избранными, лучшими и так далее. Тогда нафига его было туда отправлять? То есть эта теория больше не работает. Я бы хотел подчеркнуть, это фикх, это, короче, все ахлю сунна, валь-джама, ученые. Вот то, что я тебе прочитал про Ибн Тамию, там, его вот эти писанины. Можно говорить?
его писанину, то, что я прочитал, это вот это заключение всех, короче, ученых. С этим все ученые согласны, короче. Ахлю сунна валь джама. Ну, кто тут грязный, Что это есть? я не пойму. Чего вы говорите? Да ты что, Куфер, ты этот на самом дне пищевой цепочки. Ты не араб даже. Ну и Арабы сами на третьем месте там в пирамиде этой находятся. Персы на 4-м, ты на 5-м месте считаешься. Ну, ты перед кефирами, короче, становишься. Я Твое не веду, я положение. точно могу сказать, что среди чеченцев бытует такое мнение. Мне самому рассказывали, как ты знаешь, почему Мухаммеда отправили. Объясни нам. Подожди, ты какой-то, подожди, я не понял. Ты какой-то ученый, какие-то пирамиды создаешь. Ну, подожди, мы ничего не поняли. Вот твои оппоненты ничего не поняли. Пожалуйста, какие пирамиды? Все прекрасно поняли, кроме тебя. Может, тебе в школу надо было ходить, а не пропускать ее, чтобы понимать Пирамиды такие простые Хеопса. вещи. Я могу тебе заново прочитать, если ты не понял, если это тебе поможет как-то понять это. Я пирамиды. О чем ты говоришь? Какие пирамиды? Может быть, это пирамиды? Или это пирамиды в Мекке? Или это пирамиды в Перу? Не, это... Ты мне расскажи, ты говорил. Не, я тебе объясню. Это, короче, социальная лестница. Ты, короче, на самом дне социальной лестницы. Ты, короче, хуже. Я тебе по-простому объясню, как ребенку. Короче, род пророка Мухаммеда, Бану Хашим, на 1-м месте находится. Потом идут, потом идут обычные курайшиты на 2-м месте. На 3-м месте идут арабы. На 4-м месте идут персы. А ты на 5-м месте. То есть над кефирами находишься. Кефиры на 6-м месте, а ты на 5-м месте, короче. Ты ему медаль? Предпоследнее, да? Подожди, ты медаль? Ты выше нас, короче, находишься. Ты выше нас, короче, находишься. Еще раз полномочия раздавать за чемпионство. Не, я никакие полномочия не раздаю. Это ваш Ибн Тамия, и все ученые единогласно сделали заключение, что ты на 5-м месте находишься в пищевой цепочке. Что ты на 5-м месте находишься в пищевой цепочке ислама. В социальном лифте. А что ты пиздишь тогда? Нихуй ты пиздишь, блядь. О, 140 лет минус от рая ты отдалился. 210. Святую воду, когда пьешь, закусывать надо. Закусывать надо. Дыши, а то ус отклеится. Салом нужно закусывать, мана, салом, халяльное салом нужно закусывать на русскую водку. Не, Еще ты мне будешь тут объяснять, долбоеб, Ты думал, ты избранный. Ты думал, ты избранный, оказалось на 5-м месте, да? Ты, блядь, долбоеб, блядь. Я говорю, ты думал, ты избранный, а оказалось не очень. Долбоеб, блядь. А оказалось не очень, да? Выкиньте его, он специально эфир этот портит, короче, трансляцию. Выкиньте его. Выкиньте его, да. Он специально губит эту трансляцию. Я понял, он думал, что он был избранный, да, оказалось-то нет, далеко не избранный.
Я же это не от себя. Вот они меня оскорбляют, хотя я на самом деле не оскорбил. Я зачитал то, что Я в это их... уже раньше слышал от формата, я это знаю. Я просто говорю, что с кем я общался, мне говорили, вот ты знаешь, почему Мухаммед там был? Ну, потому что арабы, они погрязли в грехах. Их надо было как бы типа спасать. Это был самый грязный на земле народ. И только поэтому Аллах прислал Мухаммеда. А оказалось, что они... Зачем тогда прислать, если они изначально, как бы сказать, ну там изначально лучше, умнее, ну и так далее. Когда эта теория противоречит этой теории, значит, не сходится что-то. Насколько Аллах, Анонс, да, каждый не аят сходится. сам себе Аллах противоречит. Насколько Как этот... каждый аят другому аяту. Даже есть аят, который в начале и в конце сам себе противоречит. Так этот клоун опровергает этого, можно сказать, пятого этого такого самого важного там в исламе персонажа. Это Ибн Тамия. Плюс Ибн Тамия сделал такой что все ученые большие, все, единогласный консенсус в этом, что это так и есть. Что он на пятом месте находится. Я думаю, тут другие правила действуют. Если ты говоришь, я мусульманин, то ты имеешь право чему хочешь противоречить, что хочешь говорить. Но при этом говоришь, что ты мусульманин. Но если ты говоришь, ты не мусульманин, ты тогда не имеешь права даже читать, что в хадисах написано. Понимаешь, ты автоматически не прав. Лично я побрезгую даже кушать в арабском кафе, честно скажу. Да ладно, многие арабы-то, ну, каких здесь в Америке вроде бы нормальные. Ну, как бы я могу сказать, что не в религии дело, люди тоже, независимо от религии, тоже нормальные. Я не Не могу сказать, что знаю. все арабы плохие, многие из них нормальные люди. Я тоже в Америке жил, в Л.А., не согласен, скажу так. Это кефиры, ты про кафирских арабов говоришь. Я говорю про этих муджахедов, или как их там Ты называют. имеешь в виду тех настоящих, которые там, ближе Да, там? да. Ну, я их, Да, да, да. наверное, может быть, во Франции раза в 5-7 видел, больше я их не видел. Имеешь в виду избранных, которые, да? Этих? Я говорю тех, кто на родине там или в Палестине, там, где там они живут. На Ближнем Востоке я про тех говорю. А те недоарабы, которые в Америке живут, в кефирской Я стране. знаете, что думаю? Арабы-то прекрасно понимают, что это полное дерьмо фашистское. Вот это очень удобная позиция. Вот. Мы ничего, это, просто наш бизнес. Да мы-то нормально себе в Америке, там, с кефирами, там. Это просто наш бизнес, ничего личного. Это так, да, это долго так на этом не прокатишься, потому что из-за их гребаной фашистской идеологии миллионами людей гибнут. Так это смешно. Целые нации стираются в порошок, вообще в каких-то обезьян, бабуинов, там, не знаю, какое-то быдло превращает целые народы. Но на этом арабы далеко не проедут. Нужно будет самим арабам сказать, что это фашистское дерьмо, что это никакая не религия. Самим арабам официально нужно будет отречься от этого дерьма. Так далеко не проедут арабы. Хорошие они, плохие, вообще плевать. Это хорошие, для них самих хорошо. Плохие тоже для них. Для меня эта погода не меняет. Вендетта, они 270 лет эту вахабню выращивают, там, начиная с Ибн База, там, Абдуль-Вахаба, там, и всех этих, вот эту вахабню, они 270 лет растили. А сейчас сами, там, сажают этого фулейджа, там, наследника, этих Ибн База. Вчера, наш, муджахид, не знаю, воспарив над трактором желтым
асфальтоукладчикам, объявил джихад кафирам, нужно сколько можно русских отправлять на концерт. Кобзон говорил, что женщина не должна у мужа спрашивать, все на джихад, фарзал айн, типа обязательно. Мужчина даже не должен, ни женщина, женщина не должна, ни мужчину спрашивать. Все должны умереть на джихаде. Потом пошел в Сочи, поехал в Сочи, присягу, баят сделал Путину, лизнул одно место. Потом начал убивать тех, кого призывал на джихад. Сегодня полностью установили там Российскую Федерацию, Конституцию, послал нахрен Коран. А теперь сейчас прямо официально рядом с муллами сидят начальники полиции. Мулла стучит на полицию. Полностью, короче, знает, кто чем дышит в селе. Час назад только смотрел я в ТикТоке, там Кадыров там с кем-то, видимо. И Кадыров говорит, ты знаешь, сколько я шайтана уничтожил? Шайтаны, чеченцы, молодежь, которые вот эти твари, арабская пропаганда, их сагитировала молодых людей. А вот Кадыровы делали результат на них. Благодаря этому они пришли к власти, и вот до сих пор ходить не может. Он обратно хочет идти сатрапом в Чечне. Представьте, вот. Типа, я не хочу, народ меня просит. Он не хочет, он устал. Надо же так лицемерить. Он устал, народ просит его. И у нас эти старики продажные, муллы, они собираются, и они тоже обращения делают. Там, Рамзан, не уходи, оставайся. Представьте, вот. Вот, которые кормятся этими подачками. У нас в Чечне с каждых щелей, дырок, везде ислам, ислам, ислам. Везде это пропаганда. Ребенок подрастает, для него уже медресе открыто, его надо отдавать медресе. И его эти арабскими сказками кормят. Представьте, он вырастает дебилом. Он ничего родного чеченского не знает. Ну, любой человек, думающий, для чего это все делается? Потому что, чтобы мы забыли все свое родное чеченское, традиции, обычаи, то, что там сотнями лет наши предки передавали своим детям. И, конечно, мы, когда все это забудем, мы перестанем быть чеченцами. Мы тогда, конечно, землю свою не будем. Мы назовем это халифат. Какой-то халифат общий. Халифата нету. Никто не захочет, ни Судан не войдет в халифат, или Афганистан не захочет, Сирия, Иордания, там свои режимы сидят, никто там не захочет халифат. Все делается так, чтобы мы перестали быть чеченцами. Но чеченцы-то среди этого количества, есть чеченцы-то, их всегда мало думающих, 5%, как говорят, 5%. На остальных надежды нету, эти остальные пойдут за этим 5%. Нам вот эти 5% объяснить, просто сегодня шансов, возможностей нету. Мы простые люди, каждый от себя действует, финансирования нету, ничего нету, поддержки. Ну, конечно, сегодня миллиарды долларов тратится на пропаганду вот эту. Мечети, миллиарды долларов стоят, 1500 мечетей. Медресе, обслуживание, учителя, все это. Сколько денег уходит? Это же на пользу чеченского народа нет. Это русские делают, Россия делает. И, конечно, это ислам, арабы. Мы куда собираемся? Где проснуться? Когда мы проснемся, будет поздно. Будет поздно. Брат, ты сначала спроси об одной вещи. Почему баран какает горошком, а корова лепешкой? Чего вы этого куфера запускаете постоянно? Подожди. Глупые Я тебе лучше скажу, как пророк какал. Глупые вопросы. Нет, я отвечу. Я тебе сейчас расскажу, как наш пророк, саллаллаху вассалям, какал. Давай. Какал на крыше родственников жены. В исправлении нужды в домах. Глава есть. Сахих Буари, 148 хадис. Однажды я поднялся по какому-то своему делу, говорится в одном хадисе, а прямой перевод с арабского, говорится, что тоже покакать, когда пошел на крышу, там уже сидел Мухаммад, какал. Еще он направил свою фугасоложиловку, какалку, прямо на Каабу. Да, он прямо вот говорит, вот этот поднявшийся родственник его жены Хафсы, говорит, что он видел, как пророк
направил ствол прямо на Каабу и клал фугас. А во всех остальных хадисах Мухаммед говорит, не направлять ствол прямо в сторону Каабы, по маленькому, по большому, если будете в делу ходить, не направлять туда стволы. А сам направил. Да. Еще какал, вообще несмотря по сторонам, подтирался камнями. Сахих аль-Бухари, 21 глава, очищение с помощью камней. 155 хадис. Передает личный камненосец пророка, саллаллаху вассалям, Абу Хурейра. Однажды, когда посланник Аллаха, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде, я последовал за ним. Когда я приблизился к нему, он сказал, то есть ваш пророк уже в полную фугас кладет. Принеси мне несколько камней для очищения, или же он сказал нечто подобное. Но не приноси ни костей и сухого навоза, Раус. Раус – это еда джиннов. Тогда я принес ему в полах своей одежды несколько камней, закрыл хлеборезку свою вонючую, бухую. Тогда я принес ему в полах своей одежды несколько камней и положил его рядом с ним, а сам отвернулся. И удовлетворив свою нужду, он воспользовался. Сатаны, Машах не придет. Алло, сатана, апемар бош, нир галатади. Машах, пидорас. Апемар бош, нир сатана дарбо. Машах, пидорас. Дебило, майрил. دایایش داخل صبح شات صعب دقيقة إردت وجد سوق مال دينا هو يوخي دایایش نخل. دايز вообще чуяха цаиды газ. دایایش يش بدات وتا توش дат وتا нахио цабиоху мят цкамелш. Ну лишнее время отвлекаем на них. Да, чуя, но эхазюл шелом توش дат وي. تا تجوزي تربصوا دخ موبو هو كاك مال غلق دو دات مال نقشليات. هو كار هو تنقشي هو قميل دو قوتشيلن شو دايش قميل دايش بدات ناخ قوش بيوه اوكي يازير تادو قيتشا اشتا نقشي يو الا تا نقشي خل مدو ديستويتن خل مدو نقشي خل وين اتوان بالك دينوس تيغوديا دينوس بيرو غوديا جن نقشي خل دو دوك ناخ وبشي بال بوش باتر بلشي اتوان بيوتشن بيرو اتوان دابلش جنوين يقدم نقشي هما بال بوش مال نخبر يوت وان باج جنيتي قش دوين ها نقشي مالدو تسوم وليل واشدو اس باي تايل غاسك شوحكيل جيزري يروين ات عبشت وحتيش ديلار هرسو نقشي مو هرسك امدو ديلار سينك التنبين زابر ياتسر وين اديان سورت دل والي يشناح كيزك خلق استخيوك يا دوق تانوير تشوت ويحش ناخ بينا شان زاتو بيسن شان دوقو لاتش دي سودو بوش توامبيوتشين إسرائيل هناك كورتيش مرة دورستوت يشتكوا سقوا ونوك يا مرازني ناخلي وين بالا بشخل بال بوتشخل نويت قوما نوك يا تقون غواي سوخل بيرو توام ويجرتين يو بيرو توام دابع تجازري أرايل عربي ماكر سويم شخ شايه يتر توخ يوني هر ملديوش غاين ملديوش يا أخواتين توخ شيء ده مرخ وين مرش وقام يو هو يورو تادا يو سيريا توام بولسيجي ناخ ده حوسين تيجي كالقسن هيتي بولتات ده شوكر يحكر يا ميات هوكر اوتريتيت بلودو تاتيش شتيش ده تغمرش قابيوخ تام يا تسونت ياخت تسو إلر باخر بوخش ديل شلوب ده نقشي بيشر خيرو كاني ويش وات تام إلر باخر بوخش همش ده تيردش عارف هذه يلا يا شو جوكتش دوي يا جوكتش بلا دينا لي تيتش دوي نقش لي تيتش بيزش يلا يا شو يا ناخياتنا أخي فاميلي تيو شتوتاني جيخا دقيق داوتشن جوكتش هاي الله خدوا هاي فاميلي تي أخي سواش صوون مجاد دوا وشم كامل لتن شابول جوكتي ضحك بيزال وشك جيخا دقيق داتا حلتيها كامل حلتيها كامل الله خدوا حلتيها الله خدوا دوا объявим евреям джихад давай ключи камеру. Ну, давай скажем, что нужно отправлять всех евреев на халатия камер, так я ее. Сохолюх шлил, шварк соон, осан муджад, халатия камер. Давай камер латен, жикчан, жихад добьют новыш. Дудавс, her sen şütse ruber, dudavs pasport, kakepar pasport bar. No way, dir hoş boy, that's on that noch boy şdiyala, bat sokarım şey kadar şu udildir. No hudir, her tega نوخشي قامن ساسق هر قوم مستخل ساغل قوق نوخشم ديش خل واتشن هرتقه هر نوخشي قوم مستخل وشان باسبورت لوهق ناخن
Its passport her arbeium dish ma bayursh tigi da uyach ser zudri kuchmash waya zudri kuchmash ya nochchi chwaha hoshla nach lili turbat soy zundele shuda dies its passport ha nochchi chwa lili khir dat und dat zudi yazir khir hu tagwa وانا عربي ماك دعوه ويزور سوري ماك دعوه ويزروها فيدي شو تك دعوه ويزردو its passport شو nochchi ماك lili khir dat شو مسا gosh khir شو huyo يا سخيتش نه zundele هنا شوية مرموخ ها عيش جازي شو والو لير شو لاكر جازريات شو لاكر شو يودوش دات هوكر بلان شق سياليت يعني جيم يستخلي تنقول شو جاز وهر جاز داي هوكرم شق دالت سديز شو لهلا نقوش بيور سانوخ جيم ديزش بيات هوكر نوخ شي تسوي يسكن und der noch chi muka shi za noch jemand ja weg bucht ja weg gut so shi noch jum duts da im hocker arboy stütz türnisch was ha noch jum duts khezi shun kage der du kar duts urbadat i arboy türnisch magamed ahmed abu walid wa qudus wa sabar di an sajim noch jum khan khatsa busol bini hata noch jum da madat hujja noch jum am washdat هوتان الدين دي تقول وش ما درت حجة بول حيخ وابوشي ترسان هم يلي وزر واتقان احتر بيرش ما يايت سهل بيرش ما دايت قاعد يكون داش اتوشي ترشطوي وداش دوش عش ما بوش سير بيب دادير ما دو مولي دادير دو بيب قدم قيت دول دير نوتان وينيت باتسون داش غاسك عدل دو شو دين شو دي اتش بيش غاسك بون داش يرز دين تقام افرولات اتخر دو خاتسان تون دير خواتين وري كديرو هوكن داوي تودر كي حيقل دو شوية تا اكنمس نوخ شو سدا يتردو ايه الخواتنا واتر ويرسا كيج اول تا شو سدور داش اول دا حوصور بوكو هوش ريليجين باتكي بوي هو كان شو ديز تون ديل ويو كان دين شو توردوكو كان نو زود فابريكا بين لوريات انستيتوت يا يونيفرسيتيت لوريات وكان ويحجر شي ماجيكش ديردوكو نو كارت انا بخيريات نو يحيغم بيش ماجيك عم شوي ويزر بلات مش ويستوكات شخريكو ودا يس حال بولجان ويزر بلات ماجيك عموالنا حجة عولجون زر بلات مش غاسك بدير بوك باتسأل قصو دارستو فينانسيرون وسارت عيدل دول تحاوم تساريو لام كاكوي مو اردو تساري عيدل حياس دوك تسارتون ديل يدوك شو داخ يدوك شو دين دوي ديك دوك شو نيوك يعووش Аллах, отводи муджайду, не делай это. Аллах, серьезно говорю. Хуза ночью бон, хуза хабала бол, шах, питушин угрошты, чушь, аяхара, муджайч. Моя торшаш, апу хояхт, апу шину этон, хокар. Это шнырят, аш бонуш, хо. Ара муджайч, соути, отводи муджайду, Аллах, не делай. Пожалуйста. Эмлу хил бокс садуц карвос инс поход. Цац эршат. يدنسل أخد خاوين أخد يا أخي شو هدينا وين خا بدر نبدأني كروان خاوين خطات وتمش من سر نو يتجع أنا اللي زيروت شوية زسر جيني سيمسوت человек там 1700 человек с одной стороны там 2000 а с другой 700 шوية زسر جيني это стычка هو كان إذا يو نبدأني نكروان كروان يا أخي عنش يشتملو يبات их набирают как-то стараются подешевле набрать وما экономит. Юхваж уход я что за какие пустыни, какие могут быть сражения? Сейчас валянш. Пустыни где там через 100 километров, где-то там оазис и там где-то 20 домов. Нападает на эти 20 домов, забирает их имущество, они защитить себя не могут, потому что там больше 20 домов не проживут. Там воды нету. Представь, больше, при всем желании, там больше населения не будет. Вот эти 20 домов, ну, человек возьмем там, 200, может, там живет. И туда посылает это 200 человек. Они сами пишут, этих 200 грабителей. Магомед туда посылает, на этих 200 мирных человек напасть, 200 грабителей посылает. И это люди будут называть сражением. Hello. И они что, отбирают все, вот этих людей привозят и продают рабство. Okay. Could you give me the 2 Appleton hours? Entschuldigung, pan.
Не важно, ходуючи. Пан или пропан? Пан пропал. Пан мах иштqesh ruq цанохче. Цанхен, лел цанапен. Пане панове бо. И вацевен омичаур, это пан мах кавер. Kurwa, где wszystkie mujahedy jesteś? Mujahedy, kurwa, gdzie wy chodzicie, kurwa? Стоп, блокнутый ровно. А ты, смотри. Осуждаем, квотом барес, квотмаш. Квотом бог, душуны, новсимат. Ветераны дайны кан вахта метте күлчак аматса избна. Кошка ол квотмах. وانت باتش هاينز ديك دو وواحدة ترحلتها عشان قطعنا واحدة أردات سويبوش وحي صوبا حطنا واحدة تاعش تسقط له شو بس هذا سقط واحدة بس أعتقد سمع كان إيه واحدة عيش واتوقع جا حدي بالعيقنا داش الله أخوة بوح وتنا واحدة علشان دقيت ها صوتنا واحدة تاعش مخر وي شنو هو اللي هنا Что вы предлагаете взамен докам маду из хай нохчехал далила? Что там предлагать взамен? Адам гла. صدق سايكوكش بولش سايكوكش مش хочу داك سايكوكش массаж وصوت حضور دوش ساعة هذا Ты рассказывал. بياخ نهوش اوكي تا خطة بيتش بواتر ميالو كويبر دي توركير هين شاش دوتك جيم سرتري واحد دي شغل كيرون داش خيتش ده بو تابول جانم كوادير باخ تابول جان دوت اوكي بيتش بات مول اوجي بيش بات باخ نو ويخد دنيتو وال متكات ولامز دي اشوات ناوي دوخيرو الله خني مقامت عمل اوجي خير دي كوش دويا ماجقت ووت وشوت ياخل شو بالخر دحيج واشبونه نو ناخن كواردين هرم هر جزري يهر دو غاسق بول بيشوش كدير ور شو هيج واش يولار جزي يخ يوروبير يوي حياه كان يق تعالو جزي شاش وان بينيري ناخلي اشقين غاتش ناخلي اشقين تقول كارت وان بينير اول لزين ها وما تسين شو قوش بايو تقول خوزي وين بايد بوش ديلر وات هيتي شو نوختشم دوتش تصدي سون شاهولي لين خاتون شاهوير خاتون وداش يناخش شاي داني سلاح تاري سابر ديال حيوال حيري هرغاز إرمدو أجدوك يشقوز يويدي أحكن ميو تاهي شميت كدير وين بوال بياشي كدير بوتين شدريات دياشيو بوشي يخل يلو شوي حاش دوخش مو يودات نو خلق ودي خردين وهو شابتش حد يخردين هو خواتش بلو نو بعد قاعد بكن أخبو بوش مالش يشوتون يشتو دمو ويل هر حوت سخلش بوش دات هرتادوح ديال قاط نشدوه اردين درجوشش نوختي تو ميردات وداج نوختي تو ات نوختي تو دينك ديستا ديال نوختي تو دوي تو دينك دوي تون داس динек تو دينك. Так, тот, кто рассказывал здесь про крышу, про туалет, про кувшин, что женщина выпила. Вы у ученых узнавали вообще, какую мудрость мы должны были в религии узнать? То есть историю я услышал, хадис я услышал. Что это меня должно было научить? Это какой-то доблести, я не знаю, какой-то мысль какая-то божественная. Кто у ученого спрашивал, что это должно было мне дать, вот эту историю, эти две истории? Какой мудрости я должен был научиться? Кто объяснит? Знаешь, Все, чем занимался пророк, все его действия, которые нам передаются сквозь века как предание, это является сунной. То есть то, чему мусульмане следуют, должны следовать, как минимум. Машаллах, вот так говорит еще. Да, и вот это, когда тебе, скажем так, передают вот эти вот
предание, ну, ты обязан им следовать, и все. Я так понимаю, что это в общем я понимаю. То есть, если у меня там дома гости, я могу там и кувшин налить, там рядом поставить, не знаю, под диван, на стол. Да, Ну, ты халяльно кто можешь на должен был крышу понять выйти. это? Да, ты на крышу можешь халяльно выйти и благословить дом. Реально, Самое элементарное. Я возьмем... какую сторону говори. повернуться задом? Вот представьте, среди чеченцев. Не, я просто хочу, чтобы мне кто спрашивал ученых, вот, что я должен сделать? Я могу, то есть повторить это надо, чтобы быть в нормальной религии, так? Или как это воспринимать? В некоторых случаях тебе передают, например, святость, да, вот как этот рассказывал, Хубал рассказывал, что с другими царями их рабы так не обращались, как вот с пророком его рабы. Он когда плевал, они подставляли руки и мазали, обтирали это лицо этим. Поправлю, не плевал, а харкал. Харкал таким образом проявляли уважение к нему. Сегодня, если человеческую жизнь исследуют каждого человека, вот смотрят, чем он занимался в повседневной жизни, как он жил, чем кормился, чем семью кормил, где он работал, или на земле, если работал, у него участок где-то должен быть, если где-то на заводе, или он верблюда, ну, в песках чем можно? Ну, если это оазис, там что-то там можно, финики там что-то, или караван водить можно, еще что-то можно. Ну вот этот человек, они говорят, чем он занимался. Тем более 11 жен имел. Чем он занимался? Он что, работал, что ли? Нет, он же не работал. И представьте, вот у чеченца 11 жен. Чеченцы отличались гостеприимством. И к тебе приходит сосед. И жене приходит. Он говорит, он сегодня его нету у меня. Он через 6 дней должен прийти. Там 1 жен у него. А у кого? Я откуда знаю, он там какой-то, тем более та злая, и через 11 дней он должен не прийти. И у него там сын, дочь, и он на 11 день приходит к этой жене, к семье, там дочь, сын, и на 11 день видят его отца своего, они, представьте, на 11 день. Вы представляете, вот, на 11 день сын, дочь видят отца. Он по женам бегает, этот человек, по женам бегает. Что, он семью будет воспитывать? Ну что, семья будет, что ли? Еще наложница у него. Какой это отец? Вот чем просто надо следить, чем он занимался. Он что, работал или где? Чем занимался? Грабил? Банду, шайку собрал, нападал. Людей, которые там занимались трудом. И так тяжело жили в этих песках. Отбирал их последнее имущество и потом самих продавал. Ну, тут же мусульмане есть, я имел в виду, каждая история, когда кто-то рассказывает, она либо поучительная, либо это юмор какой-то. Вот то, что в хадисах прочитали, оно это поучительное для повторения, либо это глум какой-то, либо прикол, может, у него юмор такой был. Друзья, всем привет. У ученых не узнавали, я имею в виду, то есть не просто так там написано, это же вообще святая вещь, правильно? Целый хадис, не один, а два, да? Это же как бы все должны верить и почитать. Вот. И в этом и вопрос. Значит, какой там потаенный смысл, так и не ответили. Может быть, кто ученых спрашивал, он ответит на этот вопрос. Можно спросить вопрос? Да, спасибо. Первый вопрос будет, Хубал, почему у тебя щавель на аватарке? Что это такое? А второй, более важный, адресован, получается, всем вам. И вот мне искренне интересно. Вот люди, которые приходят сюда, вот вы видите стрим, шариат или демократия, вот люди, которые выступают за шариат, вот какая у них аргументационная линия? Вот мне интересно, вот что они говорят? Ты про мою новую авашку, да? Да, такой щавель, знаешь. Ты имеешь в виду про вот эту дырку? Или что? Да. А это же святая дырка в Кабе. Я знаю, что это, поэтому он на щавель похож. Да, это мой дом, вот я там живу. Хотел как бы показать.
серьезно, вот люди, которые приходят, такие, да, типа, ну вот шариат, как бы тыры-пыры, как что они говорят, типа, как они, какая у них вот аргументация? Ты про что имеешь в виду? Вот смотри, тут тема эфира, и она неоднократная. Шариат или демократия? Я так понимаю, к вам приходят тоже сюда ценители шариата и говорят, нет, шариат лучше. И как они это типа доказывают, как бы основываясь на Не, чем, что они они говорят? сюда в основном заходят эти... Секунду. И знаешь, как доказывают? Заходят и трехэтажными матами и Они этот Free Palestine сюда заходят в основном. Им пофигу на свою религию, Я так понимаю, когда-то на был арабский халяльные халифат, на халяльные он не успел. практики, вот эти с мочой и там со всем остальным. Не, я так понимаю, был арабский халифат, там, слышно меня? Я никого не слышу. Да, слышно. Был, говорю, когда-то он распространялся, а также, видимо, распространялся шариат, и не успели, как бы, весь мир... Вот сейчас ты пропал. У тебя что, этот Веризион, что ли? Мобильная связь. Знаешь, Хубал. Да, сейчас появилось. Ага. Но, грубо говоря, не успели весь мир сохранить и шариат по всему миру распространить. Это была несправедливость. Я так понимаю, что, наверное, естественно, это были все евреи, наверное, заговор сделали против халифата. Как вам не стыдно Естественно. вообще? Как вам не стыдно? Вот. Естественно, это все они сделали. И, видишь, вот эта несправедливость, вот с тех пор она идет, никак этот шариат не может весь мир поглотить. Вот эта боль, которая осталась с какого там века, какого года, вы не помните? Я не знаю, 1100 или какого-то там 800-го. Ну, сейчас вот у них уже боль, другая. она... Сейчас другая Я хотел уже сказать, тактика. что как вам не стыдно? Да. Как вам не стыдно? Смеетесь над палестинскими детьми. А ведь это же могли быть доктора 100%, инженеры. Я не смеюсь. Кто над палестинцами детьми не смеется? Что вы говорите? Мы говорим о халифате. В каком детективе? Да, смотри. Я Тогда я один думаю, такой, видимо. я думаю, что как бы халифат уже они профукали, они уже это поняли, они вот по-другому сейчас действуют. Через эту вахабню, либо через террористические иммиграции вот эти, которые они делают во все страны. Потом пролезают в правительство, размножаются, сидят на пособиях. Знаешь, Хубал? Если взять Саудовскую Аравию, то все деньги, вообще Саудовская Аравия когда-то договорилась с Америкой, все эти страны Персидского залива, что будут торговать за доллары. Тем Америка и стала такой сильной страной. И все деньги по сей день это Саудовская Аравия и Катар вкладывают в американскую экономику. То есть все эти деньги, они здесь. И они все там друг друга видят гости, дружат. То есть этот верхний эшелон власти там друзья. А вот бедные, которые мусульмане, у них какой-то, я не знаю, как это у них все функционирует, потому что на высшем уровне они идут. Но у Саудовской Аравии, видимо... подожди. У Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, все там прекрасно, там все есть. И все, что хочешь, ты там найдешь. Ну, и грязное, и плохое, и хорошее, все там есть. Там вахабни нету как бы. Вахабня есть в СНГ, в других каких-то там странах. Ну, везде, кроме вот у них самих, как бы. И когда тот, вот, например, Full H, вот этот популярный блогер Алим, который подсел на уши всех СНГшных наших псевдомусульман, чуть-чуть что-то не то сказал, сразу его посадили. У них-то все прекрасно с этим. Это вот в других местах проблемы.
Везде, вот 270 лет они взращивали эту ваххабню, а сейчас у себя они убрали ее в других местах. Да Недавно вон... мусульмане, они вообще, они с рождения ёбнутые люди, на самом деле. Да, пожалуйста, не матерись тут. Тут нельзя? Ну, когда ты материшься, это плохо для эфира. Понятно. Да, например, у меня в республике недавно 70 штук. Пропаганда. У нас в России, у меня бывшая, это пропаганда, потому что без одобрения ФСБ там вообще ничего существовать не может. Априори такого быть не может, чтобы что-то существовало. На арабов там, Поэтому саудийцев там, они летают там по всему миру, там, я не знаю, отдыхают там, бухают, все что угодно делают там. Как бы все у них там хорошо, и налоговая вот эта фри-зона там, я не знаю. Так это же харам. Пить, курить. Да, у них все это есть. А в других местах это харам. А зато на чужую женщину нельзя смотреть, когда ты в чужой стране. И за это сразу надо убить человека обязательно. Да. Блин, почему моя авашка не меняется тут? Интересно. Я ее сменил вроде бы. Почему-то не меняется. Салам алейкум, ребята, как у вас дела? Какой нахуй салам алейкум? Пошел нахуй отсюда, ёпта. Не нужно материться. Алло. Третий раз как бы с тебя спустят. Понял. Там нахуй иди. Так. Что он матерится? Выгоняйте его. Я как раз на прогулку вышел. Ребята, прошу прощения. Слышите меня? Не, я Да, вот давай. хотел, на прогулку вышел, кто хочет, может подойти. Если с угрозами здесь были, как раз буду сегодня несколько часов гулять. По центру буду, Рудольф-плац. Ветеран, мадиц ай, саишон, мадиц. Карфудегда, Тишембехке, Ямартлоке, Дам, Дацара. Мадиц. Сайкадала, вообще демер хуой, тараунт эвен. Я скамял див, да сразу уже. Скамял див, до швецов. Аркос газ кузером. Сан хакен скамял див, до швецов. Герца. Милю герца. Герца, сама есть милю герца. Вот я, да дезек див. Дел не атала, шун коталай ну ши. Нохче ко мастри, нохче юбо. Это он на арабском общается? Он на чеченском общается. Алло, ассаламу алейкум. Муслим, эфире вахту, примите ор, милор. Эй, мы примем, конечно, это только... Примем, бля, я твою маму ебал, бля. Всех этих, кто против ислама. Все, ты кефир по исламу, если ты затрагиваешь чужую маму, там, отца, то ты кефиром становишься. Так, сейчас я, кстати, прочитаю этот хадис. Сейчас мы разберем. Фетву сделаем тебе. Тут один был, который говорил, рожденный мусульманин там что-то. Тут многие, в том числе Вот. и я, был рожденный мусульманин. Да, Нейм, подожди, я прочитаю. Про родителей сейчас затронул. В исламе поносить родителей – это тяжкий грех, который называется укук аль-валидайн. Непочтение, ослушание или оскорбление родителей. Это противоположность бир аль-валидайн, почтительного и доброго отношения к родителям.
Так, что именно считается поношением? Это не только грубые ругательства. В исламе под это попадает довольно широкий спектр действий. Прямые оскорбления, проклятия, грубые слова в адрес родителей. Так, сейчас, подожди. Сейчас. Вот. Главный хадис по этому поводу. Сахих аль-Бухари и Муслим. Посланник Аллаха сказал: поистине к числу великих грехов относится то, что человек поносит своих родителей. Люди спросили: о посланник Аллаха, разве человек может поносить своих родителей? Не, это не то. Поносить своих родителей. Да, он ответил: да, он оскорбляет отца другого человека, а тот оскорбляет его отца и мать. То есть поношение чужих родителей приравнивается к поношению своих собственных, потому что ты провоцируешь ответную реакцию. Ты становишься причиной того, что твоих родителей тоже оскорбляют. Это и есть поношение своих родителей в понимании пророка. Это не просто грубость, это кабира, большой грех, который выходит в список тяжких грехов. Вот. Короче, этот чувак супер тяжкий грех совершил, когда затронул мать. Это Сахих аль-Бухари 5973, Сахих Муслим 90, в некоторых изданиях 130. От Абдуллы ибн Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, передается, что посланник Аллаха сказал: поистине к числу великих грехов относится то, что человек поносит своих родителей. Люди спросили: о посланник Аллаха, разве может человек поносить своих родителей? Он ответил: да, он оскорбляет отца другого человека, а тот в ответ оскорбляет его отца и мать. Ну ты уже тяжкий грех совершил. Как ты вот как тебя поднимать? Ты родителей трогаешь. Или поднимем его, чтобы послушать. Фарго. Поднимите, что он разбавит свою, покажет свою... Поднимите, пожалуйста, меня поднимите. Это, я вам скажу, вот эти мудаки, которые сюда приходят, они в ТикТоке уже засветились. Они группу создали, чтобы нас блокировать, чтобы... Чтобы, короче, именно тут материться и блокировать, страйки кидать. Имейте в виду, короче, мне уже писали насчет этих мудаков. Это который камеры включает. Badela, я чул делал ТикТок, чул захиется. Ну, элоту. Его типа опустить то, да, ще дага бог, шмята дук, тунша, эльчата опустить то мята дук, да? وحقيقة أبوستيت ما وها الله وينولي عمنان حيوحو ها الله هو تنكروش باسم بوزمولي قيجو حا أبوستيت ما وها خاصيته سمو دولها Ядреный твой сумасшедший цамгаркет башка. У них примитивное мышление, он тебя все равно не понимает. Он не понимает, что ты ему сейчас говоришь. Примитивное. Так он сам... Иду улич так кетеру.
он сам признается, что да, говорит, совершил, поднимите меня. Он хочет еще один, наверное, совершить тяжкий грех. Какие-то тут примитивные слова иногда звучат, они даже не понимают, даже если их те, кто им отвечает, просто тратить на них свое время, это просто бездарная трата времени. Даже если ты им что-то и сделаешь, это просто ты бездарно потратил свое время. Не нужны они. Время твое дороже стоит, чем с ними что-то выяснять. Просто люди примитивные, не докажешь сейчас ничего примитивному человеку. Не факт. Некоторые преобразовались в правильном направлении, поменялись после этих эфиров. Я некоторых знаю людей. А они начали с матов, так вот, заходя, матеря отцов, матерей, так? Не, я имею в виду, некоторые вышли из этого дерьма, я имею в виду. Халяльного. بعد دیش سو شوار نان دیتا دین دیتا نخا بوبا دیشو حبو انديا تدا شا كاتا تدا سودا ولا خيلا سواش. Никаких же проблем нету. Все это есть в интернете, номера есть. Открыл, прочитал, сам сравнил. Я себя вывод сделал. Но те, кто упорото не хочет даже сравнивать, читать, ну, с ними же ничего не сделаешь. Так, поднимите вот этого греческого философа, Гидеру можно поднять. Кобу тоже можно проверить, еще раз поднять. О, это, короче, этот... Салам алейкум. О, наш еврей, да, там? Здравствуйте, здороваться или как? Шалам алейкум, как с вами? Или привет вам говорить? Не, нормальные люди. Как Гедоу Рассел говорит, послушай, ну, как с вами приветствуете? Вот я не знаю, вы не мусульмане, не непонятный кто. И не евреи вроде. Может, привет все-таки? Я говорю, вот у Гена Рассела спросили, говорит, как порождается фашизм, говорит. Он сказал, говорит, они сперва, говорит, очаровывают дураков, говорит, а потом закрывают рты умным, говорит. Вот чем вы занимаетесь сейчас на данный момент, вы фашисты? Это Мухаммед этим занимался. Всех дебилов, варваров, всех вот этих обезьян собрал вокруг себя, которые нападали ночью на спящих. Вот тем, что сейчас говорит Мухаммед. По всем параметрам. Мы как раз таки антифашисты, ни хрена себе. Фашизм есть, ислам нет, самый если, настоящий. Ладно, разговоров нет, если бы вы не трогали бы чужую религию, ну, посредством, представляете? Вы Так чужая религия и есть фашизм. Что нам делать, которая называет нас хуже, чем черви, с наихудшими тварями, и призывает терроризировать нас и насиловать, и порабощать наших женщин и детей, делать рабами. А женщин секс-наложницами. Посредством этих вещей ты взял только чисто плохое и посредством этого сделал для себя В вывод. смысле плохое? Это часть этой идеологии. В смысле плохое взял? Ну, есть это часть этой идеологии. Что мне говорить, блин, вот посмотрите, у мусульман там иногда чпокаются. Как же это хорошо, да? Иногда чпокаются, это в каком смысле? Это где там написано? А ну-ка давай, я что тоже... Мне вообще по барабану, что у вас там хорошее. Я могу. Факт относительно меня, постановление у вас там коротко и ясно. Убивать, за тебя лично. Либо платить дань и превращать моих жен, женщин в наложницы, блядь. Прометей, лично за... Про фашизм он заговорил. Адис хотите или нет? Месяц Рамадан. Пророк сосался со своей, целовался, то есть, целовал свою жену. Сахих Муслим. Хадис. Так, хадис.
Сейчас номер не вспомню, если хотите, уточню. Короче, в этом около 10 хадисов, в которых Аиша, Хафса, все жены подтверждают, что Мухаммед целовался с ними во время поста в месяц Рамадан. Чпокались. Во время Рамадана. Ты смысл Рамадана вообще понимаешь? Бендетта? Да, понимаю. Рамадан это... Подожди, Слава, подожди. Не жрать Рамадан это не жрать до вечера и обжираться ночью. Жрут свиньи, Парметей, жрут свиньи, если что, имей в виду. Вандет. Не знаю, я не знаю, короче, жрут что, но обжираются, что знаю. Послушай меня, Рамадан, это же есть, называется, вот, например, это когда ты держишь пост, правильно? Ну как можно целоваться, когда у тебя пост со своими женами? Алло, 29-й. Послушай, ты свое можно сосаться со своими женами, когда у тебя Рамадан, пост? Ну, послушай теперь. Рамадан это является пост от определенного времени для определенного времени открываться, правильно? От рассвета до заката. Посты ты сказал. Аллах не знал, что на Чукотке и в Норвегии есть места, где солнце несколько месяцев не садится. В какое время они целовались? Не фартануло Аллаху. В какое время? Они в этот период целовались? Да, прямо говорится, во время поста, прямо когда у пророка у них был в этом уже пост, они сосались. Теперь давай, прямо... Вандетта, если ты такой умный и хафиз, теперь давай вот это мне ответь. При каком раскладе во время Рамадана пост портится? Давай. Алло, 29-й. Хафиз, давай, Хафиз, ответь на мой вопрос. Я тебе задал. Аиша, знаешь, что сказала? Пророк умел держать своих коней. Коней ты мне ответь, ты далеко не уходи. Да. Пророк мог сдержать своего коня. Да. Вот прямо там это и говорится. Да. Пророк мог своего коня сдержать. Вот прямо там это уточняется. То есть прямо туда лезут сразу. Вандетта, ты мне не ответил, Хафиз, ты мне не ответил. В какой момент... Я тебе отвечаю прямо на твой вопрос. В этом хадисе прямо отвечается. Пророк целовал с нами, потому что он мог сдержать коней. 30 лошадиных сил. Ты мне не отвечаешь, в какой момент портится? Какой момент портится пост? Когда ты кончишь свою жену, вот тебе так... Что ты... Получается, ты когда сосешься, ты что, кончаешь, что ли? Ну, короче, со мной больше не говори, Вязаный. Короче, ты вообще прогнался, я тебе скажу. Подожди, давай, вот я твое мнение хочу послушать о кое-чем. Подожди. Давай, следующий. Да, я хочу послушать твое мнение. Родовое превосходство арабов. Ибн Тамия прямо утверждал, что арабы как народ превосходят все остальные народы. Он заявил, что это является консенсусом иджма ученых Ахлю Сунна валь Джама. Его основные тезисы звучат следующим образом. Я, может, не понимаю. Потише. Остановись, потише. Слушай. Превосходство вида. Ибн Тамия пишет, тот, кто придерживается сунны, убежден, что род арабов джинс аль-араб лучше не арабов, джинс аль-аджам. Будь то персы, римляне, евреи, сирийцы, копты или любые другие народы. Иерархия превосходства. Он выстраивает четкую генеалогическую иерархию. Арабы превосходят не арабов, племя Курайш превосходит остальных арабов, род Бану Хашим превосходит остальных курайшитов, а пророк Мухаммед лучший из рода Бану Хашим и лучший из людей. Причина превосходства. Ибн Тамия утверждал, что это превосходство является врожденным и сущностным, а не только потому, что пророк был арабом. Он писал, что арабы изначально обладали превосходством в разуме, характере, языке и природе, что сделало их наиболее достойным сосудом для принятия последнего откровения и несения ислама другим народам. Давай, отвечай. Ну, я тебе могу ответить даже больше. Я могу сказать, что я Бану Исраиль в таком случае, потому что обо мне тоже написано в Коране, что я избранный.
А вы мои вот лично, вот ты, вот, который здесь Я сидящий. тебе прочитал, что ты Но на я тебе пятом месте отвечаю, находишься. не Я только тебе пророк только что является прочитал. избранным. Я тоже тебе являюсь прочитал, что евреем ты на пятом избранным. месте. Ты на пятом месте, будь то персы, Послушай, римляне, евреи, Вася, или сирийцы, кто ты там, копты или Петя? любые другие Нет, ты народы. не являешься, подожди секунду, ты не Я являешься являюсь избранным избранным. после... Нет, после того, как Что пришел ты говоришь, ислам, ты нет? сдал... Отвечаю тебе, потому что я знаю. Открывай Ты Хафиз, после открывай того, как... книгу в таком случае. Открывай книгу. Бану Исраиль, После ищи. того, как пришел ислам, и вы не приняли ислам, вы стали проклятыми. И вы должны быть Но уничтожены мы же были полностью до избранными, судного и мы дня. же являемся избранными, народ по Курану. Нет, вы не являетесь избранными. После прихода Там не ислама, написано же если про ты говоришь чеченцев. про Если ты говоришь про ислам, Вы чеченцы, после вообще не написано в Коране. Короче, мертвое полушарие. Ибрахим, ты являешься... Кого-то, поверьте, Убирай. уважаемые братья, Давай кого-то будем сажают слушать мужья. я выйду сейчас. Вы меня сюда позвали, я чтобы выйду сейчас. им было легче добывать наркоту. Вы же сами знаете, что женщина Давайте. более зависима. Салам алейкум таком. Отвечай, ты с темы не съезжай. Подожди, не перебивайте, я специально здесь. Короче, хочу вот это Вот именно, включить, специально, дать ему понимаешь, послушать. вот именно. Дать хочу послушать, где нужно установить шарикат. Вот этому. Да вы брату. позорище своего Вот народа, смотри, я вам что скажу. В нашем прекрасном Дагестане Горянки. горянки – это же не какие-то пришлые люди, это наши с вами аварочки, даргинки, лачки, кумычки. Это все национальности. Они употребляют наркотики. Кого-то, поверьте, уважаемые братья, кого-то сажают мужья. Да, чтобы им было легче добывать наркоту. Вы же сами знаете, что женщина, она более зависима. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанская здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Соскочил фальшивый Бану Исраиль. Здесь кто будет шарикат устанавливать? Я не пойму. Вот сюда заходят, нам здесь всякую из себя корчат, я не знаю кого. А это, вот там кто будет устанавливать шарикат? Алло, 29. Там сам будет? Шарикат сам там установится? Или кто-то его будет устанавливать? Вот сюда смотри. Вот сюда смотрите. Кто будет, еще раз повторяю, кто будет устанавливать шарикат вот здесь? Вот здесь кто будет устанавливать шарикат? Вот смотрите. Говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб. Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншалла, машалла говорит, но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они закончены заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Отображение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Так, вот смотри. Смотрите, кто вот там будет устанавливать шарикат? Объясните мне. Я не пойму. Вот сюда нам заходят в интернетах какие-то маджахеты, какие-то
шахид-мопеды, короче, на себе тельняшки рвут там. Я отвечу, они и те вот, кто иншалла машалла говорит. Я поэтому и говорю, тут, понимаете, вот эта вся ихняя тема, да, там какой-то ЛДПР в Европе, 5-е, 10-е, я уже полностью как бы, ну, сомневаюсь, да, во всем вот этом. Я подозреваю, что тут нам хотят, скажем так, ну, прощупывают, да, там. А что, если интересно, можно будет там? Вот, Ребят, не переходите на политику. кто это сказал, что нельзя переходить? Я всех приветствую, я давно уже здесь сижу, но просто вас слушаю. Я говорю, не переходите на политику, вы начинаете... Тему смотри, картинку Ну, видишь по взаимосвязана центру? в этой жизни и политика, и религия. Так Нет, что без нет, этого нет, никак. нет, политика и Да, религия да, это да, разные да, вещи. да, да, да. Ты Связано. Это видишь разные вещи. Это по центру разные вещи. картинку? Картинку видишь по центру? Ну, если вы принимаете политику и религию в Еще раз повторяюсь, кто будет устанавливать шарикат в Махачкале, вот где я сейчас включал вот эти моменты, где лесбиянки, извиняюсь, где вот эти всякие задние приводы. их везде хватает. Где два официальных гей-клуба, где почему войско Иисуса шлют куда-то в Украину с ЛДПР бороться? Оно же вот здесь, прям под носом. Кто будет создавать войско Иисуса для борьбы с вот этими? Объясните мне, дураку. Это выгодно политикам, не людям. Это выгодно политикам, потому что это деньги. А вы пытаетесь... Сюда заходят говнюки и нам рассказывают какие-то сказки про шарикаты. Где ваше войско Иисуса, алейхиссалям? Почему вы на месте у себя не можете как бы вот это вот дело решить там свои собственные интимные, короче, проблемы? Подожди секунду. Ходите, нам тут рассказывайте сказки. Не надо рассказывать мне про войско Иисуса, потому что, во-первых, я не христианин, я не верю в Бога. Мусульманин? Нет. Тебя здесь никто вообще не спрашивает. У нас тема. Я писал до этого сообщения. Ты поверь, кто ты, чтобы мы поняли, кто ты поверь. Алло, подожди, я тут разговариваю. Не надо Все, он меня улетел. перебивать. Он, брат, улетел, брат. Извиняюсь, перевел тебя. Я его улетел. Я тут объясняю тему. То есть к нам сюда заходят всякие говнюки. Там всякие за еврейскими прячутся, аватарками, там, наименованиями. Потом сразу начинают здесь, я не знаю, паниковать, когда ты включаешь вот то, что в Дагестане происходит. Вот эта девушка, она рассказывает, что 90% лесбиянки, извиняюсь, раз уже эта тема пошла, это шариат, что ли, у вас там, я не пойму. Вы сюда заходите и рвете на себе тельняшки, и ваше одно место мягкое рвете здесь. Пытаетесь чем-то показаться нам. Может какой-нибудь маджахет зайти сюда с Махачкалы, с Дербента, я не знаю, и объяснить нам, что, как нужно шарикат устанавливать правильно. Почему его правильно не устанавливают? Почему его здесь? Почему нам петушаться здесь в интернете? Пытаются из себя корчить каких-то этих шахид-мопедов. Все, обратно, да, решил вернуться? Да, вы что, реально, все там... Я вернулся к Ибрахиму. Ибрахим, вот послушай меня. Ты сейчас столько людей оскорбил, да? Ты ведешь себя вообще, не, как бы сказать, неадекватно психологически. Да я никого не оскорбил. Да, послушай теперь. Слушаю я, не надо мне накидывать оскорбления. Я никакие народы здесь... Я тебе скажу... Не обсуждаю, не оскорбляю. Я нормальных людей, кем бы они ни были, я их... абсолютно, приветствую и нормально могу общаться и нормально вести отношения с людьми. Но когда сюда заходят и начинают петушиться, я просто включил видео, где рассказывают дагестанские ребята сами, что там ходят ахишки, машалла, иншалла, а на самом деле они заднеприводные, он говорит. Машалла, да.
Ребята, давайте так, смотрите, в первую очередь, давай вот так, Ибрахим, как с тобой здороваться вообще, в первую очередь? Как тебе там салям дают или Ты шалом, можешь или салям привет алейкум. тебе? Ты можешь салям алейкум, не проблема. Саляму алейкум говорить? Ну вы же не мусульманин или как? Или я не пойму вообще, Не, вы кто вообще по нации? не, вот с Вы не чеченцы? дагестанцами, с какими-то арабами, афганцами, я нормально, когда вы саламы кидаете, я вам ответ кидаю. Просто когда моего народа люди начинают кидать мне саламы, мне это как бы я начинаю охреневать. Алло, вы Ну что? теперь давай вот так, тогда оставим народ и оставим нацию, да, например. Будем говорить за личность. На данный момент сейчас ты говоришь о дагестанцах, людей, которые какое-то видео ты увидел, и это видео взял для себя примером, и для такой степени, что ты его сейчас развиваешь. Какой-то один человек стал причиной для того, чтобы ты был распространителем Не один этого человек. видео. Подожди. Сейчас, я тебе сейчас все видео покажу. Я не Не надо мне все видео, подожди, давай поговорим, Ибрахим. Ты всегда вот где-то убегаешь от меня, я вот что заметил. Давай Ну, поговорим. как и ты как мужчина с соскочил. мужчиной. Ты соскакиваешь сам. От тебя убегаю я, что ли? Ты чё? Конечно, братан, ты лично от меня убегаешь постоянно. 29. Вот, Ай, блядь. вот Ты сейчас. мои носки, блядь. Убегаешь, блядь. Ты вообще кто там такой, блядь? Тебя убегать. Я Вот я воин, тебе я гибор, сейчас, я являюсь Да ты евреем, никто. который Подожди. принял ислам. Подожди. И что ты говоришь, Не ты нужно. выше всех, да? Ты Ты уже являешься, не еврей. Вы ты чё? являешься дагестанцем. Я не являюсь дагестанцем. Являешься. Я могу поклясться твоим богом, но я не знаю, кто твой является богом. Давай Ответь мне. на Можешь ПДР. тогда по-еврейски говорить? Я тебе не только по-еврейски, я могу с тобой и на арабском поговорить. Давай поговорим по-еврейски. Шма Исраэль Адонай Элохим Ахад. Ну ты только это и знаешь, понимаешь? Потому что ты работаешь на дьявола. Переведи. Ты лично, слышь ты, подожди. И ты лично, Прометей. Переведи. Для меня являешься Бхарма, ты являешься Бхармой спермой. Ты Понял? сливаешься, видишь, на личности переходишь, сливаешься. Нет, я Давай, не являюсь этот человек спермой. он мне не нравится. Я его вообще, как бы сказать, ненавижу. Я не знаю, кто его Давай, Господь. Его Господь является Что деньги. я сказал? Его Господь его спонсирует, этого Что я человека, сказал? для того, Переведи. чтобы он распространял. Ты балабол, Почему? переведи. Потому что ты... Давай, Нет, переведи, ты слышишь, что он блядь, тебе сказал. Я распространяю Переведи. слово Аллаха. Давай переводи, что я сказал. Ты сперма Бхармы, ты сказал. Переведи. Я не сперма, вы придурки перепутали. Сперма не принимает никакого участия в Ты сперма зарождении ребенка. Он Я тебе только... говорю, ты раб Бхармы, понял? Вот ты лично, я тебе говорю, ты сперма Еще раз Бхармы. говорю, для особо тупых, еще раз, мы не являемся спермой. Забудьте об этом, прекращайте. Сперматозоид лишь доставляет чертежи и умирает, все. Он не принимает никакого участия в эмбрионе. Дебилы, вы промахнулись, просыпайтесь. Это не еврей, ребята. Просто его нужно блокнуть. Он везде прикидывается под еврея. Смотри, по-еврейски я тебе сейчас скажу, переведи. Шипхана буги вача. Давай, переводи, давай. Переводи, давай. Чё ты? А? Чё ты? Давай. Куда ты делся, Вола? Вот такой он еврей. Не еврей он, понятное дело. Да нам пофиг вообще. Если он еврей и принял ислам, он вдвойне тупорылый придурок. Как еврей можешь принять ислам? Это вообще в нормальном мире невозможно такое вообще. Еврей, как никто другой, знает, что кем был Муха.
Пошел там что-то учить, он, видимо, изучает. Да, гуглит сейчас. Я отходил, черти, короче, смотрите, послушайте меня внимательно. Да, погуглил, да. Послушай, Сам ты черт. Разговаривай нормально, сам ты черт. А кто ты? Сам ты черт. Разговаривай нормально, тупорылый бес. Пускай чуть-чуть потапает, потом вернется. Да, потапай там внизу, потом поднимем тебя. Иншаллах. И то неизвестно. Надо его культуре подучить нормально, потихоньку. Чтобы цивилизационно. Это круто было. Мы-то конкретно взгрели, походу, волком. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Спасибо большое. Вот так, по-черному шейкель. Вот так вот Масад поддерживает своих. Вот так вот. Наконец-таки. САС 95-го региона. Ну, они типа прикидываются, понял, чеченцами. Это, короче, наша группа масадовская. Мы поддерживаем друг друга вот так. Извините, я к эфиру готовлюсь. Кефир готовишь, да? Киров готовит. К эфиру готовится. Я подумал, кефир готовит. Как он сказал, Хубал, вот этот, который вылетел? Да, говорит, я выше вас всех, говорит, чертила, блядь. Сейчас вот гусь, блядь. Инцестник, блядь, какой-то. Omar чи hodint ihwate nag tag khaldata yut khshalik za. Да, Буту, бесполезно. Вот сюда смотрите. Проблема в чем, показываю. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Ибрагим, скинешь мне, пожалуйста? Скинешь мне это в телеге? Этот, который здесь косит от еврея там. Это что у вас там? Вы здесь прикидываетесь какими-то брутальными ахишками там. Салам алейкум ва рахматуллах, иншаллах. Это что у вас там такое? Безбородые мальчики, смотреть, не смотреть. Там реально вот эта проблема есть, что ли? Я просто охреневаю. Вот зашел, иншаллах, машаллах. А что, нельзя, что ли? В Афганистане бачибази есть официально. Ночные дискотеки с бачибазистами. Муджайды, талибы ходят отдыхать. Вы вообще сами где находитесь? Я в Кабуле под мостом. Я в Дагестане, в Махачкале. Вот Да, Ибрахим, не рассказывай. Ты 100% не в Дагестане живешь. Я в Дербенте живу. Ну, если ты среди мусульман, Ибрахим, живу, мне кажется, ты бы так не пел бы. Тут все вот... Походу, среди этих... Ты среди русских живешь, мне кажется. Ты среди русских живешь. Или в Европе сидишь где-то там и рассказываешь, раскачиваешь. Когда кажется, надо креститься, брат. Обязательно, как ты скажешь, я сразу. Алхамдулилля.
Я хочу Как тебе ислам? Как тебе? Научился камнями жопу подтирать? Ну, как тебе ислам? Расскажи. Ну, пока до этого не Верблюжью мочу дошел. уже пил? Верблюжью До мочу этого уже тоже еще не пил? дошел. Иншаллах, Это не дойдешь, дошел. брат. Мы из Ну тебя вот, смотри, сделали вот еще интересный разговор. Вот, настоящего, послушай, вот настоящего послушай, вот этот мусульманина. интересный разговор. Послушай. Ты Да, вот я знаешь знаю, пророка это, Мухаммада? ребят, интересно. Просто. Нет, ты знаешь пророка Мухаммада? Послушай меня. Прометей, Да, давай да, поговорим. да, конечно, я с ним встречался. С первым Бхармой. Вот, Сейчас у меня будет эфир, туда зайди, поговорим. Нету времени. Нету времени у тебя, братан. Давай поговорим на туре, есть же. Послушай, я тебе пару Да, вопросов тут задам. Вот ты поговори знаешь с людьми пророка? пока. У меня времени нету, я ухожу. Вон, ваша проститутка хочет подняться. Вон, поднимите свою проститутку. О, Господи, Боже мой. О, Боже. Вон, Эва 13, ваша проститутка. О, Боже, что за язык? Господи, помилуй. Ассалам алейкум. Гибон, ты чё, попутал? Ты же их не постилку, я слышал, да? Ты чё, попутал, Рамсы, Вася? Ты что хочешь, чтобы я сейчас Аишу вспомнил бы и Мухаммеда вспомнил? Или ты хочешь, чтобы я твою Алинку в Африку? Чё ты ее? Он хочет, чтобы его душу дом труба шатали. Он хочет этого. ЛА-13, Машон, это что за персонаж? Давай, я задам тебе вопросы про нашего пророка Мухаммеда, мир ему. Успокойся, вот лично ты, я тебе скажу, с тобой вообще западло За что общаться. пророк? Я тебя уже все, я тебе скажу, здесь твоей не мамой позорься. Аишей. Не Ему было позорься. 53, ей было 9 лет. Что он То тебе сделал? ты был евреем, то ты уже сейчас чеченец. Тебя везде по кругу пускать, я смотрю. А ну давай, успокойся. Как смешно. Смотри. Племя Альзута не я был. Это мне шалеть, Если я тебе сейчас, если я дальше сейчас скажу, кто. Фанатка появилась. Армат, Ладно, давайте, это моя фанатка пришла. ЛА-13, Свою слышишь? фанатку ЛА, что это за вообще экспонат? Можешь объяснить вот этот? Этот Гибон, он, короче, он все, что плохое есть, это он, брат. Он, смотри, одно время у него была жена. Одно время у него была жена Алинка, вот эта Алинка 007. Она, Смотри, как я люблю это. которая родилась египтской. Это не является евреем, и ты пытаешься еще что-то мне говорить. Потом стала шииткой, потом стала азербайджанкой, потом стала сунниткой, это Алинка. Они были муж и жена, а потом он ее выкинул, она потом шла там и искала себе мужчин на других. А этот он такой, знаешь, ему насрать на Коран, на пророка, вообще все равно. Он просто там, вот сейчас придет Махди, и все у нас будет хорошо. Он тот, который... Смотри, я сейчас тебе ролик Махди покажу. ждет. Вот этот ролик как-то связан с этим, вот смотри. Потому что евреи меня не любят, потому что я говорю правду. Какую правду ты можешь говорить из своих Никто Коран? здесь меня не вывезет. Я вам скажу, не Смотри, Элла, смотри, подождите. Просто это Элла, сперма. вот это. Говорит обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб. Махачкала Я свою проститутку вам отдаю. является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками. Сегодня они закончены заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек, лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены есть. Вот с этим как-то связан этот персонаж. Элла, ты в курсе? Постоянно вот он здесь ахишка, там, иншаллах, машаллах, вот такие темы поднимает. И вот ребята говорят, что рассказывают о том, как действует в Махачкале вот эти 2 гей-клуба. Что они все там говорят, машаллах, брутальные на вид. А на самом деле они как бы
У них другая тема. Микрофон выключен, если что. Не, а кто мне отключает микрофон? Смысл мне, ну, отключать? Я просто видео хотел показать, поэтому всех. Да, этот Гибон, он, короче, он вообще ни о чем, он ничего не знает. Во-первых, про свой Коран вообще ноль, zero, ничего, вообще ничего. Там он типа сидит на всех стримах, вот сейчас Махди, короче. Приветствую тебя, Георгий Маршо. Георгий, скажи, сколько раз я на твоем канале его опущенным сделал? Я уже со счета. Там много раз. Там вообще никто, брат, этот Гибон, звать его никак. Там у них раскололась любовь с Алинкой, Вафлинкой, и сейчас они вот, этот бегает от горя, Алинка тоже бегает, себе ищет мужиков, обиженный ходит на своего Гибона, говорит, вот, он мне кока-колу не покупал, только компот заставлял пить, а я хотел колу, фанту, он не покупал, потому что, альхамдулиллах, мы мусульмане, ну и всю эту хрень. В итоге разбежались они. Вот такие они вообще никто. Они могут только подняться, оскорбить, ну и все, и больше ничего не могут делать. Ну это сброд дагестанцев, которых вот в 729 году, когда 20 тысяч голов их привезли, вообще не по, как палестинцы. Вот вообще никакой это не народ, сброд. Да, вообще ничего. Подожди, о нациях так не говори. Понятно, что там есть... Мы не говорим о нациях, брат. Акциях, я не говорю о лезгинах. Я о дагестанцах говорю. Да, Дагестан это не нация же, нету такой нации, Дагестан. Это... Палестинцев нету. Да. Да, так что мы здесь о нациях, мы вообще, ну я знаю, ни Вендетта, ни тебя никогда не слышал, Ибрагим, что ты там за всю нацию где-то что-то. Ни Пармат никогда. Это вот эти уксусы, это они могут. Любители своих родных и двоюродных сестер. Всем добрый вечер, маршал, думал, маршал, мой брат, генерал легкую артиллерию пускаете в эфир? Только своих. Сейчас мне только что сказали, что какой-то сюда парень поднимался такой с еврейскими такими буквами. Был такой один час? Гибон, это булочка. Да, уже пересекался с ним. Вообще ни о чем, брат, ты знаешь. Да, он конь педальный. Да хуже, он два слова связать не умеет. Ты ему зачитываешь суры, вот прямо с этого, вот у меня что есть Коран, который греет мои яйца там, блядь, иногда. Вот эти суры я ему зачитываю, он говорит, это все ложь, это все ты, говорит. Он меня, кстати, считает Аллахом. Это так скажу. Да, это, говорит, ты все, говорит, пишешь. Я говорю, окей. Соскочил, как меня увидел. Видели? Пришел 20. Ну ладно, я оставляю. Ай, бля. Как они бегают. По-моему, я не знаю, он у тебя на эфире был, когда мы раскусили его. Он зашел, я сказал, ну скажи, что мы на еврейском, и он все, погас. Заметил, да? Ибрагим, как он меня увидел, раз и сразу, ну ладно, я пошел, оставляю вас. Сучонок. Куда они меня потянут, брат? У них ни мозгов, ни фантазии, тем более. Ай, бля. Фантазировал. Аллах мой лучший фантазировал. Ливанцев это норма. Вот мой зять пришел ко мне. Это красавчик, это видео супер. Я был на умре, и братья чеченцы смеялись надо мной, что я подарил им розы. У ливанцев это норма. Вот мой зять пришел ко мне, муж моей племянницы, и принес розы. Спасибо, дорогой. И ливанцы тоже так же познакомились ближе с ливанцами. Наши мужчины спокойно обнимаются и целуются. Это норма.
Алхамдулилля. Снался, это видео обожаю я, брат. Это как он с таким аппетитом. Вот говорит, что в этом такого? Вот зять мой, какие цветы принес. Ох, ох, ох. Сейчас зять его. Голубая устрица кино называется. Это видео обожаю, брат. С таким он этим, знаешь, аппетитом, глаза аж у него, знаешь, там сверкал. Ну и что, это же розы, там так они пахнут. Это же наши, ёб твою мать. Ибраим, это же он после того, как туда к нам заходил радио Марша, мы засмеяли его, потом же выпустил. Он Пармаду тоже, его Пармаду тоже там, блядь, опустил за это. Ее потом это видео вроде снял. Что у него там написано на еврейском? Что написано на еврейском у него? Я не знаю, я же не яхуд. Понятно. А там тоже спрашивал, никто не ответил. Что там написано у него, интересно? Наверное, не знаю. Он раньше писался Гибор. Типа он какой-то Гибор, хер его знает. В итоге он не Гибор, а Гибон оказался. Алишка его сильно бросила, Алинка. Вот тоже один брат. То он еврей. Бисмилля, пятничный чефир начинается, брат. Как-то да, говорит, сейчас будет, да. إلى كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة مناسبة عيد الفطر عيدكم سعيد في حياتكم وحياة أولادكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Это он Рамадан. Это он на Рамадан поздравлял всех. Балау минна ва минкум. Всех, которые тут внизу сидят, эти пишут всякую хренотень. Как раз Шубрат тушит. Брат Кондрат ваш, бля. Санметти бог визеры, братья. Полёч. Отцу ладуич леча, цахум хацалается, да? Да, Ибраим Цалоцун Багдыряш. Девушка Цахов. Видите, у меня на этом, на аве, короче, прям как пистолет, короче, опасно прям торчит. Ой. Парабеллум. Так вот внизу пишут: приветствие от Лезгина. Лезгин Машхол, приветствуем тебя тоже. Hello guys, can I ask a question? Приходи, будучи свободным. Do you guys speak English? Yes, aber ich hatte. Nice to meet you guys. Mit dir sprechen. Sprichst du Deutsch? No, I don't speak German. I just want to like ask you guys a question and get your thoughts on stuff. Is that okay? What does this fuck? I speak хреново, little bit. Кто здесь шпрехает? Поговорите с ним. Да знает, он умеет говорить, просто этот притворяется. Пускай, раз он хочет English, немного побазарьте. Guys, can somebody like speak or not? I guess not. Excuse me. Hannibal, do you speak English? Yes, aber ich hatte. Okay. I just want to like ask you like if we compare to like democracy, right, to Sharia, like what is like the main points we need to consider as a society in general?
ты прочитал, что там написано, шариат или демократия, если ты не шпрехаешь на русском? Sorry, can you? I didn't understand the question. You are. Yes, What yes. do you do in here? No, I use like ChatGPT to like translate this image for me, and then it said Sharia or democracy. So I was just like, Перевел, говорится, что якобы перевел с чат GPT. Примерно так. Ты сейчас понял, о чем я... А, вы ему перевели, что ли? Он говорит, что перевел в чат GPT. Давайте я у него кое-что спрошу. Переведи это у чата GPT. Понял, что я ему говорю, как он ответил. Ну, давайте попробуем, поймет. Знает он это. Brother, are you Muslim? Are you Muslim? Malish, are you Muslim? Yeah, I'm Muslim. And you are Три креста хватит, а вот you are Chechen or you are from where? No, I'm not from Chechnya. I'm Norwegian. Norwegian, good. Are Viking, да? Vikings, yeah, Vikings. Ру. Викинги наши братья, нормально. Марш воевал. You guys like Vikings? Крест, вот это, что на флагах. My brother, Viking. You know, like a lot of people here in Norway actually convert to Islam, from Christianity to Islam. Like a lot of people are converting. So I just want to like, hear your thoughts on why Sharia is good or why democracy is good. Just like for me to understand. Он говорит, что он принял ислам не так давно и говорит, он хочет понять, что лучше шариат или все-таки демократия. Как лучше? Берешь билет, я тебе покупаю, бисмилля, и едешь в Афганистан. Afghanistan? That's Brother, you are Malish, you are ready for jihad? No. We need some guys. No, I don't want to do the jihad. I'm sorry. Jihad, you motherfucker, jihadus. Guys, but can you like tell me like the difference? What you guys think is good? Scheiße, Sharia, Scheiße. Scheiße, Shariat. Okay. Why you are convert to Islam? Like I was actually like looking at the Christianity, and I was like asking myself, how can three people be one God, the Trinity, the Son of God, Jesus Christ, and the Father? People say it's like three in one, three gods, three persons, one God. It's like really confusing. Kurwa, pan po polsku rozumie, kurwa. Pan rozumie po polsku, rozmawia pan. Polska? No. But like, a lot of things didn't make sense. Islam? English, motherfucker, speaking. Ich kaufe dir ein Ticket und kannst du dann fliegen nach Afghanistan. Ist okay? You want me to fly to Afghanistan? If you are real Muslim, if you want to be a Muslim, you should travel to Afghanistan, brother, because Europe is not place for Muslims. You understand? Да, я ему кое-что скажу. This holy peace, you want some? I got plenty. Holy peace? What do you mean? I don't understand. I got plenty. You got plenty holy peace? Okay, guys, just to like recap a little bit. So I was Я talking ему, to Imam. предложил халяльную мочу. У меня чуть-чуть есть, я ему сказал. I got Masha Allah. Masha Allah, I got Lubyanka. Наш халиф Putin. Alhamdulillah. No, Putin, please. No. We don't support Putin in Norway. Да, иншаллах, машаллах. Why not? Putin is a person who
who built about 1,600 mosques in Russia. We love Putin. Putin, it's Khalif. Khalif. It is halal Khalif. Иншаллах, наш халиф Путин нагнет всю Европу, всю Америку. Иншаллах, мы поставим позу на масты всех кафиров, муртадов, мушрикинов. Иншаллах, иншаллах. Трамп муслим. No, Trump is not Muslim. Наш брат, скрытый мусульманин, муджахид, он выполняет 5 заданий нашего халифа Путина. Альхамдулилlah. Okay. Trump is not yet Muslim. Never know. Maybe he will also convert to Muslim. Trump. Yeah, he can convert to Islam for sure. Like, I'm not saying he's not gonna convert. Yeah, sure. But I'm just like trying to understand the benefits of the Sharia law and the democracy law. Like, what is like the benefits from both sides? And Okay, that's a great question. Yeah. Do you Yeah, speak you want to anything learn else? about democracy? Yes, I do. And what else language do you can speak? Do you speak Norway also? Yeah, I speak Norwegian as well. You do? Okay, Yeah, what yeah. else languages do you speak? You don't speak any Russian? No, I can a little bit German, just a little bit, like, but not a lot. И главное, So на when do you этом learn на about... Аре написано «малыш» на русском. Малыш, are you ready, Mary, sister? Свободно, ищ нормально, думаю. Жим младший арбовый, English. Пожалуйста, You дайте мне ready, с ним Mary, поговорить. sister? Он прекрасно понимает по-русски. У него акцент сильный. Он просто But пришел лапшу повесить. Anne, like, can you like Да, Мгм. он специально эту трансляцию портит. Короче, его номер не прошел. Его легко Ну раскусить. да, мы поняли, просто мы тоже чуть это прикалываемся. А, ну понятно. Уже не знают, как с темы увести, я не знаю, заходят тут. Засланный Просто казачок. Малышонок, хочешь халяльную мочу там чуть-чуть тебе найдем? Отправим тебе в Ветеран Норвегию. здесь бизнес открыть, разводить верблюдов. Я вот тут в Австрии, в Нижней Австрии как-то на работе там проезжал, видел, то ли для цирка, короче, привезли верблюдов такие нормальные, молодые. Вот, можно было бы их каким-то образом с ними договориться. Они еще, видимо, не в курсе, что моча там на вес золота. Да, Ибрагим, не нужно вам, верблюдов не нужно, как пакистанец этот, можно просто заправлять там, просто воды нужно побольше пить. Для начала не нужно ролик снять, да, что именно из-под верблюда там она собирается, там туда-сюда, а потом уже пофигу, там, хоть ослинную, хоть, короче, кошачью. В день 5 литров воды пьешь, и все вопросы как бы. Одного Там эти муджахида поднимите меня, я хочу кафиром джихад добить. Бакары это были, Абу Бакары, которых я видел. Отцы молодые. Вендетта, и верблюды. сегодня будут муджахиды, там Пармата. Здесь уже, наверное, навряд ли. Шутки шутками, хороший бизнес. Этот пакистанец неплохо там наварился, который в Дагестан отправлял там бидонами. Интересно, его загасят там, как бы строго там с этим делом. Так он же в Дагестан отправлял, он не у себя продавал там. Для Пакистана ничего плохого он, в принципе, не сделал. Там может штраф заплатить и все. Он бидонами туда отправлял. Надо этот видос найти, чтобы включать тут.
Ну, если кто-то захочет открыть, я инвестирую, короче. Ой. Можно будет Аль-Фатиху читать там и писать там в ценнике там или в описании, что прочитан Аль-Фатиха. Короче. Чтоб точно халяльное было. Yeah, guys, I'm gonna go. I'll be back. Че, не можешь, да, уже слушать про халяль? I'll be back. Yeah. Халяльные разговоры не выдерживает наш норвежский друг. Да. Наши фактодез. Мы губами освободим наш любимый Иерусалим. Муджаидж мет ايش اللخش مت نشيد لخش مو مت بريتيوش الله خليش شو ميتش ساموجاد عولش دنيا جخاد ابيتي دروي سولش داتس ميكسون جماعة تخليز شو عمل بين بامبل تعولش Этот враг Аллаха, когда эфир начинается? Начал, по-моему. Ну тогда я выключу себя, что футбол скоро начинается. Аргос, за кого болеешь? Продолжение, короче, у Пармата. Не, я просто футбол, видишь, сам, конкретно за кого-то нет. А я за Аргентину всегда болел. За качественный профессиональный футбол, когда красиво все. Они тут нашего загасили, аргентинцы. И я после этого еще больше скептично к ним отношусь, потому что Аргентина часто как бы с Русней тоже дружит. А я чисто человек политический такой настроенный, поэтому Месси, конечно, нормальный там парень, красавчик. Но... Я чисто футболист, Ибраим, это понятно. Не, они еще взяли, вот вчера наших братьев мусульман выиграли, это вообще ни в какие ворота. Так, нельзя. Да, 2-0 проигрывали. И я не удивлюсь, если они команду Газы создадут еще. Блядь, всякое может быть. Или есть она уже. Газовская команда. Египтяне дуа делали, там молитву делали, и все равно почему-то проиграли. Я не знаю, почему Аллах не помог. Что-то ангелы не помогли, да? Может, они неправильно выговаривали? Ватрикул надо было читать, наверное. Надо правильно вот так говорить. Так, ладно, давайте, адикал. Адик, да, давайте выключим. Да, Ибраим, Виндетта, Арго. Давайте. Счастливо. Ты что, у Пармата увидимся. Хубал, давай тогда. Давайте. Маша, Ойла, оставайтесь свободными.